Глава 9. Дикарь с кряхтением поерзал на скрипучей тахте. Снова разнылась пулевая рана в бедре, растревоженная долгой ходьбой. Да еще для полного счастья вновь начала противно неметь еще не восстановившаяся до конца кисть левой руки. Да и его ложе не то чтобы было суперудобным. Оно явно застало при жизни самого великого вождя мирового пролетариата. Уж больно вид его был плачевен. Одинокий дачный домик, затерявшийся в густых зарослях и давший ему приют этой ночью, до того, как угодил в Стикс, принадлежал, похоже, рачительным пенсионерам. Слишком много тут скопилось вещей с совковым прошлым. Впрочем, ему было не до изысков. День выдался не из легких, укатали сивку крутые горки. После расставания с группой Круга он еще несколько часов пробирался на северо-восток по диким кластерам и обветшавшим стабам, старательно обходя стандартные городские кластеры. Несколько раз ему пришлось разбираться с заблудившимися бегунами, которых он кончал с помощью холодного инструмента, доставшегося ему в наследство от разбившего голову о стенку бобика покойного рейдера. Клюв оказался на удивление полезной в хозяйстве вещью. С нынешней скоростью и реакцией кваза разбираться со слаборазвитыми зараженными этим смертоубийственным девайсом стало легче легкого. Благодаря этой физкультуре он еще немного разжился с паранами. А под вечер, уже пребывая в поисках пристанища на ночь, дикарь наткнулся на беспечного топтуна. Мутант на повороте дороги подкараулил водителя трехколесного мотоцикла. Ни о чем не подозревавший свежак, выехавший за пределы своего, только что перезагрузившегося кластера, не сумел вовремя среагировать на кинувшегося на него развитого зараженного. Топтун смахнул его с сиденья драндулета одним движением когтистой лапы и тут же принялся жадно рвать еще живого бедолагу, отрывая от него куски плоти. Дикарь услышал дикие вопли пожираемого живьем человека и взвывший на высоких оборотах движок мотоцикла, который, потеряв водителя, съехал в кювет и некоторое время ревел запрокинутым движком. Осторожно подкравшись зарослями к трассе, он застал людоеда врасплох, полностью поглощенного процессом насыщения. Решив, что упускать такой шанс крайне глупо, Квас прислонил цевьё Галила к толстому сосновому стволу, навел перекрестие коллиматора на затылочный нарост мутанта, светлым пятном выделяющийся на фоне его колуннообразной, обросшей крепкой костью головы. Дистанция метров 150. Сегодня он весьма успешно стрелял и на большее расстояние. Задержал дыхание, выгадывая момент, когда гуляющая вверх и вниз голова урода замрет на секунду, автоматически про себя отметив, что на такой дистанции зеленая точка ЛЦУ прилично косит влево и вниз. Выбрал холостой ход крючка и плавно дожал спуск. Хлопнул одиночный выстрел, ударив по ушам, в очередной раз заставив задуматься дикаря о скорейшем приобретении активных стрелковых наушников. Как всегда, в такие моменты в голову лезет всякая ерунда. Пуля в цельнометаллической оболочке с остальным закаленным сердечником внутри спорола чесночную головку спорового мешка каннибала, после чего вошла в макушку черепа, проделала в нем сквозную дыру и улетела дальше, оставив за собой инверсионный след из мозгов мутанта. Страхолюдный ублюдок, практически точная копия которого в первый день пребывания дикаря в улье едва не заставила его помереть от страха, сейчас мешком свалился на труп своей жертвы, безвольно разбросав мощные конечности по полотну дороги. На звук выстрела немедленно отреагировал затаившийся в придорожных кустах матерый спидер, которому до лотерейщика остался буквально шаг. Он подскочил к трупу своего лидера, по крайней мере дикарь решил, что тот был его ведущим, и возбужденно урча закрутил башкой, в попытках понять, откуда к топтуну прилетела невидимая глазу смерть. Не мудрствуя лукаво, дикарь снова навел маркер на грудь зараженного
и сделал еще один выстрел. Пуля с силой ударила Спидера в ребро, швырнула его на землю. Дикарь убрал оружие и трусцой приблизился к поверженным мутантам. Тяжело раненый Спидер, все еще пребывающий в глубоком нокдауне, получил клювом по голове и упокоился окончательно. Не теряя времени понапрасну, дикарь выпотрошил их споровые мешки и спешно покинул горячее место, куда вполне мог нагрянуть кто-нибудь еще, привлеченный звуком выстрелов. Местное светило уже склонилось к линии горизонта, когда порядком измотанный и всерьез оголодавший квас, который с растущим раздражением пробирался по дикому кластеру, заросшему густым лиственным перелеском, наконец наткнулся на этот одинокий дачный домик и ввалился в обветшалое строение. Ужинать пришлось всухомятку, запивая холодные полуфабрикаты чуть сладкой питьевой водой из рейдерской бутылки. Пока уминал вечерний рацион, попутно ждал, когда в стопке в разведенной из пакетика лимонной кислоте, найденной тут же, растворится одна из двух обнаруженных в споровом мешке топтуна горошин. Шлифанув не больно-то вкусный, но зато калорийный ужин гороховой настойкой и глотком живца, умаявшийся и раздобревший дикарь рухнул на продавленный диван, заскрипевший ржавыми пружинами под немалым весом, и почти моментально вырубился. Разве что перед этим накинул крепкий стальной крючок на входную дверь, привязал в дверном проеме на уровне ног бечевку, дабы хоть маломальски обезопасить себя от внезапного ночного вторжения, да положил заряженный и взведенный АПС на пол рядом со своим ложем. Крепкий сон никакая гадина потревожить не посмела. Поэтому посвежевший и выспавшийся квас ополоснул морду лица из умывальника на улице, вновь перекусил спартанской едой, собрался и взял направление на северо-восток. Он пока не определился, как именно будет искать безбашенную парочку, залетевшую в самую изнанку территории полосатых, решив с этим разобраться, когда примерно выйдет в квадрат, где, по его соображениям, сейчас должны отираться нимфа с разведчиком. Там ему придется брать языка, чтобы выяснить, что об этом известно чертям и их хозяевам. В любом случае, сейчас он старался не забивать голову лишней информации, полностью сконцентрировавшись на распознавании целой палитры звуков, что стали доступны ему благодаря значительно обострившемуся слуху, старательно вычленяя из нее все, что вызывало опаску или несло потенциальную угрозу. Шум двигателей, звук выстрелов и гудение курсирующих по своим маршрутам дронов. У него даже возникло чувство, что сфера его восприятия слегка увеличилась за последние пару дней. Впрочем, он вполне мог и ошибаться. Возможно, он просто лучше приноровился к физиологическим особенностям своего тела. Лежавший перед ним кластер с городским пригородом вызывал у дикаря множество вопросов. Первый и самый главный – как ему его миновать? Второй – почему тут так много дронов и патрулей ренегатов? За те полчаса, что он провел, лежа на крыше вахтового вагончика строителей, возле огромного полузатопленного котлована с 3 рядами бетонных свай, торчавших из мутной воды, он засек пролет минимум 3 геликоптеров, баражирующих над самыми крышами строений, а один раз на большой высоте еле слышно прожужжал мессер. Плюс он дважды стал свидетелем того, как мимо его наблюдательного пункта проехал патруль в виде боевой машины матово-серого окраса, отдаленно напоминающий страйкер, в сопровождении легкого багги с пулеметом на раме. Дикарь не был большим спецом по импортной бронетехнике, но не узнать этот восьмиколесный бронетранспортер, увенчанный угловатой оружейной башенкой, было крайне сложно. К тому же эта техника выглядела, если не новой, то как минимум очень и очень свежей, а это порядком настораживало. Теперь оставалось понять, что именно вызвало такую активность врага в этом ничем не примечательном городском кластере. Вот только незадача. С его текущего НП
Вид на окрестности был весьма посредственный. Все, что он видел отсюда – кусок огороженной бетонными плитами промзоны. Левее пятна черноты уходили к горизонту, постепенно заполняя зеленые участки микрокластеров. А справа гранитный кряж, пролегавший как раз на границе соседнего кластера, с постепенным понижением тянувшийся вдаль. Не слишком высокий, но достаточно для того, чтобы забраться на него можно было только с использованием альпинистского снаряжения. В итоге путей у дикаря было всего два. Либо пробираться через квадраты промзоны, просматривающиеся со всех сторон, где в качестве укрытий лишь редкие, далеко отстоящие друг от друга здания, ангары и гаражи, скрытно передвигаясь по ним вдоль границы с мертвым кластером. Либо идти через массив дачного кооператива, идущий от самого подножия кряжа до городской застройки, начинавшейся через пару километров. И тот, и другой путь имели свои плюсы и минусы. Отсюда дикарь никак не мог понять, где чего больше. Можно, конечно, еще вернуться назад, но, судя по теряющей очертания вдали туши гранитного останца, обходить его придется долго, а у него совершенно не было для этого времени. Он и так прилично отставал от нимфы и разведчика. Лезть же в кластеры с чернотой, не имея абсолютно никакой информации о том, как далеко она простирается, его не заставил бы даже ствол пистолета у виска. Окончательно решив, что тут он ничего не высидит, дикарь начал прикидывать маршрут до следующей точки для наблюдения. Спустя 10 минут его выбор остановился на здании бензозаправки, стоявшей через дорогу от пустыря стройплощадки, где он нашел себе временное убежище. Красно-белое здание с парковкой для подъехавших на заправку машин стояло на вершине холма. Сразу за ним начинался приличный спуск, а значит и видимость оттуда должна быть явно лучше, чем с места, где он расположился сейчас. Дальнейшее наблюдение не выявило ничего подозрительного. Окончательно утвердившись с дальнейшим планом действий, он спустился вниз и начал движение по зарослям бурьяна и ивы, благо нерадивые строители позволили половине территории стройки зарасти сорными кустами. Добравшись до дороги, он затаился, отслеживая всевозможные угрозы, подождал, пока вдали истает гундосое жужжание очередного блина и рванул через открытое пространство, морщась от дергающей боли в раненой ноге. Вчера она вообще не беспокоила, а сегодня будьте любезны. Забежал под крышу, пригнулся за металлическим ящиком с песком. Вокруг по-прежнему было тихо, разве что потрескивает нагревающийся на солнце бетон, да где-то вдалеке простучала дятлом автоматная очередь. Но к дикарю она не имеет никакого отношения, поэтому, успокоив колотившееся об грудную клетку сердце, он толкнул беззвучно распахнувшуюся перед ним стеклянную дверь кафетерия при заправке и вошел внутрь. Осторожно ступая, дабы не захрустеть битым стеклом, он пересек внутреннее пространство и скрылся за стойкой кафе. Открыл дверцу холодильника, холод в котором, само собой, закончился давным-давно, но зато тут лежало несколько запечатанных бутылочек с питьевой водой. Дикарь выбрал одну с лимонным вкусом, с удовольствием осушил ее в несколько глотков. Солнце, вернее его местный аналог, уже потихоньку подбиралось к зениту. Он успел неслабо нагреться, пока лежал на железной крыше вахтового вагончика и крался по кустам. Опорожнив бутылочку, он поставил ее на столешницу и внезапно замер, уловив за своей спиной подозрительный шорох. Шагнул к двери, ведущей в подсобное помещение, и нос к носу столкнулся с упитанным Муром, вышедшим из-за угла. Тот держал в руках вскрытую банку с зеленым горошком и явно намеревался ею полакомиться. Столкновение лицом к лицу с двухметровым рейдером стало для него полнейшей неожиданностью. Однако, несмотря на секундную заминку, он разжал пальцы, позволив банке с горошком плавно полететь к полу, и вцепился в висевший у него на груди УЗИ с навинченной на нем толстой трубой глушителя, принявшись задирать ее вверх, явно намереваясь проделать в нарушителе гурманской идиллии пару лишних дыр. Дикарь ему этого сделать не дал.
Он так же, как и Мур, удивился неожиданной, а главное, неприятной встрече. Но тело Кваза начало действовать самостоятельно, без самой минимальной задержки, словно жило своей собственной жизнью. Левая ладонь легла на трубу сопрессора и прижала ее к животу ренегата, не давая тому воспользоваться своим оружием. В то же время ребро правой ладони хлестким ударом смяло противнику кадык, заставив глаза крепыша вылезти из орбит и натужно захрипеть. Смятые голосовые связки не позволили закричать, так бы он, несомненно, заголосил на всю Ивановскую от страшной боли в сплющенном горле. Следующим движением растопыренная ладонь дикаря легла на висок ренегата и с силой приложила его об угол кирпичной стены. Все произошло настолько быстро, что Мур закатил глаза от сильнейшего удара по голове, прежде чем банка с горошком покатилась по полу. Хлопнула дверь за спиной. Дикарь краем глаза уловил, как из дверного проема, ведущего в туалет, вышел еще один Мур. «Ты чем тут?» – ренегат осекся, воочию узрев немую сцену. Большого завалили! Получай, сука!» Не в меру прыткий Мур рванул с пуза МП-5 и в лучших традициях американских гангстерских фильмов полоснул очередью по помещению кафешки. Дикарь все это наблюдал уже в движении. Он крутанулся вокруг своей оси, словно в жарком танго, поменявшись местами с отключившимся и начавшим заваливаться здоровяком. Квас откинулся спиной назад, падая в спасительное пространство затемненной подсобки и параллельно прикрываясь телом рослого Мура. Вокруг визжали пули, рикошетившие от кирпичных стен, и с треском дырявившие стойку бара. Несколько пулевых попаданий сотрясли тело ренегата, пребывавшего в отключке, тем самым поставив жирную точку в его скорбном жизненном пути. Очутившись в безопасном полусумраке подсобного помещения, дикарь на ощупь сорвал с разгрузки свежеиспеченного покойника ребристый пластиковый цилиндр светошумовой гранаты. Хлопнул капсуль-детонатор, звякнула предохранительная чека, флешка полетела в направлении зала, оставляя после себя химический запах горящего запала. Дикарь зажмурился, заткнул пальцами уши и открыл рот, приготовившись к взрыву слепыша. Грохнуло, даже сквозь смеженные веки он увидел яркую, словно от короткого замыкания, вспышку. Стрелок завизжал, словно его начали резать на куски. Квас рванул с трехточечного ремня покойника УЗИ. Жалобно звякнул разогнувшийся карабин, крепивший ПП к сбруе. Выставив толстый ствол перед собой, дикарь на полусогнутых бросился вперед. Мушка поймала катающийся по полу силуэт в полосатой форме. Коротыш забился в руках, ворчливо чихая глушителем. Несколько попаданий пригвоздили ренегата к кафелю. Проскочив мимо корчившегося в быстро увеличивающейся луже крови Мура, он выглянул из-за угла и едва не словил физиономией заряд картечи в упор. Щуплый бандит с мертвенно-бледным лицом и ненормально сузившимися зрачками, видимо, тоже досталось от вспышки гранаты, навел полуавтоматический дробовик ему прямо в лоб и потянул за спусковой крючок. Дикарь успел нырнуть обратно за угол за мгновение до того, как в стену, в том месте, где только что находилась его голова, впился рой разъяренных свинцовых ос. Сзади загремело разбитое оконное стекло, глаза забило кирпичной крошкой, кожу лица опалило выхлопом из ствола дробовика. По голове кувалдой ударил грохот близкого выстрела из 12-го калибра, уши заложило ватой. Дикарь не слышал ровным счетом ничего, кроме набатного гула внутри своей черепной коробки. Больше интуитивно, чем понимая, что он делает, выставил перед собой ствол пистолета-пулемета и выпустил остатки магазина вслепую. Повторно выглянул и увидел сквозь размытую, выступившими слезами завесу, еще одно засучившее ногами тело. Дикарь со стоном сполз по стенке, яростно принялся тереть забитые грязью глаза. Попавший в кровь адреналин бурлил, заставляя действовать. Он с трудом заставил себя усидеть на месте. К
тому же боец из него сейчас аховый, он почти ничего не видел и не слышал. Кое-как, проморгавшись и уже не обращая внимания на льющиеся ручьем слезы, он сорвал с разгрузки Стечкин и бросился на осмотр помещения. Больше живых врагов тут не осталось, иначе бы его уже прикончили, пока он ничего не видел и не слышал. Проконтролировав каждое из тел выстрелом в голову, дикарь принялся прислушиваться к творившемуся вокруг. Вернее, пытался это сделать. Из-за близкого выстрела, направленного прямо на него, он слышал лишь шум работающих турбин взлетающего самолета. Через этот фоновый гул и звон в ушах не пробивались вообще никакие другие звуки. Осознав, что в ближайшее время слух ему не помощник, он бросился к двери и начал наблюдать за окрестностями. Благо режущая боль из глаз постепенно исчезала. Текущие градом слезы вымывали пылинки и песок с поверхности слизистой. Сомнительно, что устроенная им перестрелка привлекла чье-либо внимание. На УЗИ и МП-5 стояли глушители, поэтому шума от них было немного. Действительно громкими вышли лишь хлопок светошумовой гранаты и выстрел из дробовика. Но тут надо учесть, что и то, и другое произошло внутри помещения, поэтому звук не должен был разлететься слишком далеко. Если неподалеку были враги, они уже заявились бы к нему на огонек. Но минуты текли за минутами, а вокруг по-прежнему было тихо и спокойно. Выдержав паузу, дикарь вернулся внутрь. Внутри висела взвесь из бетонной и кирпичной пыли и дыма, разившего кислым запахом взрывчатки. Убрав АПС обратно в петлю разгрузки, дикарь принялся за осмотр помещения. Выйдя наружу через черный ход, Квас обнаружил прислоненную к стенке лестницу, по которой смог попасть на крышу автозаправки. Похоже, черти тоже оценили положение этого здания на местности и решили обустроить тут свой секрет. В пользу этого говорили парочка туристических ковриков и всякий ссор от еды, разбросанной по крыше. Обертки, бумажки, огрызки и все в том же духе. Похоже, здоровый Мур, которого он вырубил первым, был не дурак покишкоблудить. Уяснив цель пребывания этих ребят тут, дикарь приступил к осмотру окрестностей. Взвесив все за и против, он окончательно избрал для маршрута дачные кооперативы. Оттуда ему не придется лезть в глубину городских кварталов, да и протяженность пути будет сильно меньше, в отличие от маршрута, проложенного через промышленную зону. Утвердившись в этой мысли, он отправился обыскивать трупы. Осмотр подтвердил его догадки. Ренегаты не выглядели готовыми на выезд. Оружие у каждого было лишь одно, никаких тебе пистолетов. Количество запасных обойм тоже было весьма скромным. Для УЗИ у здоровяка был лишь один магазин, у парня с МП-5 – 2. Дробовик вообще куром насмех, обычная гражданская модель, полуавтомат с итальянским нечитаемым названием на поверхности металла. Дробовику, кстати, досталось. Очередь из УЗИ метлой прошлась по Муру, нашпиговав свинцом его самого, а заодно раскрошив силумен ствольной коробки и заклинив наглухо затвор. Оба ПП тоже не впечатлили. Изрядно потасканные, с основательно истершимся воронением и изношенным механизмом автоматики, кроме глушителей, больше не имевших никакого обвеса. Да и то немецкий пистолет-пулемет, похоже, уже штатно шел с несъемным глушителем с завода. Оценив их состояние, дикарь решил бросить их вместе с трупами, разве что забрал с собой все магазины. Патрон, подходящий для ментовского АКСУ. Таскать на себе кучу однотипного оружия он не видел никакого смысла. К тому же калашовской начинке отдавал полное и безоговорочное предпочтение. Ну и скрутил глушак с израильского оружия. На его укорот резьба не подошла, но кто знает, может получится приколхозить его куда-нибудь с помощью внутренней втулки. Ну или просто продать. Кроме того, ему достались трофейная ходи-болтайка, 2 початых фляги с живцом, небольшой бинокль в обрезиненном корпусе, немного картечных патронов к дробовику и 2 гранаты, еще одна флешка и осколочная эвка.
что было весьма кстати. На этом потрошение трупов пришлось прервать, зашипела вызовом муровская рация. «Пост 3, доложите обстановку! Пост 3, доложите обстановку!» Поняв, что настало время уносить ноги, дикарь начал спешно готовиться к отходу. Спустя несколько минут, когда он уже аккуратно спустился с кручи и приближался по чахлым зарослям к огородам крайних дач, рация снова зашипела. «Пост 3, доложитесь наблюдателю! Пост 3, на связь! Твою мать! Коробочка 2, это твой квадрат! Смотайся к этим утыркам, глянь, что там у них случилось!» Сиплый голос вышел на чистоту. «Принял, наблюдатель, выдвигаюсь». Дикарь понял, что форы у него осталось мало и ускорился как мог. А еще его все больше донимали мысли о том, какого же лешего черти впряглись в охрану заурядного городского кластера. Тут даже перезагрузка была вообще бог знает когда. Валяющиеся там и тут костяки выбелило под солнечными лучами до состояния мела. Даже намеков на кусочки плоти не осталось. Машины в кластере стояли запылившиеся. Те, что угодили в аварию, крепко проржавели на поврежденных участках корпуса. Даже по самым скромным прикидкам, после последней перезагрузки прошло никак не меньше полугода. Выходит, кластер этот из затяжных. Однако, чем-то он привлек внимание ренегатов. Спустя 10 минут дикарь услышал гул движка БТР. Он на тот момент удалился от злополучной заправки метров на 500-600 и наблюдал в оптику прибытие патруля, уже виденного им ранее страйкера и багги. С багги соскочил один из двух ехавших на нем муров и забежал внутрь здания кафе. Спустя минуту он выбежал наружу и постучал прикладом автомата по броне БТРа. Поднялся люк бронемашины, оттуда вынырнула фигура в полосатом костюме. Дикарю стало не до смеха. К лицу полосатого прилипла маска противогаза. В следующую секунду пришел новый вызов на рацию. «Наблюдатель, у нас нарушение периметра. Пост 3 уничтожен. Рации на месте нет». «Принял вас. Коробочка 2. Всем бойцам внешнего периметра и внештатным сотрудникам. Протокол «Мышеловка». Внеплановая смена рабочей частоты. Повторяю, внеплановая смена рабочей радиочастоты. Всем сменить шифрование». Посыпались доклады, после чего рация окончательно замолчала. Волосы на голове дикаря зашевелились от страха. Похоже, он влез на территорию внешников, причем в самое кубло. Ему стоило догадаться об этом, едва он увидел бронетехнику. Внешники даже на охрану Муровской базы не выделили ни одной бронемашины. А значит, в списке приоритетов этот кластер у них значился значительно выше, нежели склады. Он припустил трусцой по приусадебным участкам, передвигаясь настолько быстро, насколько позволял здравый смысл. Замирал, когда неподалеку пролетал дрон, снова рвался вперед, стараясь как можно скорее удалиться из смертоносного кластера. Плевать, чем тут занимаются полосатые. Он не хотел об этом ничего знать. В голове маленькой обезьянкой в феске и с медными тарелками в руках стучала одна единственная мысль – уносить отсюда ноги. И сделать это как можно скорее. Атмосфера, между тем, продолжала накаляться. Гудели двигатели БТРов и грузовиков. Похоже, внешники решили взять окрестности под плотный контроль. И это заставляло его нервничать все больше и суетиться. Все же, несмотря на безотчетный страх, он умудрился каким-то чудом засечь еще один вражеский секрет, затаившийся в двухэтажном коттедже. Блеснула оптика на винтовке снайпера, ствол которой торчал из чердачного окна. Дикарь, уже было рванувший из кустов, намереваясь проскочить чистое пространство, резко затормозил и плюхнулся на живот. Сместился назад и пополз вдоль невысокого декоративного забора, стараясь не слишком тревожить колышущуюся на ветру высокую траву. Геликоптеры, переместившись с окрестностей в район заправки, включили режим поиска.
То есть по все увеличивающейся спирали прочесывали местность на предмет наличия вторженцев. И вот один из них прямо сейчас решил пролететь аккурат над ползущим в траве дикарем. Тот замер на месте, вжимаясь в землю, затаил дыхание и взмолился всем богам Улья, чтобы пронесло. Сработала ли его молитва, или сыграл свою роль тот фактор, что из-за нагревшейся земли летательные аппараты внешников не могли больше использовать тепловизоры, неизвестно. Но его укрытие осталось нераскрытым, дрон улетел дальше. Вариантом, лежавшим на поверхности, было прокрасться в коттедж и устранить сидевших в нем муров. Но дикарь еще не забыл, как его стычка с ренегатами не далее как полчаса назад едва не закончилась для него выстрелом в лицо из шотгана. Если отбросить его отличную физическую форму и некоторые навыки владения оружием, он все еще оставался самым обычным человеком. Да, за последнее время он поднаторел в устранении плохих ребят. А куда деваться? Жить захочешь, еще не так раскорячишься. Но до статуса хладнокровного профи ему еще было ой как далеко. Особенно сейчас, когда все его способности благополучно отключились и не желали работать. Дикарь гнал от себя дурные мысли, но что если все его способности откатились окончательно и бесповоротно? Это был бы крайне печальный поворот событий в его и без того не избалованной радостями и позитивом новой жизни. Он ведь не просто так, на постоянной основе, избегал городских кластеров. Дикарь по своей подготовке был типичным выживальщиком. Неплохо стрелял, хорошо ориентировался на местности, умел маскироваться в зеленке. А если сюда добавить его обострившийся слух и зрение, то можно смело говорить, что в лесных массивах его опыт охотника позволял ему себя чувствовать более чем комфортно. К тому же, как уже неоднократно было сказано, в лесу концентрация мутантов была на порядке ниже. Чего нельзя сказать о городских кластерах. И это даже если опустить тот факт, что городская застройка, особенно на недавно перезагрузившихся кластерах, была мощным привлекающим фактором для зараженных. Словом, для дикаря городские кластеры были местом крайне неудобным. Его срочная служба простым портяночникам дала ему лишь общие тактические представления. Проще говоря, в городе он превращался в настоящего профана. И последняя стычка с мурами это наглядно продемонстрировала. Он вошел в помещение, умудрившись не заметить 3 находившихся там врагов. Лишь хорошая реакция, перемноженная на удачу, помогла ему выбраться из этой схватки практически без потерь. И это порядком остудило голову Кваза пониманием того, что он никакой не ветеран спецназа, прошедший несколько боевых задач, а самый обычный обыватель с автоматом в руках. Возвращаясь мыслями к притаившимся в засаде мурам, он решил, что вряд ли сумеет их устранить, не поднимая шума. Поэтому более разумным вариантом будет оставить засаду в покое и постараться незаметно прошмыгнуть мимо. Благо, в СНТ, где он сейчас находился, возможности для этого имелись. Надо лишь не спешить и тщательно выбирать маршрут, чтобы не выдать себя стрелку на крыше. Но вот с не спешить имелись трудности. Похоже, его враг развернул масштабные поисковые мероприятия. Ему нужно пошевеливаться, если не хочет угодить под раздачу. Поэтому Квас двигался вперед, напрягая еще не отошедшие после близкого выстрела уши, крутился, как уж на сковородке, переползая от одного укрытия к другому. Прятаться становилось все сложнее. Его едва не увидели, когда он перебегал через дорогу. Не вовремя выскочивший из-за поворота патруль внезапно оказался в опасной близости от него, проехал по дороге в считанных метрах от затаившегося за трубой теплоцентрали дикаря, знатно прибавив ему седины в волосах. Благо, что подкрадываться и скрываться он умел значительно лучше, нежели воевать с людьми. Спустя 40 минут, несколько литров пота и пару километров сожженных нервов, дикарь наконец покинул горячую зону окрестностей городского кластера.
Он чувствовал себя выжатым досуха, словно лимон. Взмок и запыхался, как после многокилометрового бега. Эти прятки с вражеским снайпером, дронами, так и снующими туда-сюда, и кружащими по окрестностям патрулями, едва не довели его до ручки. Покинув проклятый дачный кооператив, который едва не высосал из него всю душу и соки, дикарь скатился в заросли, растущие между подножием гранитного кряжа, что ограничивал ему пространство для маневров, и качественным двухполосным шоссе, зигзагом убегавшим на восток. Пройдя еще около 5 километров, он посчитал, что достаточно удалился от злосчастного кластера, так ревностно охраняемого полосатыми и их служками. По крайней мере, его здесь уже не мог бы засечь ни вражеский снайпер, ни оптика дронов. Решив устроить небольшой привал, после крайне напряженной пробежки, он принялся подыскивать подходящее для этих целей место. Сидеть просто в кустах, рядом с явно активно используемой неизвестно кем дорогой, ему не хотелось. Впрочем, о чем он? Вполне известно, кем используется это шоссе. И для однозначного вывода не нужно быть семи пядей во лбу. Спустя еще минут 20 он наткнулся на не слишком наезженную своротку от шоссе, взбиравшуюся на склон каменистого останца. Пройдя по ней метров 300, он очутился на небольшой, явно рукотворной площадке, выгрызенной техникой в теле гранитного кряжа. Отсюда в небеса, на головокружительную высоту, уходила стрела радиовещательной вышки. А может, это была станция сотовой связи. Дикарь в этой области далеко не спец, вполне мог и ошибаться. У подножия красно-белой вышки, прикрученной своими опорами к гранитному массиву, стояли огороженные забором из стальной сетки рабицы металлические шкафы с оборудованием. Рядом расположился небольшой служебный вагончик, обшитый синим профильным железом. Перед входной дверью, в ворохе сине-бурых лохмотьев, уныло лежали разгрызенные белые кости. Похоже, кого-то из обслуживающего персонала смерть настигла прямо тут. Квас выглянул из чахлых зарослей березы и ивы, цепляющихся за жизнь на голом камне. Четкая линия шоссе проходила прямо под ним, ниже по склону метров на 30-40. Да и вообще отсюда открывался отличный вид на окрестности. Дикарь уловил снующие, едва видимые им отсюда точки дронов, продолжающих баражировать над мутным кластером, очертания зданий которого терялись в дымке расстояния. Дальше, за асфальтовой линией шоссе, пролегавшей у подножия кряжа, раскинулась уходившая вдаль подтопленная низина. Кое-где, заросшая куцами зарослями кустарника, она постепенно переходила в болото с грязно-бурыми пятнами открытой воды и изломанными линиями гряд, заросших кое-какой болотной растительностью и кривыми сосенками. В той стороне, куда уходило шоссе, в паре километров от него, виднелась темно-зеленая гребенка хвойного леса. Похоже, там брал начало другой кластер. Сзади, за телом каменного останца, остались кластеры, откуда вчера пришел дикарь. Попасть туда теперь можно было лишь перевалив через тело кряжа с помощью альпинистского репшнура, страховки и некоторой доли мужества. Ну, либо вернувшись назад по дороге и повторно пройти через облюбованный чертями пригород Тянучки, что требовало еще большего мужества. Переступив через останки неизвестного рабочего, дикарь потянул на себя дверь с бурым пятном в районе ручки и вошел в служебную сторожку. Спартанская обстановка, откидной стол, несколько пластиковых стульев, щиток с множеством счетчиков и предохранителей, от которого уходил мощный силовой кабель к огороженным железным шкафам, коим уже никогда не грозило заработать вновь. Устроившись на стуле, чтобы дать телу остыть, а нервам успокоиться, дикарь вынул и положил на столешницу начерченную рукой мертвого рейдера схему кластеров и принялся ее изучать. Прежде у него как-то не доходили до нее руки, поэтому он решил это дело исправить и использовать время с толком. Покойник, похоже, был рисковым парнем,
раз на постоянной основе исследовал территории чертей на предмет всяких ништяков. То, что это карта окрестных кластеров, стало понятно очень быстро. Дикарь без особого труда нашел на ней заштрихованного червяка, явно обозначавшего непроходимый каменистый останец, на боку которого он сейчас находился. Отыскались и те несколько гравийных и асфальтовых дорог, по которым он имел удовольствие вчера походить. А красноречивая метка в виде черепа и скрещенных костей, расположившаяся на окончании червяка кряжа, говорила сама за себя. Рейдер тоже считал кластер, облюбованный полосатыми и их прихвостнями, смертельно опасным. Жаль только дикарь не догадался заняться изучением крок еще вчера. Сберег бы себе нервы. Похоже на то, что сейчас он двигался в сторону плавучей базы внешников, постепенно удаляясь от всех ближайших стабов и оставляя в стороне основательно пострадавшие после убийства Тритона и последовавшего за ним бунта склады. Понять, насколько далеко и как много он уже прошел, не представлялось возможным. Карта была очень схематичной, масштаб на ней явно не соответствовал действительности. Но общее представление об окрестностях у дикаря теперь было. Кроме того, ценность этой карты крылась в другом. На ней пестрело множество разнообразных отметок. И если большая часть маркеров оставалась для дикаря загадкой, ответ на которую бывший хозяин карты унес с собой в могилу, то у некоторых пометок была нанесена цифровая сноска. На обратной стороне листа бумаги гелевой ручкой аккуратный почерк исследователя оставил очень говорящие комментарии. Например, оружейка УВД или сейф в коттедже, оруж магн, ВЧ и тому подобное. Понять, что эти пометки несли архиважную для любого иммунного информацию о местах, где можно было разжиться оружием, патронами, а то и военной техникой, было несложно. Похоже, в руки дикаря угодило настоящее сокровище. Скорее всего, информацией, которой изобиловала эта карта сокровищ, не владел никто, кроме муров и редких отчаянных стронгов, не боявшихся окучивать чертей и их нанимателей. Даже удивительно, как настолько сведущий и осторожный рейдер умудрился умереть совершенно нелепой смертью в кутузке полицейского Бобика. Впрочем, был еще вариант, что карта эта была составлена не самим покойником, а досталась ему по случаю, так же, как и самому дикарю. Квас еще некоторое время предавался изучению схемы, пока назойливый звук, прилетевший из-за стен вахтовки, не оторвал его от этого занятия, заставив напрячься. Он услышал гул нескольких едущих по трассе автомобилей, а учитывая близкое соседство крайне неприятного кластера, вряд ли эти машины везут к нему мороженое или сладости. Глава 10. По шоссе ехала автомобильная колонна. В авангарде трещал двигателем уже знакомый дикарю багги с легким пулеметом на раме. За ним ехал грузовик с очень странным серебристо-столистым кунгом. Глухой, обитый пластиком и металлом, он смахивал на дорогущий громадный кейс. Кабина фуры зализанной формы явно была бронирована как по корпусу, так и стеклами. Уж больно тяжелой она выглядела даже на первый взгляд. 6 пар колес спереди и сзади подтверждали догадки Кваза, что этот большегруз явно был рассчитан на перевоз серьезных тяжестей. За серебристым грузовиком ехала третья, последняя в колонне машина. Матово-серый бронеавтомобиль на здоровенных зубастых колесах, прикрытых бронированными локерами, вращал башенкой с торчавшим из ее недр дулом автоматической пушки, контролируя окрестности. Над башней в оборудованном крупнокалиберным пулеметом гнезде сидел еще один стрелок. В довершение этого праздника над колонной на бреющем полете баражировал блин, изучающий окрестности линзами своего визора. Абсолютно вся техника явно была новой и выделялась качеством и очень серьезным вооружением. Сам собой напрашивался вывод, что это конвой полосатых, а не чертей. Транспорт вооружен до зубов даже на первый взгляд. Несмотря на то, что шоссе находилось сильно ниже его укрытия, дикарь вжался в нагревшийся под солнечными лучами камень.
Вряд ли противник способен его увидеть в этих жиденьких кустах. Для этого пришлось бы задрать вверх голову. Даже дрон, летевший на высоте не больше 20 метров над землей, не был способен его обнаружить. Его оптический модуль просто не мог поворачиваться под таким углом. Но осознание этого не могло успокоить бешено стучавшее сердце дикаря. В такие моменты, когда опасность проносится от тебя на расстоянии вытянутой руки, сознание глухо к голосу рассудка. Он затаился, про себя лишь молясь, чтобы страшная угроза прошла стороной. Под ним внизу проехал багги, потом, жужжа и сверкая пропеллерами в лучах солнца, пролетела туша геликоптера, закованная в темно-серый пластик корпуса. Когда под его убежищем проехала туша грузовика, дикарь даже на высоте почувствовал колебания камня. Похоже, груз в глухом кунге и впрямь был серьезный. Когда замыкающий колонну бронеавтомобиль поравнялся с его укрытием, Квас облегченно вздохнул, радуясь, что он остался незамеченным. Как оказалось, зря. На болотистой равнине в зарослях кустарника сверкнула молнией, чуткий слух дикаря уловил хлопок, а потом к матовой туше броневика устремилась огненная стрела. Заорал пулеметчик в своей башенке, машина вильнула на скорости, пытаясь уйти от снаряда. Но ракету Птура не проведешь. Оператор довернул ее управляющим модулем прямо в полете. Та, описав пологую огненную дугу, клюнула корпус своей цели прямо за передним колесом бронемашины. Рвануло так, что, казалось, под дикарем затрясся каменный монолит. Огненный гриб взмыл в небеса прямиком к его укрытию. Тот едва успел отпрянуть назад, ощущая, как трещат и плавятся волосы на голове. Когда он вернулся на свою лёжку, внизу стало еще жарче. Рядом с оператором Птура встал в полный рост гранатометчик с длинной трубой на плече. Стингер или игла, дикарь не разглядел через кусты, захватил цель и выплюнул свой снаряд. Самонаводящаяся ракета взмыла в небо, спустя секунду вспышка взрыва поглотила боевой дрон. Ракета разнесла его на куски, которые огненным дождем посыпались вниз под колеса разогнавшегося грузовика. Тот попытался увернуться от клубка пламени на своем пути, водитель вывернул руль и не справился с управлением. Груженную машину мотнуло в неуправляемом заносе сперва в одну сторону, потом в другую, завизжала резина, тяжеловоз вышвырнуло на обочину. Грузовик снес ограждение, правое колесо с треском наехало на придорожный камень, после чего морда автомобиля подпрыгнула вверх и с чавканьем нырнула в торфяное болото, погрузившись в бурую жижу по самые зеркала. Пулеметчик на багги принялся обрабатывать короткими очередями густые заросли, где притаилась засада. Но тут в кустах загавкал АГС. Облачка разрывов накрыли незащищенный корпус автомобиля целой серией попаданий, моментально нафаршировав водителя и стрелка настоящим облаком из шрапнели. Раненый водитель заорал от боли, вывернул руль, разогнавшуюся машинку занесло, она со скрипом и визгом сминаемого металла ударилась о каменный склон, после чего полетела в перевертыш, теряя по пути колеса, элементы кузова и тела пассажиров. Проскрежетал по асфальту искореженный остов багги, проехался по полосе, оставляя за собой искровой след и окончательно замер на месте. Кто бы ни напал на конвой полосатых, они свое дело знали. За 10 секунд неизвестные профи превратили новенькую боевую технику внешников в кучу искореженного, горящего жирным маслянистым пламенем бесполезного железа. Исключение составил лишь грузовик. Тот потерял способность ездить, но остался относительно целым. Пораженный случившимся и особенно скоростью расправы, дикарь не спешил выдавать нападавшим свое местоположение. Да, эти неизвестные спецы явно не были друзьями внешникам и мурам. Мельком оценив их оружие, экипировку и навыки, продемонстрированные за время скоротечного боя, он пришел к выводу, что, скорее всего, наткнулся на грамотно и дерзко организованную засаду очень четких стронгов. Однако это вовсе не означало, что они были для него друзьями и не пристрелят его, стоит ему высунуть нос из кустов.
Поэтому Квас решил пока не рисковать, а просто понаблюдать за их действиями со стороны. Тем более его участие не особо-то и требовалось нападавшим. Между тем из придорожных кустов поднялось несколько камуфлированных фигур с оружием в руках. Они трустой направились к разгромленной колонне. Один из бойцов приблизился к наполовину погрузившейся в болото кабине тракера и через проем окна, откуда от удара вылетело бронированное стекло, расстрелял очередью из автомата еще не пришедших в себя после аварии водителей и пассажира грузовика. Его соратники разошлись, проверяя каждый свою цель. Кто-то осмотрел трупы рядом с багги, кто-то приблизился к горевшему чадным пламенем бронеавтомобилю. Но, похоже, уцелеть не удалось ни одному внешнику, ехавшему на броне транспорта сопровождения. Поэтому спустя минуту все нападавшие, которые вышли из укрытия на болоте, сгрудились перед дверями, ведущими внутрь кунга грузовика, который определенно и был целью их засады. Несмотря на расстояние, грохот и треск, начавших рваться в огне, пожиравшем тушу броневика патронов и снарядов к мелкокалиберной автоматической пушке, дикарь, который отнюдь не мог пожаловаться на свой слух, услышал, как один из нападавших сказал «давай». После этого к дверям приблизилась камуфлированная фигура, вынула из рюкзака болторез и начала пристраиваться к запорному механизму дверей грузового отсека. В следующую секунду дверь изнутри сотряс страшный удар. Железная створка вылетела наружу так, словно была сделана из фанеры. Тяжелая плита вынесла бойца с болторезом и прижала его ноги к асфальту. Бедолага заорал от боли. Железка, судя по ее виду, весила прилично. В следующий миг крик его оборвался. На створку с грохотом приземлился тот, кто отправил ее в полет, раздавив придавленные конечности в мясной фарш. Похоже, пострадавший просто потерял сознание от шока. Следующим, кому предстояло испытать самый натуральный шок, был Квас. Дикарь не сразу понял, что именно он видит перед собой. В первый миг существо, что вышло из недр кузова грузовоза, показалось ему чем-то вроде приземистого робота из какого-нибудь фильма о будущем. Высокая, 2,5 метра, а то и 3, антропоморфная фигура, с головы до ног обвешанная серыми, как видно, любимый цвет у внешников, стальными бронепластинами, на голове защитный шлем с затемненным забралом, из-под которого виднеется оскаленная пасть, способная запросто отхватить руку человеку. Со спины на верхние и нижние конечности идут стальные рычаги сложной формы, явно элементы каркаса и сервоприводов экзоскелета, на несущие тяги которого и приваренной части брони. На лопатках, вернее там, где у человека расположены лопатки, нечто вроде рюкзака эллиптической формы, из которого вверх выглядывает нечто очень сильно смахивающее на стволы и направляющее орудийных турелей. К рычагам-усилителям на верхних конечностях привинчены 2 коротких лезвия, напоминающих формой гладий римского легионера. За те жалкие доли секунды, что у него была возможность рассмотреть неизвестного противника, выбравшегося из кузова грузовика, тот зря времени не терял. Едва уловимый взмах конечностями, и 2 ближайших бойца, перечеркнутые стремительным росчерком клинков, разлетелись в стороны поломанными куклами. В следующее мгновение резким движением, размазывавшим огромную закованную в металл тушу в воздухе, он пронзил лезвиями тело лидера Стронгов, если это и впрямь были они. Вернее, попытался это сделать. Но его оппонент внезапно растворился в воздухе и появился в стороне от броненосца уже с автоматом в руках. Его оружие разразилось длинной на полмагазина очередью. Дикарь со своего места прекрасно слышал, как пули со звоном бьются о броневой лист на грудине здоровенного урода, с визгом и снопами искр рикошетят от него, разлетаясь во все стороны красивым веером. Но не похоже, что тот получил от этого хоть какой-то урон. Разве что кинетическая энергия, передаваемая пулями на броневой лист, оттолкнула его назад, заставляя попятиться и раздраженно заурчать. И только когда он услышал это такое до боли знакомое урчание, дикарь понял, что же такое он видит перед собой. Кто-то срастил тело зараженного уровня развитого лотерейщика
с продвинутым силовым экзоскелетом и навесил на него броню с орудийной турелью, превратив мутанта в настоящую машину для убийства. Хотя, что значит кто-то? Ответ вон лежит на обочине, дымит развороченным кузовом броневика. Грёбаные полосатые. Эти ублюдки действительно перестали ограничивать себя сбором ливера с иммунных? Теперь они еще и за эксперименты по созданию киборгов из зараженных взялись. Дикарь понял, что пришла пора действовать. Если он сейчас не подключится к потасовке, очень скоро помогать будет некому. За пару секунд модифицированный внешниками жрач ополовинил группу стронгов, выведя из строя 3 бойцов, в крутизне которых сомневаться не приходилось. Среди стронгов других просто не было. И если он немедленно ничего не предпримет, остальных ждет такая же участь. Сейчас долбаного киборга сдерживает каким-то своим неизвестным умением лидер стронгов, но непонятно, надолго ли его еще хватит. Поэтому дикарь сменил магазин АПСа на пули с зажигательной смесью внутри и взялся за Галил. Стронг продолжал свои пляски с шустрым, опасным и невообразимо сильным, даже по меркам зараженных, киборгом. Едва уловимые глазом взмахи клинками рассекали воздух со звенящим шумом, слышимым даже со скалы с расстояния в 50 метров. А ведь у дикаря с реакцией было все в порядке. Глядя, как Стронг танцующими плавными движениями ускользает с траектории движения клинка, Квас начал сомневаться, что смог бы повторить этот фокус. Один из гладиев измененного зараженного после промаха угодил в борт грузовика, выбив целый фонтан искр. Клинок прорезал в стальной пластине огромную щель, куда с легкостью можно было сунуть руку. Дикарь поставил переводчик огня в режим одиночных выстрелов, закусил губу, старательно удерживая красную точку прицела на снующей туда и сюда голове киборга, и принялся нажимать на спуск, стараясь сделать это через равные промежутки времени. Стронг дернулся от неожиданности, услышав звуки выстрелов оттуда, откуда он их ожидал меньше всего, и эта ошибка едва не стоила ему жизни. Если бы не тяжелая, высокоскоростная бронебойная пуля, выпущенная из ствола Галила дикаря, которая молотком ударила по шлему зараженного, оставив на ней глубокую выемку, чем вынудила мутанта сбиться с траектории, быть бы Стронгу располовиненным на 2 части. Но жрача оглушило серьезным ударом по голове. Боец быстро пришел в себя и выскочил из зоны поражения вражеских клинков. Он воспользовался образовавшейся паузой, чтобы перезарядить свое оружие, после чего тоже начал стрелять по мутанту в упор, целясь в зазоры между элементами брони на конечностях врага. Попав под перекрестный огонь, бронированный лотерейщик недовольно заурчал, прикрывая голову от попаданий лапой, закованной в металл. Пули, может, и не пробивали крепкий материал брони, но кинетику никто не отменял, так же, как и запреградные повреждения тканей. Шлепки пуль по пластинам определенно доставляли ему свою порцию боли. А учитывая количество попаданий, приходилось ему явно несладко. Но радоваться было еще рано. Может, мутанту и было больно, но стрелкам это мало чем помогло. Лотерейщик же, дождавшись, когда у них опустеют магазины, вдруг взревел, опустился на четвереньки и по бычьи нагнул голову. Его ранец с жужжанием разошелся в стороны, стволы сменили положение, и вот прямо на укрытие дикаря смотрит пусковая установка с десятком нуров на пилоне. Квас, впавший в легкий шок от такой картины, едва успел отпрянуть назад, перед тем, как попадание 2 ракет разнесли на части кусок базальта на краю обрыва, который служил ему местом лёжки. И вновь вверх взметнулись языки пламени от взрыва, противно просвистела в воздухе шрапнель, выбитая из камня. Целый пласт породы вздрогнул, с шумом оторвался от тела останца и полетел вниз. Секунды, и жуткий грохот возвестил о том, что несколько валунов размером с добрую свинью и целый водопад камней поменьше, прокатившись по крутому склону гранитного кряжа, в итоге приземлились на горящий остров броневика и сплющили его в железный блин.
Дикарь перебежал в другое место и осторожно выглянул на край обрыва. Лотерейщик же, превратившийся в мобильную ракетно-пулеметную турель, избавившись, пусть и на время, от одного из стрелков, перевел прицел своей орудийной спарки, состоявшей из пулемета и ракетного пилона, на Стронга, чем вынудил его прекратить стрельбу и ретироваться, прячась от вражеского огня за корпусом грузовика. Орудийный модуль, потеряв вторую цель из виду, снова принял походное положение, после чего ходячая консерва встала на ноги. Дикарь между тем сменил опустевший магазин и снова взял закованную в сталь черепушку киборга на прицел. Сверху у него не было более удобных точек для фокусировки огня, поэтому он сконцентрировался на шлеме. Любой материал имеет предел прочности, и несколько точных попаданий по шлему, каким бы крепким он ни был, просто обязаны пробить дыру в защите киборга. Ходячая турель вновь обратила на него свое внимание. Лотерейщик повторно упал на 4 кости, задрав пилон пусковой установки вверх. Зашипело сопло выпущенной ракеты. Дикарь даже увидел ее, как в замедленной киносъемке, в виде круглой точки, летящей прямо к нему, вокруг которой сияла корона хвостового выхлопа. Уже наученный горьким опытом, он повторно отпрянул от края обрыва. Но в этот раз киборг взял прицел выше, и ракета не взорвалась бесполезно на краю обрыва, а пролетела мимо него. Дикарь, предусмотрительно отскочивший назад, увидел, как снаряд, оставляя после себя дымный след, пролетел мимо него под крутым наклоном вверх и столкнулся с одной из красно-белых опор вышки. Взрыв, не отраженный каменным обрывом, как в прошлый раз, получился на славу. Кваза, стоявшего в опасной близости от вышки, швырнула ударной волной на землю, по голове ударил грохот близкого взрыва. Наполовину оглохший, кашляя и отплевываясь от дыма и пыли, он задрал голову и с ужасом замер. Взрыв ракеты разворотил одну из несущих опор радиовышки, развернув ее ромашкой. Уходившая в небеса ажурная конструкция постояла пару секунд в шатком равновесии, а потом, медленно, по сантиметру, все больше и больше ускоряясь, стала крениться в сторону обрыва. С жутким скрежетом, сминая и перекручивая винтом уцелевшие опоры и поперечные балки, она медленно полетела вниз. Несколько раз она замирала, натягивая стальные тросы растяжки, но те не выдерживали веса многотонной конструкции, рвались со звуком гигантской перетянутой струны, и падение возобновлялось. Красно-белая стрела, словно циклопическая часовая стрелка, решившая пойти вспять, описала огромный полукруг, ударилась о край обрыва и с грохотом полетела вниз. Дикарь замер, с благоговейным ужасом взирая на крушение строения потрясающих воображения масштабов, совершенно позабыв о собственной безопасности. И зря. Один из последних порванных тросов стальной змеей хлестнул по синему вагончику, а после, словно кнут гиганта, ударил самым своим концом кваза прямо в грудь. Даже несмотря на амортизацию РПС, одежды и находившегося под ней бронежилета второго класса бронирования, удар вышел такой, что отчетливо затрещали ребра, в глазах потемнело, а из груди выбило дух. Дикарь ласточкой взмыл в воздух. В следующую секунду, холодея от ужаса, он увидел, как край гранитного обрыва пролетает мимо него, а навстречу, кувыркающемуся в воздухе квазу, со все возрастающей скоростью неотвратимо летит земля. Это определенно был один из тех моментов, про которые принято говорить «вся жизнь пролетела перед глазами», потому что конец этой жизни неотвратимо приближался вместе с поверхностью земли. И ничего, кроме этой самой поверхности, дикарь больше не видел. Правда, никаких видений из прошлого, никаких сожалений о несбывшихся мечтах или невыполненных обещаниях у него не было. Ветер шумел в ушах, кровь бухала в висках, словно в барабан. Похоже, ему кранты, окончательно и бесповоротно. Не было никаких путей спасения. Дикарю просто было страшно. Он нелепо размахивал руками в инстинктивных попытках ухватиться за воздух, задержать это головокружительное падение. И страх.
единственное, что он ощущал всем своим естеством. Как уже с ним бывало раньше, в минуту смертельной опасности время превратилось в тягучий кисель, безбожно затягивая каждое мгновение его полета. Прямо под ним находился серебристо-стальной корпус грузовика. Как видно, именно об этот веселенький кузов и размажет тонким слоем его тело. От этой сверкнувшей в голове молнии мысли сердце едва не выскочило из груди от первобытного животного ужаса, перемешанного в равных пропорциях с древней, как сама история, жаждой жизни. Его тело скрутило спазмом, глаза, едва не вылезавшие из орбит, перестали что-либо видеть перед собой. Все вокруг исчезло в багрово-красном свете, заполнившем все видимое пространство. Он чувствовал себя очень странно. Не было ощущения собственного тела, глаз, кожи, ушей. Никаких сигналов не поступало к нему извне. Чувство времени и пространства испарилось без следа. Было лишь ощущение огромной необъятной сети, по которой струилось его сознание, его собственное «я». И эта сеть была не в порядке. Целые участки были разрушены, разбиты, сломаны, разорваны. Они потускнели и не пропускали через себя поток энергии. Сеть медленно работала над тем, чтобы вернуть их в строй, восстанавливала поврежденные участки, вырванные ячейки вновь встраивались в общую структуру и наливались белым светом изнутри, словно радуясь возможности полноценного функционирования. Были участки, которые словно и вовсе принадлежали не ему, а кому-то другому, ощущались чужеродными. И эти инородные участки противились присоединению. Они не хотели быть одним целым. Более того, они сами хотели поглотить его сеть, отрывали от нее целые куски. Это его возмутило. Он и так прикладывает столько усилий, чтобы поддерживать целостность системы, работает над ее восстановлением, не покладая рук, а эти вредители суют ему палки в колеса. Гнев вспух внутри, поднялся из самых глубин, превращаясь в неудержимый импульс, рванувшийся по кластерам и ячейкам сети настоящей лавиной, волной, заливающей все, до чего она дотягивалась. Ядро сети засияло нестерпимым белым светом, выжигающим все лишнее и ненужное. Сломанные и поврежденные ячейки подхватывались неудержимым потоком и либо со щелчками и скрипами вставали на положенное им место, моментально привариваясь к единой цепочке сети, либо безжалостно уничтожались, высвобождая при этом еще больше энергии. Поток, накапливая все больше сил, наконец ворвался в структуру ячеек чужеродных сетей, заливая ее собой, ломая любое сопротивление. Через миг багровый свет окончательно растворился и исчез в стерильно-белом сиянии, испепелившем вокруг себя все лишнее, словно невообразимо огромная вспышка сверхновой, поставившей точку жизни звезды, голубого гиганта, масса которого в десятки раз больше массы Солнца. Дикарь открыл глаза, вернувшись в реальность и чувствуя при этом необыкновенное умиротворение. Словно что-то неправильное, отравлявшее самое его существование, вдруг обрело смысл и заняло положенное место. От страха или отчаяния не осталось и следа. Он находился под впечатлением, непередаваемой никакими словами, величественной картины, промелькнувшей перед внутренним взором за жалкие доли секунды, пока его тело продолжало свой смертельный полет к поверхности Земли. Корпус грузовика опасно приблизился, но теперь эта картина не вызывала у него никакого страха. Дикарь, улыбаясь, прижал ноги и руки и напряг скулы. Спустя мгновение его тело с ужасающим грохотом столкнулось с корпусом грузовика. От страшного удара многотонная машина покачнулась. Ядро, которым стало тело дикаря, неразрушимо твердое, словно алмаз, окруженное кинетическим полем, что искажало физические законы привычного мира, пробило корпус Кунга, оставив в нем огромную дыру с рваными краями. Квас отряхнул с себя обломки обшивки, его взгляд зафиксировался на двух фигурах, поднимавшихся на ноги неподалеку от него.
Похоже, удар от столкновения швырнул их на пол. Одна из них в полосатом обмундировании подняла ствол необычного автомата, явно намереваясь открыть из него огонь. Это лишь повторно вызвало улыбку на его лице. Рывок вперед, ладонь правой руки, окруженная невидимой защитой и благодаря ей превратившаяся в клинок, пробила плексигласовое забрало противогаза внешника, вместе с его черепом заляпав намордник изнутри красным. Он выдернул ладонь из агонизирующего тела врага, тот мешком свалился на пол кузова, выронив из рук автомат. Стоявшая за ним фигура в стерильно-белом комбинезоне, державшая в руках вместо оружия кейс из черно-серого шершавого пластика, замерла соляным столбом. Округлившиеся от страха глаза за стеклом противогаза ясно давали понять, что научник Внешников находится в настоящем ужасе от увиденного. Выдернув загадочный девайс из его рук, дикарь обнаружил, что тот является неким подобием планшета. Взглянув на отображающуюся на дисплее картинку, он не смог удержать улыбки, больше похожей на звериный оскал. «Hands up! Don't move, or you die!» Внешник послушно вытянул руки вверх, демонстрируя, что прекрасно понимает английский. Его начало трясти, из-за резко вспотевшего лба обзорное стекло противогаза затуманилось изнутри. «Не убивайте, я все сделаю!» Снеговик заговорил на русском, немало этим удивив дикаря. Он в характерной для прибалтов манере забавно растягивал слова, однако довольно четко и вполне прилично объяснялся на языке родных березок, узнаваемо даже несмотря на то, что пленник гундосил из-под дыхательной маски. «Ну вот и не дергайся тогда. На колени, руки за голову. Одно лишнее движение, и я тебе шею сверну, понял?» Научник затряс головой в ответ и послушно встал на колени. Однако, несмотря на его покорность, дикарь с трудом подавил в себе желание его прикончить. По вине этого морального урода прямо сейчас погибло несколько человек. Он вспомнил ряды клеток на базе ренегатов, в которых изможденные, потерявшие всякую надежду свежаки, обреченно дожидались своей очереди на изуверскую операцию, в ходе которой у них раз за разом изымали внутренние органы. Подавив эмоции, бросил уже более осмысленный взгляд на тачпад. Мазнув по экрану пальцем, он отложил его в сторону и принялся за осмотр. Сначала себя, а потом внутренности Кунга. С ним самим все было в полном порядке, даже более чем. До него только сейчас дошло, каким печальным инвалидом он был несколько последних суток. Сейчас энергия переполняла тело, струилась по жилам бурным потоком. Щит оградил его от повреждений при падении. Единственное, что пострадало, это Галил. Оружие в силу сложной геометрии и своих размеров не попало под пленку силового поля. Столкновение с бортом грузовика превратило его в груду хлама. Ствол загнулся почти под прямым углом, приклад оторвало ударом. Крышка ствольной коробки раскрошилась, части автоматики высыпались наружу. Его оружие превратилось в груду металлолома. Дикарь отшвырнул отслуживший свой автомат в сторону и забрал с трупа внешника его необычное оружие. Автомат покойника отдаленно напоминал израильский Тавор, только с горизонтальным расположением магазина, как у пистолета-пулемета FN P90. Выполненный в едином булпап-корпусе, с вместительным магазином над утопленным в ствольной коробке стволом, через плексигласовую верхнюю плоскость которого проглядывал длинный ряд прямоугольных безгильзовых патронов с блестящими крупнокалиберными пулями. Окинув непривычное оружие одним взглядом, он определился с положением переводчика огня и предохранителя, решив отложить более детальное исследование оружия гостя из внешних миров на потом. Попутно выдернул из разгрузки полосатого несколько магазинов, которые тут же отправились в клапаны его РПС, заменив там ставшие теперь бесполезными магазины к Галилу. Туда же несколько гранат с разноцветной маркировкой на корпусе. Заодно содрал с трупа легкий тактический шлем, прикрыв им свою незащищенную макушку.
Хотел то же самое провернуть и с баллистическими перчатками, но потом понял, что они на его лапище просто не налезут. Закончив с арсеналом, он перешел к внутренностям грузового отделения. А тут было на что посмотреть. В специальных сварных рамах, привинченных к полу и стенкам кунга, стояли закованные в металл и пластик фигуры, похожие на того лотерейщика, что недавно выскочил наружу. Его место как раз пустовало, а значит, его точно так же перевозили в грузовике, как и остальных. А еще тут находилось кое-что гораздо более интересное и очень сильно напугавшее дикаря. Если у левой стенки стояла тройка киборгов, собранных на базе тела зараженных, то вот у правой стояли менее габаритные и внушительные биороботы. По элементам каркаса, экзоскелета, брони и оружия этих боевых единиц очень хорошо читались части тела нормальных людей. Вернее, иммунных, судя по отсутствию на их шлемах средств защиты органов дыхания и глаз. Один из киборгов сильно пострадал в результате падения на грузовик живого снаряда по имени Дикарь. Но остальные выглядели вполне целыми, по крайней мере чисто внешне. После того, как он обвел взглядом начинку кузова грузовика, у него вновь появилось нестерпимое желание свернуть шею снеговику. Опыты научников полосатых над зараженными еще как-то вписывались в рамки морали дикаря. Те, хоть и были когда-то людьми, давно утратили это звание, под действием паразита улья превратившись в бездушных и чертовски опасных хищников. Но вот бесчеловечность опытов над такими же, как он сам, людьми, уже конкретно срывала дикарю планку. Он почувствовал, как закипает неудержимый гнев внутри, как он бурлит, словно раскаленная лава в глубинах вулкана. Дикарь шагнул к испуганно съежившемуся научнику и поднял его за затрещавший воротник белоснежного защитного костюма. «Что это такое? Отвечай, сука, что это такое, пока я тебе череп не проломил?» Человечек в его руках затрясся от страха и гнусаво зачистил из-под маски противогаза. «Это опытные образцы. Первая удачная партия киборгизированных мутантов и То есть, я хотел сказать, местных жителей. НИО уже давно ведет исследования в этой области. Не убивайте меня, я просто лаборант-оператор, обслуживающий персонал». Дикарь встряхнул его за шиворот еще разок, из-за чего тот громко икнул. «Что еще за НИО?» «Научно-исследовательский отдел экспедиционного корпуса. Я там работаю». «Куда вы везли эту опытную партию?» Дикарь с трудом выговорил последнюю часть фразы, едва сдерживая собственные эмоции. «Нам приказано доставить образцы на перевалочную базу, где комиссия НИО должна была собрать тестовые данные, оценить результат ведущихся в этом направлении работ и установить потенциал боевых единиц». «Где их делают?» Снеговик махнул рукой в сторону недавно покинутой дикарем тянучки. «Экспериментальная сборочная линия и лаборатория находятся на базе опорного пункта номер 19. Видя непонимание на лице собеседника, научник добавил торопливо. «Кластер, откуда идет эта дорога?» «Откуда ты так хорошо знаешь русский язык?» Внешник пожал плечами. «Это одно из условий отбора в штат экспедиционного корпуса. Без знания языка Увидев сошедшиеся вместе брови кваза, внешник в который раз поспешно исправился. Местных жителей взаимодействие с ними и с внештатными сотрудниками сильно затрудняется». «Внештатными сотрудниками ты называешь муров?» «Да, я слышал, вы так их...» Договорить снеговику не удалось. За спиной дикаря, где раньше располагался запирающий кузов тяжелый створ ворот, раздался негромкий хлопок. Голова внешника дернулась назад, посередине обзорного стекла противогаза возникло круглое отверстие, от которого по пластику побежали белые линии трещин. Забрало заляпало изнутри красным, кровавые пятна испятнали белоснежный комбез научника и стенку кунга позади него.
Дикарь осторожно повернулся на звук выстрела, стараясь держать руки на виду и не провоцировать стрелка. Он так увлекся разговором с пленным и подавлением собственных эмоций, что слегка позабыл про выживших стронгов, оставшихся снаружи. После того, как бронированного лотерейщика придавило металлической конструкцией, рухнувшей с обрыва радиовышки, это дикарь увидел через камеру, подключенную к тачпаду техника. Бойцы были предоставлены сами себе, и теперь, похоже, тоже созрели к походу внутрь Кунга. «Ну и нахрен ты его застрелил? Я же не успел с этой гнидой договорить». Стоявший перед ним человек, что держал его на прицеле, внимательно рассматривал Кваза своими ярко-голубыми глазами. Они, как прожекторы, выделялись на резко очерченном волевом лице с выступающими на нем скулами, покрытыми недельной густой щетиной. Несмотря на разделявшее их тогда расстояние, дикарь уверенно опознал в нем бойца, который сражался с киборгом-лотерейщиком снаружи. Стронг, как прожженный еврей, ответил вопросом на вопрос. «Ствол не лапой? Это ты сверху стрелял?» «Ну, я». «Судя по звуку, стрелял ты явно не из отбойника». Квас вопросительно приподнял бровь. «Отбойник?» Стронг махнул стволом на висевшее на груди дикаря оружие внешника. «Автомат полосатиков». Дикарь пожал плечами в ответ. «Это вот только что с трупа снял. Мой галил развалился на куски. Жесткая посадка вышла». Боец многозначительно посмотрел на внушительную пробоину в борту кузова. «Это ты, выходит, сверху сиганул сюда?» Дикарь криво улыбнулся в ответ. «Скорее уж свалился, а не сиганул. Одну из растяжек падающей вышки зацепило. Пришлось выкручиваться на ходу». Градус подозрительности слегка упал в ледяном взгляде Стронга. Он чуть приопустил ствол своего автомата. «Ты кто такой вообще? И как тут очутился?» «Да я обычный мимо-крокодил. Я через тянучку, где у внешников с мурами лютый сабантуй, утром проскочил с грехом пополам. Дай, думаю, посижу наверху, дух переведу, да на окрестности полюбуюсь. Знал бы, что вы тут полосатым горячий прием готовите, обошел бы 10-й дорогой. Целый кирпичный завод отложил, пока сверху на ваши коленца любовался. Меня дикарем звать, к слову». Собеседник секунду подумал над услышанным, потом тронул рацию на плече. «Араб, как там Уголек и остальные?» Эфир зашипел ему в ответ голосом одного из стронгов. «Химик и Погон 200-е, их сразу наглухо пригрело. Уголек 300-й тяжелый, жить будет, но ноги в труху. Пакуем его как раз». На лице Стронга от сдерживаемой ярости и печали перекатились тугие желваки. Но спустя мгновение он взял себя в руки. «Принял. Там-тама ко мне отправь, разговор есть». Закончив переговоры, голубоглазый вновь обратился к Квазу. «Не слышал раньше про тебя». «Да я новенький, недавно сюда угодил, еще не успел наследить». Стронг недоверчиво хмыкнул, красноречиво кивнув головой на огромную дыру с рваными краями в борту Кунга. «Новенький? А по виду и не скажешь. Я Кавказ. А вот я про тебя уже однажды слышал, к слову говоря. И где же, интересно, ты обо мне слышал?» «Я неделю назад вместе с одним рейдером и еще парочкой парней на Б-12 с чертями схлестнулся. Барсук по рации потом очень ругался и спрашивал, не ты ли там берега потерял. Буран его послал в пешее эротическое». На жестком лице Кавказа впервые с начала разговора появилась искренняя заинтересованность и намек на улыбку. «О, так ты Бурана знаешь? Как там эта курилка картонная? Жив еще? Давно его видел?» «Да недавно совсем, дня 4 назад. И еще пару дней назад по рации с ним трепался». «Откуда знаешь его?» Дикарь пожал плечами. «Я ж говорю, Бурана с шутом на кластере встретил. Он меня с парнями проводил до флюгера». Услышав имя воспитанника рейдера, Стронг окончательно расслабился и опустил оружие, демонстрируя мирные намерения.
Но тут их милую беседу прервало появление другого Стронга. Он шокированно окинул взглядом стойки со стоявшими внутри киборгами и удивленно присвистнул. «Мда, походу мы конкретно провафлились с конвоем». Он остановил потемневший от гнева взгляд на одном из киборгов, собранном из человеческих запчастей. «Вот суки рваные! Это же Саха из отряда Хвоста! Его ушлепки гнойные в плен взяли пару месяцев назад! Мать-перемать!» Скрипнув зубами и кое-как справившись с эмоциями, он взял себя в руки и обратился к своему командиру. «Звал?» «Там-там, вот скажи мне, кто у нас в отряде Сенс?» Тот, услышав вопрос, недовольно дернул щекой. «Ну я». «А раз ты, то ответь. Как так вышло, что ты мне сказал, что в окрестностях кристально чисто, а на деле этот парень засел наверху еще до начала веселья и всю заварушку за нами оттуда наблюдал?» Боец насмешливо хмыкнул, после чего активировал на левой руке небольшой дисплей и постучал по нему пальцем. «Поздравляю, мы повстречали человека-невидимку. Я его совершенно не ощущаю своим даром, даже когда он в упор передо мной стоит. Но датчик сердцебиения его регистрирует вполне четко». Кавказ сверился с показаниями собственного оборудования, после чего уже в который раз многозначительно улыбнулся дикарю. Тот, в свою очередь, сделал невинное лицо, а про себя сделал зарубку в памяти, позднее расспросить об этом непонятном для него эпизоде с Сенсом поподробнее. «Новичок, значит, говоришь?» «Ну, вроде того». Тут вновь подал голос Сенс Стронгов. «Командир, пора валить. Минут 5-6 и дроны будут тут. А там и кавалерия подтянется». Кавказ вновь взялся за рацию. «Всем приготовиться к отходу. Через минуту выдвигаемся. Саратов, Араб, тащите сюда подарки и 200-х. Похороним парней в этом железном гробу». Дождавшись, когда он закончит отдавать приказы своим подчиненным, дикарь взял в руки тачпад погибшего научника и мазнул по экрану пальцем, отчего активировались и подняли свое оружие ряды киборгов по обеим сторонам грузового отсека, заставив схватиться за оружие и испуганно выматериться Сенса и лидера Стронгов. «Какого хрена?» Дикарь улыбнулся им во все 32 зуба. «Ребята, у меня есть предложение поинтереснее. Как насчет еще немного тут пошуметь?» Глава 11. Оптика визора дрона внешников засекла шевеление вокруг разгромленного конвоя. В следующий миг оператор беспилотника получил сигнал о том, что аппарат взяла на прицел вражеская система самонаведения. Он бросил дрон в маневр уклонения, пытаясь избежать столкновения с ракетой, но спустя несколько секунд на экране монитора полыхнуло пламя, а потом вместо картинки с высоты птичьего полета остался лишь белый шум, наглядно демонстрируя гибель летательного аппарата. Спустя несколько минут опорный пункт внешников превратился в разворошенный улей. Дикарь лежал на влажном мху, скрываясь в болотной растительности, и чувствовал, как влага постепенно проникает через слои одежды внутрь, начиная холодить кожу. Но это сейчас было меньшей из его проблем. Он окинул взглядом заросли кустарника по соседству с собой и вздохнул. Укрытие из куцых куртин ивы и вербы, заполонивших нескрытое под водой и торфяной жижей пространство болотистой низины, было сильно так себе. Если для самого дикаря оно было еще более или менее удовлетворительным, то скрыть массивные фигуры киборгов они уже могли с большим трудом. Но другого выбора все равно не было, так что пришлось довольствоваться тем, что было. После непродолжительного обсуждения дальнейших действий со Стронгами совместными усилиями был выработан план, который имел шансы на успешное исполнение. Первым делом люди Кавказа, поначалу с недоверием косившиеся на дикаря и его новоприобретенное воинство, пригнали из укрытия, находившегося в километре от места засады, на конвой внешников БРДМ-3. С помощью троса и такой-то матери Стронги освободили тягач из болотного плена и подготовили его для дальнейшей езды.
В разгар этой возни прилетел с разведкой очередной блин полосатых, явно обеспокоенных пропажей связи с конвоем. Без лишних церемоний его укокошили пуском еще одной иглы, после чего возня с подготовкой продолжилась. До прибытия тревожной группы внешников оставалось мало времени, а успеть нужно было многое. По совету дикаря, араб, штатный сапер группы Кавказа, установил на площадке, с которой вниз рухнула металлическая конструкция, несколько шашек тротила таким образом, чтобы при детонации возник очередной обвал. Уклониться от каменной осыпи сверху на узком шоссе, подпертом почти вплотную топким болотом, у вражеской техники шансов не было, так что идею приняли с энтузиазмом. Кроме того, неподалеку от места крушения металлической конструкции, там, где она почти полностью перекрывала проезд по трассе элементами искореженного корпуса, сапер заложил несколько эрзац-заменителей мин направленного взрыва. Короткий обрезок простой металлической трубы, наглухо сплющенной с одной стороны, начиненный взрывной смесью и болтами и гайками, направлялся раструбом в сторону проезда предполагаемых целей. Импульс взрыва такого самопального взрывоопасного подарка создавал направленный конус поражающих элементов, который на короткой дистанции гарантированно уничтожал легкую технику типа багги и шахид-мобилей и мог нанести приличные повреждения бронетехнике, попутно перемножая на ноль водителей и десант на броне. Смысл закладки был не в том, чтобы уничтожить всю колонну вражеских средств усиления. Направленный взрыв и обвал должны были заблокировать врагу пути отступления и урезать вражеский боевой потенциал. С основной массой врагов стронги должны были разобраться позднее, связав их силы в лесу, где готовилась еще одна засада. По крайней мере, задумка была такая. Вся эта затея должна была оттянуть силы противника и дать дикарю и его воинству шанс напасть на опорный пункт, по возможности проредив оставшихся там бойцов и разгромить лабораторию со сборочной линии. После того, как бойцы узнали, что тела их друзей и соратников внешники используют для того, чтобы создавать разрушительное даже по меркам улья оружие, их негодование и ярость, и без того находившиеся у среднестатистического стронга на критических величинах, сейчас вообще взлетели до небес. Что, в свою очередь, подготовило почву для предложения дикаря по уничтожению назревающей проблемы. По здравому рассуждению, эту опасность необходимо было купировать в самые кратчайшие сроки, не считаясь ни с какими потерями. И в этом вопросе Кавказ и его люди единодушно поддержали мнение дикаря. Стоит полосатикам наладить массовое производство киборгизированных солдат из тел зараженных и иммунных, и внешка вместе с прилегающими к ней территориями моментально превратится в место крайне неуютное. Сам же инициатор плана, пока стронги вели предварительную подготовку к его реализации, после того, как всерьез взялся за изучение возможностей управления своими новыми молчаливыми бойцами, поначалу пришел в ужас и хотел дать обратный ход. Дело в том, что единовременно управлять напрямую с планшета, доставшегося ему в наследство от покойного ныне снеговика, он мог лишь одним из киборгов, что автоматически превращало 7 остальных киборгов в мертвый груз. Спустя несколько минут лихорадочного копания в интерфейсе управления он нашел выход. У киборгов было несколько режимов функционирования, помимо прямого управления с интеркома оператора. Иначе бы они ничем не отличались от обычных дронов. Но научники внешников оставили им мозги, хоть и порядком их кастрировали, и подключили к модулю управления. Таким образом, киборги могли действовать автономно в узких рамках поставленной оператором задачи. Кроме того, все киборги были связаны между собой в единую сеть, что облегчало управление оператору. Странно вот только, почему научник внешников во время атаки запустил лишь одного Хэвика. Активируя он весь отряд киборгов, те не оставили бы от стронгов и мокрого места. Дикарь поблагодарил небеса за то, что в силу особенностей своей профессиональной деятельности еще на Земле знал отлично английский язык. Это ему помогло разобраться в управляющем интерфейсе. Он разделил 7 киборгов на 2 группы, по основному отличающемуся признаку.
На танков в интерфейсе лаконично именовавшихся Heavy Arms, собранных на базе тел лотерейщиков, тяжело бронированных и вооруженных орудийной турелью бойцов первой линии огня и скаутов. Те, в свою очередь, несли облегченный вариант брони на легком экзоскелете и были вооружены крупнокалиберными бесшумными винтовками, судя по информационным сноскам, способными вести вполне успешный огонь на дистанциях до 500 метров от цели. Кроме того, скауты могли двигаться с довольно впечатляющей скоростью, пользуясь усилителями псевдомышц и сервоприводов экзоскелета. К тому же обладали оптическим камуфляжем, способным прилично маскировать их на местности. На руку дикарю сыграл и тот факт, что партия по сути была опытной. В интерфейсе управляющего киборгами модуля производителем экспериментальной биоробототехники была заложена масса поясняющих сносок и гиперссылок. Благодаря им он сумел в отведенные до появления колонны карателей полчаса относительно сносно разобраться в принципе управления своим отрядом. Сделано это было, похоже, для облегчения работы членов комиссии, которая должна была оценить боевой потенциал и рабочий функционал киборгов, если бы эта опытная партия до них добралась. Но сейчас это прилично облегчило задачу дикарю. Первым предвестником проблем стал легкий вертолет, явившийся в сопровождении 3 геликоптеров. В этот раз внешники решили подойти к делу со всей ответственностью. Летательная техника сходу начала утюжить пулеметами и ракетами окрестности. Дикарь, благополучно удалившийся от места боя на приличное расстояние, все равно вжимался во влажную почву болотистой низины, про себя молясь, чтобы враги не срисовали его тепловой след на местности. Рядом с ним, уподобившись кустам за счет включенного камуфляжа, неподвижно замерли скауты, изготовившись к стрельбе. Согласно плану, вести активный огонь им предстоит лишь в случае провала первой стадии совместно выработанного плана. Но дикарь все равно активировал через планшет режим стрельбы по выделенным целям. Теперь все, что от него требовалось, с помощью камер, подключенных к визорам киборгов, выбирать и помечать цели, которые тут же будут ими атакованы. Помимо этого, он предварительно пометил всех окружавших его стронгов, как, впрочем, и себя самого, как дружеские единицы, что исключало возможность случайного убийства своих новых союзников. Между тем, пропесочив опасные места, вертолеты и дроны бросились в погоню за тягачом, как раз въезжавшим под защиту деревьев следующего кластера. Внешники явно решили не позволить стронгам украсть у них опытные образцы перспективного оружия. На подлете к лесному массиву вертолет напоролся на заградительный огонь зенитного пулемета стронгов и гранатометные выстрелы из РПГ, резко охладившие его пыл. Завязалась далекая перестрелка, которую дикарь никак не мог видеть из своего укрытия. Да и к тому моменту у него появились более насущные проблемы. По шоссе к месту боя подошла колонна бронетехники внешников. Тот самый отряд быстрого реагирования, высланный руководителем опорного пункта, чтобы наказать взорвавшихся стронгов и вернуть секретную экспериментальную технику. Первым арку, образовавшуюся в результате падения вышки, проскочил головной дозор. Багги, треща движком, объехал обгоревшие остовы машин и укатил вслед за вертолетом. Спустя пару минут, ускорившись на опасном участке, к месту засады подъехала колонна и приблизилась к разгромленному конвою. Страйкеры, платформа зенитного огня, вооруженная счетверенными спарками мелкокалиберных пушек, пулеметные расчеты техники крутили башнями, шаря стволами оружия по местности в попытках отыскать противника. Но все вокруг было тихо. Спустя пару десятков секунд отряд внешников разделился на две неравные части. Большая часть ударного кулака двинулась по шоссе по направлению к лесному массиву, включившись в погоню за уехавшим тягачом. Один БТР в компании пары патрульных пикапов и одной машины пехоты остался на месте стычки. Выскочившие наружу бойцы в дыхательных масках заняли периметр. Часть из них приступила к осмотру места стычки стронгов со внешниками и остовов уничтоженных машин.
Когда основная колонна скрылась в лесу, дикарь осознал – пора. Он легонько толкнул локтем Тамтама, сенса Стронгов, которого Кавказ щедро отрядил ему в помощники, давая ему сигнал к началу веселья. Пользоваться рацией он опасался, справедливо полагая, что враги фиксируют все радиопереговоры в окрестностях, поэтому залег рядом с соратником. Машина КШМ с вращающимся на крыше эллипсом пеленгатора, ехавшая в хвосте колонны, красноречиво намекала на верность его догадки. И пусть суть шифрованной передачи останется для гостей из внешних миров тайной, сам факт выхода противника в эфир и место его пеленгации станут для них неопровержимым доказательством наличия врага в засаде за их спинами. Подключившись к визору одного из скаутов, он зумировал картинку с камеры оптического модуля киборга. Дикарь пробежался по вражеским силуэтам, маркируя их как цели, после чего взял на прицел винтовки водителя БМП, голова которого виднелась сквозь поднятый люк. Сделав небольшую поправку на понижение тяжелой пули, он глубоко вздохнул, стравливая накопившееся внутри напряжение, и нажал на клавишу «Атаковать цель». Несмотря на отдачу выстрела, нарушившую стабилизацию картинки, он успел увидеть, как кровавая клякса из мозгов мехвода в противогазе украсила серый борт боевой машины. Почти сразу за этим Сенс нажал несколько клавиш на ПДУ, оставленном ему арабом. Даже на расстоянии дикарь почувствовал, как дрогнула земля. Взмыли в небо огонь и дым, сопровождая полет фонтанов торфа и перегноя. Вихрь из поражающих элементов, разогнанных до околозвуковых скоростей, метлой прошелся по рядам врага, убивая и калеча людей и уродуя технику. Вслед за цепочкой подрывов в низине на обочине трассы рванули заряды, заложенные на утесе. В небо взмыл огненно-дымный гриб. К земле полетел гибельный дождь из валунов, вдребезги уничтожая БТР и пикапы, а также завалив узкое место. Если до этого по дороге еще можно было проехать под искореженной конструкцией радиовышки, то теперь оползень, вызванный взрывом, намертво запечатал этот проход. С этого момента уехавшая в погоню техника внешников не сможет вернуться этим путем. Светлая мысль насчет минирования гранитного карниза над дорогой подарила дикарю и его группе небольшой запас времени, в течение которого опорный пункт номер 19, как его называют сами внешники, не сможет получать никаких подкреплений со стороны плавучей базы и ударного кулака, если тому удастся вырваться из засады стронгов. Разве что по воздуху. Между тем ожила башенка уцелевшего БМП. Непонятно, как именно ориентировался стрелок, ведь ДТК, дульный тормоз-компенсатор винтовок скаутов, совмещенный с саунд-модератором, не давал вспышки выстрела и резал его звук до минимума. Возможно, их местоположение выдавали блики оптики. В любом случае, он довольно метко взял прицел на позиции рассредоточившихся по болотистой низине киборгов и принялся обрабатывать ее мелкокалиберными снарядами. Похоже, стрелок внешников не зря ел свой хлеб. Уже спустя десяток секунд обстрела потухла картинка с камеры одного из скаутов, наглядно демонстрируя его гибель. Впрочем, дикарь тоже не терял времени даром. По его команде рядом с дорогой вспухла и поднялась грязевая куча из торфа, оказавшаяся замаскированным танком, а спустя мгновение массивный клинок киборга, получившего команду на атаку цели, усиленный мощностью продвинутого сервопривода, со скрежетом и скрипом вскрыл десантный отсек машины пехоты. Бронированный мутант проник внутрь, заставив стрелка, воочию увидевшего собственную смерть, заорать от ужаса. Обстрел моментально прекратился. Над побоищем повисла обманчивая тишина. Оставшиеся танки по его команде также скинули маскировку и переместились к ставшей безопасной БМП. Дикарь, проваливаясь в торфяную жижу, перепрыгивая лужи и обходя затянутые ряской и болотной растительностью окна воды, приблизился к уничтоженному скауту. Снаряд пушки снес ему голову с плеч и бросил на спину. Сокрушенно вздохнув,
Дикарь отсоединил с крепления на экзоскелете короб с патронами для его винтовки и вынул из гнезда батарею питания, приводившую всю эту биомеханическую конструкцию в движение. После этого он подхватил до обидного рано погибшего киборга за ногу, напрягся и рывком сбросил его в трясину. Опытный образец внешников чавкнул торфом и начал медленно погружаться в бурую жижу. Несколько минут, и болото его скроет полностью, уничтожив всякие следы на своей поверхности. Получив команду с планшета, трио выживших легких киборгов принялось скакать по кочкам и сухим участкам низины, двигаясь по направлению к трассе, словно гигантские кузнечики, преодолевая длинными прыжками опасные участки болота. «Идем, дело сделано». Там-там, с нескрываемым удовлетворением, взиравший на очередную порцию разгромленной техники внешников, обратился к дикарю. Тот лишь покачал головой в ответ. «Дело не сделано, еще даже на треть. Рано радуешься. Пошли, пока еще кого-нибудь нелегкая не принесла». И двинулся к дороге первым, придерживая рукой снятые с уничтоженного скаута боеприпасы и запчасти. У его плана было одно слабое место. Как бы ни были смертоносные киборги внешников, они были опытными образцами, соответственно, могли иметь множество технологических недоработок, которые будут выявлены лишь при длительной эксплуатации. Как случилось только что, когда бликующая на солнце оптика выдала замаскированного на совесть скаута вражескому стрелку, даже несмотря на навороченный оптический камуфляж, что и привело к его гибели. Это и возможные другие недоработки в предстоящем бою вполне могли послужить причиной выхода биороботов из строя досрочно, лишив его группу части огневой мощи. Кроме того, была еще одна серьезная проблема, связанная с этими штуковинами. Вернее, даже целых две. Первая – это ограниченный боезапас патронов и ракет каждого отдельно взятого киборга. Подвоза боеприпасов и батарей в ближайшее время не предвидится, так что придется обходиться тем, что есть. А вторая – то, что пока киборги двигались, то постоянно садили заряд собственных батарей, с понижением которого прекращал функционировать экзоскелет и электронно-вычислительный модуль скаутов и танков. Соответственно, те мгновенно превращались из смертоносного оружия в замысловатый элемент декора. Дикарь пока затруднялся ответить, насколько именно времени хватит заряда батарей. Пока что те уверенно показывали 90% уровень энергоемкости аккумуляторов. Узнать ответ на этот вопрос он сможет лишь в процессе, ибо грёбаные внешники не соизволили приложить к своей продукции руководство по эксплуатации. Именно по этой причине он и настоял на том, что одну из боевых машин нужно сохранить от уничтожения. Трак уехал дальше по трассе, отвлекая на себя внимание карательного отряда, а вновь обретенное транспортное средство поможет сохранить батареи киборгов от досрочной разрядки по пути к кластеру тянучки. Потому что пешая 5-километровая прогулка почти наверняка посадит им аккумуляторы. Было бы до слез обидно привести свое закованное в броню и вооруженное до зубов воинство к стенам врага с нулевым зарядом аккумуляторных батарей. По той же причине он снял энергоячейку и БК с уничтоженной единицы. Это поможет ему продлить жизнь одному из оставшихся скаутов, если хотя бы один из них протянет достаточно долго. «Ты точно сможешь этим рулить?» Дикарь озвучил волновавший его вопрос, с сомнением осматривая незнакомую ему модель БМП. Сам он этой штукой управлять уж точно не сможет. Но Сенс Стронгов лишь беззаботно махнул рукой в ответ и нырнул в открытый бронелюк. Оттуда послышалась возня, а спустя мгновение из разверстого зева, ведущего во внутренности боевой машины, вынырнула голова его спутника. «Да не волнуйся, просто дай мне минутку, и я буду готов ехать. А пока помоги мне вытянуть этого неудачника отсюда, пока он все тут окончательно кровянкой не залил». Он просунул в люк одетую в берец ногу погибшего мехвода. Дикарь выдернул его наружу, словно морковку из грядки. Крупнокалиберная пуля, вылетевшая из ствола винтовки скаута,
на вылет продырявила каску внешника вместе с ее содержимым. Капавшая из раны кровь уже начала густеть на воздухе, приобретая темно-бордовый цвет. Он сдернул покойника с брони, уронив его на землю. С сомнением осмотрел легкий ПП, пристегнутый к бронеразгрузке покойника. «Нет, нам, похоже, потребуется калибр побольше». «Ты что-то сказал?» На удивление чуткий слух Сенса уловил его невнятное бормотание себе под нос. «Ничего такого, займись делом. Время не резиновое, пора отсюда сваливать». Спустя несколько минут, которые дикарь потратил на мародерку, собирая с трупов магазины к своему новому автомату, а также массово запасаясь гранатами, флешками и дымовыми шашками, Там-там, наконец, взял управление БМП на себя и дал сигнал, что готов к поездке. Немного поколдовав с планшетом, дикарь после некоторых мытарств с интерфейсом рассадил свое маленькое, но опасное воинство на броню, приказав киборгам уцепиться за элементы корпуса, забрался в десантный отсек и прикрыл за собой изувеченную танком дверцу. Мощный движок басовито взрыкнул, боевая машина, грохоча траками гусениц по асфальту, поехала в сторону кластера, ставшего местом дислокации античеловечной лаборатории внешников. Им предстояло найти ее в этом осином гнезде и уничтожить. Глава 12. 2 человека там. Сенс ткнул пальцем в сторону конца улицы. Медленно удаляются отсюда. И еще по одному там, там и вон там. И группа людей вон в том доме. Сколько их там? Вроде 3, но могу и ошибаться. Далеко уж очень. Все сливается на таком расстоянии. Дикарь кивнул, переваривая информацию, полученную от Тамтама. А еще мельком подумал, что прозвище Сенсу досталось очень говорящее. Уж очень он любит тамкать. Он перевел взгляд на планшет и зумировал картинку с визора скаута на слуховом окне коттеджа, о котором говорил Стронг только что. Высококлассная оптика и качественная матрица выдали очень и очень пристойную картинку, несмотря на 300 метров, разделявшие наблюдателя и секрет Муров. На ней вполне можно было изучить угревую сыпь на напряженном лице ренегата, прильнувшего к оптическому прицелу своей винтовки. Похоже, Муры сильно нервничали. И причин для этого, откровенно говоря, у них было предостаточно. Вырезанный втихую наблюдательный пост, за которым последовала шумиха в кластере тянучки, пропавшая колонна с ценным грузом, что устроило настоящий переполох среди внешников. Совсем неудивительно, что ушлепки волнуются. У них для этого есть все причины. Дикарь раскидал вражеские метки на всех муров, что были поблизости, и попали в кадр визоров киборгов, после чего задумался. Он скосил взгляд, краем глаза глядя на своего неожиданного напарника. Там-там, хоть и выглядел несерьезно, не проявлял никаких признаков волнения. Жевал стебелек травы и расслабленно наблюдал за противником своим внутренним оком. И это несмотря на то, что его занесло на вражескую территорию, напичканную мурами и внешниками в компании нескольких жутких кибернетических уродов, которыми управляет мутноватый и совершенно незнакомый ему мужик. А если сюда добавить еще кучу всего интересного, что не давало отряду Кавказа заскучать этим утром, нервы у Сенса должны быть стальными. Похоже, будни рядового Стронга накладывают свой отпечаток. Как видно, слабонервные при таком образе жизни в их рядах надолго не задерживаются. А неплохо у тебя дар работает. С такого расстояния врагов чувствуешь. Сенс флегматично пожал плечами в ответ. Мне в свое время на красненькую повезло. Знахарь еще до пробуждения мой дар диагностировал, вот отряд и решил в меня вложиться. Ну что, как будем действовать? Там-там принял для себя главенство дикаря безо всяких оговорок. Похоже, в отряде Кавказа приказа командира обсуждать не принято. Пошли, снимем этот секрет оттуда, нечего им глаза мозолить. Пока там возимся, наши железные дровосеки проредят остальное поголовье муров. Только имей в виду, что нам нужен язык, так что всех наглухо валить не нужно.
Сенс флегматично пожал плечами. Язык так язык, наше дело телячье, обоссался и стой. Ну раз телячье, тогда сзади меня прикрывай. Готовь тихарь. Сенс без лишних слов выудил из-под сумка темно-серую трубу глушителя и накрутил ее на ствол своего HK UMP-45. Разложил приклад, проверил патрон в патроннике, после чего посмотрел на дикаря, всем своим видом демонстрируя полную готовность к бою. Тот лишь одобрительно хмыкнул в ответ. Он убрал за пазуху планшет, после чего вынул Стечкина из разгрузки, вновь сменил обойму с зажигательными думдумами на стандартный боеприпас и двинулся вдоль глухого дачного забора из серо-зеленого профлиста, стараясь не трещать придорожными кустами. Сенс последовал за ним, тоже стараясь не шуметь. Тактический шлем внешника очень кстати оказался оборудован активными наушниками. Теперь все звуки воспринимались иначе. Приходилось привыкать на ходу. Ну, это ерунда по сравнению с тем, что его теперь не будет глушить каждый громкий звук. Чуткий слух, доставшийся ему в наследство от голода, был то еще морокой. Помимо горы преимуществ, он обеспечивал своему носителю и целую массу неудобств. И наушники сделали эту массу значительно меньше. Зная о местоположении секрета и шатающихся по окрестностям патрулей, подкрасться к засаде ренегатов было лишь делом техники. Тем более в округе сильно упала концентрация дронов и бронетехники. Похоже, комендант объекта решил большую часть своих подчиненных вместе со средствами усиления отправить в погоню за начинкой трака, угнанного стронгами, чем сильно упростил задачу парочки, крадущейся по кустам. Прикрываясь хозяйственными постройками, дабы не попасться на глаза наблюдателю чертей, дикари там-там, наконец, очутились у дверей коттеджа. Аккуратно, стараясь не скрипеть петлями и не щелкнуть дверным замком, они проникли внутрь. Удивительно, но сидящие внутри муры даже не удосужились запереть дверь в дом изнутри, хотя это первое, что требовал сделать здравый смысл. Ну а им лишь оставалось поблагодарить небеса за такую неслыханную удачу. На цыпочках, чтобы не скрипнула предательски половица, они прокрались через холл дома и встали на лестнице, ведущей наверх. Дикарь дал знак своему напарнику, чтобы тот притормозил, после чего выудил на свет Божий планшет и дал скаутам приказ на отстрел всех помеченных им ранее муров в округе. Не хватало еще, чтобы кто-то внезапно заявился на их праздник жизни. Удостоверившись в том, что еще несколько мразей отправились к праотцам, он махнул стволом АПС Сенсу, знаком показав, чтобы тот контролировал пространство слева. Прокравшись на 2 пролета вверх, он услышал, как кто-то приближается к лестнице. Напружинив ноги, дикарь приготовился к рывку. В следующий миг дверь, ведущая на 2-й этаж, распахнулась, им навстречу вышел щуплый человечек в прикиде банды чертей. Он едва успел расширить глаза от удивления, как громом пораженный внезапной и не слишком-то приятной для него встречей, как дикарь с размаху врезал ему в висок рукояткой пистолета. Мур закатил глаза и начал съезжать по косяку. Понимая, что счет пошел на секунды, дикарь отпихнул отключившегося противника в сторону и рванул вперед. За распахнувшейся от пинка ногой дверью оказалась просторная комната с резным столом по центру, уставленным всякими полуфабрикатами и выпивкой. Похоже, ренегаты и впрямь не слишком ответственно относились к своим обязанностям, раз позволяли себе алкоголь на боевом посту. А что более вероятно, снимали стресс подручными средствами. Видно, очень уж надеялись на своих покровителей и их продвинутую технику. И сейчас Мур, сидевший за этим самым столом со стаканом алкоголя в руке и раззявивший рот в немом крике, из которого выпал кусок плохо пережеванной закуски, определенно успел пожалеть об этом глупом поступке. Дикарь влепил пулю ему в грудь, лишь краем глаза отметив, как Мур кувыркнулся от удара назад, завалившись вместе со стулом на пол, и тут же бросился направо. Про себя он лишь молился, чтобы его новый напарник оказался хотя бы в половину так хорош,
как о нем распинался Кавказ, когда навязал его ему в помощники. Прогрохотав несколько метров по паркету берцами, он очутился в помещении, из открытого окна которого и торчала винтовка стрелка. Сам снайпер, лежавший на постеленной на пол туристической пенке, услышав звук выстрела, сильно урезанный глушителем пистолета, попытался перевернуться на спину и вскинуть массивную снайперскую винтовку. В таком положении его и застал удар берцем в скулу. Голова Мура дернулась назад, громко хрустнув позвонками шеи. Поняв, что перестарался и стрелять тут уже не было необходимости, дикарь направился было назад, чтобы проконтролировать действия Сенса. Но опоздал. В соседней комнате несколько раз хлопнуло глушителем UMP-шка Стронга, прогрохотало упавшее на пол тело. Поняв, что у Тамтама все под контролем, он направился к Муру, получившему пулю в грудь. Похоже, тот тоже выжил. Пуля угодила в бронежилет. Мур тяжело возился на полу, с хрипом пытаясь набрать воздух в легкие. Безо всяких затей заломил ему руки за спину, перевернул лицом вниз и застегнул запястье пластиковым хомутом. Парочка этих архиполезных штуковин завалялась у него в карманах еще со времен приключений на складах. Конфисковал у охранника на ферме. Вот и пригодились как раз. Упаковав первого ренегата, он проделал то же самое с бесчувственным телом познакомившегося с дверным косяком Мура. Потом вернулся к снайперу, пощупал ему пульс. Без шансов. Перелом шеи, что называется, дух воспарил к небесам. Вернее, в чистилище, учитывая род занятий покойного. Тут подтянулся Сенс, закончивший со своей целью. «Обыщи барашков, пока они очухарились, а потом тащи их по разным комнатам. Поспрашиваем, что им известно о местных реалиях. Я пока проверю оставшиеся комнаты». Оставив покладистого Стронга наедине с его заданием, дикарь спустился по лестнице вниз и принялся осторожно обходить дом, обшаривая каждый закуток стволом пистолета с навинченным на него глушителем, бубня при этом себе под нос фразу, сказанную одним прожженным копом из фильма с позабывшимся названием. «Двери и углы, парень, двери и углы. Проверяй непросматриваемое пространство, иначе однажды оно тебя сожрет». Как ни крути, совет очень подходящий. Прямо на злобу дня. К счастью, больше никого в доме не оказалось. Сенс ошибся всего на одного Мура. Ну, грех ему за это пенять. Он предупредил, что людей внутри, возможно, и больше 3. Так что с него взятки гладки. Странно только, что он повторно не применил свое умение, будучи уже на подходах к дому, чтобы уже точно идентифицировать количество противников. Впрочем, кто знает, какие нюансы и ограничения есть у его дара. Раз не применил, значит, так было нужно. Пенять Тамтаму за это не стоит. Дикарь уже на деле убедился, что хвалил его Кавказ не зря. Спину парню доверить можно. Он запер входную дверь, опустил жалюзи на всех окнах, после чего, хлебнув воды из фильтра, чтобы успокоить жар в теле и бешено колотившееся от избытка адреналина сердце, дикарь вернулся на 2-й этаж. Там Сенс Стронгов как раз закончил с обыском тушек плененных и перешел непосредственно к допросу. Первым стал Мур, получивший пулю из Течкина в бронежилет. Там замер, возвышаясь над распростершимся Муром и зловеще поигрывая в ладони хищным хромированным клинком, ненормально благожелательным и добродушным тоном, который никак не соответствовал его поведению и вообще ситуации, поинтересовался у ренегата. «Ну что, гнида, как умирать желаем? Тихо и безболезненно? Или медленно и со вкусом?» Член банды чертей завозился, пытаясь устроиться поудобнее, оперся затылком на плинтус, после чего ответил. «А что, вариантов бессмертия у нас не предвидится?» В ответ Сенс лишь злорадно ухмыльнулся. «Извини, голуба моя, но этот поезд для нас с тобой уже давно ушел. Ну так как, будем делать больно или так все расскажешь?»
Ренегат презрительно скривился и сплюнул из-за неудобного положения, попав плевком себе на грудь. «Шли бы вы, пидоры, развлекать друг другу ваши жопы. Я в гробу, Сэн с текучим движением склонился к пленнику, левой рукой загнав ему в рот кляп из куска занавески. Правая же вонзила нож ренегату в бедро и начала плавными, неторопливыми движениями раскачивать лезвие в ране, расширяя ее все больше и рассекая острейшим, словно бритва лезвием, мышцы ноги пленника, заставив того мучительно мычать от боли. «О, да у нас тут герой с остальными яйцами. Ну ладушки, давай поиграем. Посмотрим, как долго ты продержишься. Мне такой вариант нашего с тобой милого разговора нравится гораздо больше. Полежи пока, подумай над своим поведением, а мы пока сходим к твоему другу поболтать. Вдруг он окажется более сговорчивым». Сенс пережал бедро ренегата его же брючным ремнем, дабы тот не истек кровью раньше времени, после чего направился в соседнюю комнату, где в угол забился второй худосочный ренегат. Дикарь молчаливой тенью направился следом, полностью предоставив право вести допрос явно поднаторевшему в этом деле Стронгу. Ему не было жаль этих моральных уродов, но от такой жестокости, явно наслаждавшегося садистским процессом Тамтама, ему было слегка не по себе. Между тем Сенс с жесткой улыбочкой на узких губах вновь встал над вторым муром, опять поигрывая окровавленным клинком прямо перед носом у обездвиженного пленника. Тот затрясся от страха, не сводя глаз с ножа Стронга, словно кролик с изготовившейся к броску змеи. Пот катился градом с его лба. «Ну, мил человек, сам нам все расскажешь или тебе помочь? Учти, нам оба пленника ни к чему, жить оставим лишь того, кто нам больше расскажет. Так что ты уж постарайся нас заинтересовать, если жить охота. А нет, так мы к твоему другу сходим, вдруг он окажется болтливее тебя». Дикарь хмыкнул про себя, отметив, что Тамтам проявил себя тонким психологом и обнаружил недюжинную наблюдательность, выбрав совершенно иную линию поведения с Муром. Да, он все так же его запугивал, но пообещал оставить его в живых, четко понимая, что такой вариант гораздо лучше развяжет ему язык. А вот с первым Муром это не прокатило бы, не тот человек. Мур согласно затряс головой, ударяясь затылком об пол. Тамтам выдернул кляп ему изо рта, простимулировав этим настоящий словесный поток. Щуплый ренегат трясся всем своим телом, его зубы клацали словно кастаньеты. «Я все расскажу, только не убивайте, пожалуйста. Мне пришлось, меня заставили, я не хотел». Сенс лениво пнул разошедшегося слюнтяя ногой в печень. «Эй, мне плевать, понял? Захлопни пасть и отвечай на вопросы. Сколько таких же постов, как этот в кластере?» 6. На каждой засаде по 3-4 бойца. Как часто вас сменяют на посту? Каждые 6 часов. Последняя пересменка была 3 часа назад, сразу после того, как вырезали ребят на юго-западном посту. Сенс хмыкнул и обратился через плечо к дикарю. «Твоих рук дело?» Тот лишь кивнул ему в ответ, ведь смысла отрицать этот факт он просто-напросто не видел. «Ладно, с этим ясно. Вот видишь, пока все очень хорошо для тебя складывается. Я доволен. Итак, что там с патрулями?» Мур наморщил вспотевший лоб. «По маршруту в кластере ходят 3 БТРа в сопровождении багги или пикапа. Есть еще пешие патрули, но их количество постоянно меняется». «Что насчет дронов?» Их обычно 3 или 4 штуки в воздухе висит, в зависимости от времени суток. Но после того, как был общий сбор час назад, почти все дроны ушли с броней. Так. Ну тогда настало время для главного вопроса. Что это вы тут такое охраняете? Этот вопрос заставил немного успокоившегося дохляка занервничать с новой силой. Он заерзал на месте, с носа сорвалась капля пота. Он потел так обильно, словно сидел в жарко натопленной сауне.
Я не знаю, честно. Хозяева к себе никого не пускают. Мы просто пасем этот кластер, чтобы стронги...» Он бросил опасливый взгляд на дикаря. «Или атомиты сюда не нагрянули. Ну и всяких приблудных новичков с местных перезагрузившихся кластеров отлавливаем. Это все правда. Может, нашим буграм больше известно, но рядовым бойцам никто ничего не говорит. Я бы сказал, если бы знал, честное слово». Там-там театрально нахмурил брови. «Ну вот, а ведь так все хорошо шло. Я даже начал за тебя немного болеть. Подвел ты меня, подвел». Он коротко взмахнул ножом, оставив на шее опешившего ренегата широкий от уха до уха разрез. Живой мертвец выпучил мелкие бесцветные глазки и забился в судорогах, обильно орошая кровью собственную грудь. Сенс хладнокровно вытер нож об его штанину и обратился к немного опешившему от такой неожиданной развязки дикарю. «Мелкая сошка, толку ноль. Ну что, пошли со вторым закончим. Мне кажется, он уже созрел для дальнейшего общения». Второй Мур, морщась от боли в варварски продырявленной ноге, мрачно взирал на возвращающегося Стронга, который насвистывал бравурный марш, легкомысленно подбрасывая и ловко ловя в воздухе свой кинжал. «Быстро же ты с чахлым разобрался. Но он всегда был ссыклом, ничего удивительного». «Итак, вопрос такой. Что вы тут охраняете? Что внешники делают на этой тянучке?» Мур тяжело вздохнул. «Короче, хозяева никого к себе не пускают, так что рядовые быки ни ухом, ни рылом, что мы тут караулим». Увидев затвердевшие черты лица Сенса, ренегат спешно продолжил. «Но я кое-чего знаю, погоди. Бригадир наш как-то по синьке трепался, что между этим кластером и чернотой есть небольшой стаб-тройник, мелкий совсем, короче, меньше километра. И на том стабе раньше, пару лет назад, было советское бомбоубежище. Так вот, Бугор говорил, что внешники то бомбоубежище облюбовали и переоборудовали под себя. Хрен его знает, что они там творят, но защита такая, что мышь не проскочит. Турели стоят автоматические, камеры с датчиками движения, дроны и прочая подобная херь. Гермозатвор толстенный, никакой взрывчатки не хватит, чтобы вскрыть. В Союзе на подобной херне денег не экономили, сделано на совесть. Бойцы хозяев стоят упакованные, что твой космодесант. Раз в неделю свежее мясо из зараженных грузовиками к ним туда отвозят, спускают вниз. Ребята, что на погрузке работали, рассказывали. Хрен его знает, чем они там под землей заняты, но явно ничего хорошего, дураку ясно. Где этот стаб? С какой стороны? Точно я не знаю в натуре, но если судить по расположению постов, должен быть на юго-западе, за промзонами, где сплошная чернота начинается. Все, короче, больше я ничего не знаю, хоть режь. Там-там задумчиво почесал затылок, после чего склонился над пленником. Ну раз тебе больше нечего сообщить, то пора баиньки. Раз уж ты перестал упрямиться и рассказал все, что тебе известно, я тоже сдержу свое слово». Он резким движением вонзил клинок в подмышку Мура, попав в тело там, где оно не было защищено бронежилетом. Точно выверенный удар лезвием прошел между ребрами и пронзил сердце пленника. Ренегат выгнулся дугой, но тут же расслабился и лишь мелко дрожал, лежа в расплывающейся на паркете кровавой луже. «Слушай, а как ты среди стронгов очутился?» Сенс удивленно посмотрел на дикаря, внезапно прервавшего молчание, после чего задумчиво и как-то даже печально вздохнул. Он, очевидно, несколько секунд колебался, раздумывая, стоит ли делиться своим прошлым с абсолютно незнакомым человеком. Но в итоге все же решил поддержать беседу. «Я заспавнился неподалеку отсюда». «Заспавнился?» «Ну, попал, загрузился, угодил, называй как хочешь. Словом, попал я в улей вместе со своей девушкой, ее подругой и моим другом детства неподалеку, на территории чертей». Уловив в тоне Стронга интонации, сильно напоминающие хруст битого стекла,
Дикарь понял, что эта история ему вряд ли понравится. Однако прерывать там-тама он не стал, сам же спросил, поэтому лишь украдкой вздохнул про себя и приготовился слушать. Да и время как-то скрасить нужно было. Короче говоря, мы вчетвером ехали навстречу с группой наших общих друзей. Планировали устроить шашлычок на турбазе. Сами не заметили, как попали в туман, ну а дальше все по стандартной схеме. Ты и сам все знаешь. Муры нас тормознули на развязке, сыграли подвояк. Мол, вы въезжаете на территорию военного полигона, все такое. А мы под откатом не соображаем нифига. Вылезли из тачки, а эти гниды нам автоматы в лицо и повязали всех. Черты лица Стронга резко огрубели от неприятных воспоминаний. Он покатал желваками на скулах, прежде чем собрался с силами и продолжил свой рассказ. Когда твари поняли, что Люба была моей девушкой, им пришла в голову идея повеселиться как следует. Ну, как они любят, знаешь. Привязали нас с Пашкой к деревьям и начали девчонок наших насиловать. Обстоятельно так, сознанием дела. Кляпы нам во рты вставили, чтобы не орали. С фантазией к делу подошли, падлы. Он со злостью сплюнул на землю, однако говорить не прекратил. В перерывах Пашку как мишень для метания ножей использовали, пока тот не обратился и не заурчал. Потом, смеху ради, головы ему прострелили. В процессе ржали, как стадо малолетних имбецилов. Меня почему-то не трогали, даже почти не били. Может, хотели, чтобы я до конца в сознании был. Хрен их уродов этих знает. А я часа 3 смотрел, как моя любимая плачет и врывается из рук этих гнид, глядя прямо мне в глаза. Она так и не обратилась. Я до сих пор гадаю, был ли у нее иммунитет или нет. Парень помолчал несколько мгновений, вновь переваривая травмирующие для него воспоминания, заставив дикаря пожалеть о том, что он вообще поднял эту тему, после чего заговорил снова. На гогот муров Рубер прискакал, порвал их всех за несколько секунд. Такая вот справедливость улья. Никогда не думал, что смогу одновременно испытать жуткий ужас и радость от свершившейся мести одновременно. Любу мутант тоже убил. Она улыбалась, когда он ее перекусил пополам, представляешь? И взгляд такой сумасшедший. Похоже, она в уме повредилась, пока эти твари ее впятером трахали. Не знаю, мне до сих пор в кошмарах снится этот ее безумный взгляд и последняя улыбка. «Как ты выжил?» Сенс пожал плечами. «Внешники помогли. Рубер голоден был и не стал меня убивать. Сразу жрать начал. Решил, наверное, что я от него в любом случае никуда не денусь. А пока он трупы рвал и куски тел заглатывал, прилетел мессер и сбросил на мутанта весь боекомплект. Меня тоже немного посекло взрывом, но не смертельно. Выжил каким-то чудом. Когда я спустя полчаса начал думать, что так и останусь там, привязанным навсегда, на меня Кавказ с ребятами наткнулся. Пришли проверить, по кому дрон отстрелялся. Отпоили живчиком, в чувство привели. Вовремя нашли, а то я уже начал подумывать себе язык зубами отхватить, чтобы умереть от кровопотери. Чердак уже на фоне потек понемногу. Такое дело. Вот так, с тех пор уже почти год, как я с этими парнями, чертям кровь пускаю при каждом удобном случае. Дикарь попытался примерить историю, приключившуюся с Сенсом, на себя. Стало неуютно, но теперь он понимал, почему тот резал Муров с выдумкой и явно видимым удовольствием. За дело, как говорится. Собеседник вздохнул, поерзал на водительском сиденье в попытках устроиться поудобнее, после чего тоже задал вопрос дикарю. «А что насчет тебя? Почему ты решил нам помочь в этом дельце? Не похоже, что у тебя тут есть какая-то выгода, или ты тоже идейный?» Тот пожал плечами в ответ. «Я несколько дней назад угодил на склады, всю их грёбаную внутреннюю кухню во всех подробностях рассмотрел. Насмотрелся там всякого, больше такого видеть не хочу. Нельзя таким тварям рядом с нормальными людьми жить.
Выжигать надо их гнезда, стрелять как бешеных собак в каждой подворотне. Ого, круто. Тебе с такими взглядами к таким, как мы, прямая дорога. А ушел ты оттуда как? Под шумок. Там заварушка началась. Если точнее, я эту заварушку устроил, когда их бугра прикончил. Там воззрился на него всем своим видом, демонстрируя крайнюю степень недоверия. Врешь, небось. Тритон кучу наших парней на свою сторону перетянул. А некоторые бойцы там такие были. Круче любых вареных яиц. Уж извини, ты, конечно, тоже чувак не промах. Но все же сомнительно мне, что ты такое в одиночку смог провернуть. Да повезло мне сказочно просто. Этот ублюдский тритон мне чуть мозги к чертям собачьим не поджарил. Но в процессе словил нифиговый откат. Его охрана отвлеклась на секунду, я этим воспользовался и вырубил быков. Потом прямо из кабинета Тритона вышел на связь с группой рейдеров из Флюгера, что как раз из рейда назад возвращались и возле зоны под перезагрузку угодили. Попросил их меня снаружи прикрыть, пока я до фермы пробирался и тамошних сидельцев освобождал. Плюс бойцы, которых Тритон на коротком поводке держал, тоже постепенно в чувство стали приходить. Ну и начали массово к веселью подключаться. В общем, получилось шумно и кроваво. Вот я под это дело ноги и сделал оттуда. Сенс снял шлем и задумчиво почесал макушку головы. Вот оно что. А мы-то гадаем, чего это черти третий день как на скипидаренные по кластерам носятся. Теперь понятно, что за колючка им под хвост угодила. Ладно, похоже, там твои железные дровосеки как раз заканчивают. Будем с разговорами закругляться. Дикарь кивнул ему в ответ и сконцентрировался на действиях своего безмолвного воинства. Последние полчаса они с Сенсом Стронгов сидели в БМПшке, предаваясь воспоминаниям не просто так. Он натравил скаутов на бродящие по окрестностям двойки и тройки муров, усердно делавших вид, что патрулируют местности. Для стремительных, обладающих оптическим камуфляжем и вооруженных дальнобойными, практически бесшумными винтовками кибергов, задача была весьма простой. Обнаруженный патруль окружали с нескольких сторон, потом синхронно расстреливали. Когда с этой задачей было покончено, в дело вступили хевики. Они врывались на стационарные посты наблюдения, блокпосты и секреты ренегатов и выносили их под ноль за считанные секунды. В ближнем бою, да еще в условиях ограниченного пространства, они превращались в настоящие машины смерти, кроша в кровавый винегрет всех, кто подворачивался под руку. Вернее, под лапу, вооруженную устрашающим и смертоносным клинком. Заминка вышла лишь однажды. У одного из муров оказалось полезное умение. То ли телепорт, то ли временная невидимость. Он исхитрился вырваться из западни и очутился на улице. Правда, на этом его везение закончилось. Поскольку все киборги были связаны в единую сеть, танк, обнаруживший, что одна из целей умудрилась спастись, дал сигнал ближайшему к нему скауту. Тот выцелил Мура, уже решившего, что он избежал цепких объятий смерти, и снес ему выстрелом башку. Однако покойник все же успел обгадить им всю малину. Он подал сигнал тревоги через рацию, и спустя 30 секунд на сигнал бедствия к месту расправы заявился дрон. Ненадолго, потому как дикарь выяснил, что пулеметная турель на спинах Хэви с успехом заменяет зенитный пулемет и вполне способна расстрелять движущийся на крейсерской скорости блин прямо в воздухе. Все потому, что киборги, объединенные единой тактической сетью, активно делились друг с другом информацией со своих визоров и тактических блоков, напичканных разнообразными датчиками и прочей электронной приблудой. Для дикаря это отображалось в виде постоянно дополнявшейся в режиме реального времени 3D-карты, моделируемой вычислительными модулями боевых единиц там, где эта самая единица успела собрать информацию об окружении. Также эти модули использовали поступающую от других звеньев цепи информацию для триангуляции летящих объектов, например, что давало поистине устрашающую точность стрельбы. Короче говоря, чем дольше звено киборгов находилось на поле боя, тем более опасными противниками они становились.
Образно говоря, у каждого из биороботов были своего рода глаза на затылке, которыми он очень успешно пользовался сам и помогал в бою своим соратникам. Дикарь мог лишь поразиться этой очень продуманной и эффективной схеме ведения разведки и боевых действий. А еще он с ужасающей четкостью осознал: нельзя позволить внешникам внедрить подобное оружие. Со звеном киборгов даже самый обычный доходяга Мур сможет в одиночку просто под орех разгромить оборону какого-нибудь некрупного стаба. И для этого не нужны подготовленные кадры. Управление хэви и скаутами изначально сделано так, что маломальски грамотный и информационно подкованный обыватель вполне способен в нем разобраться. Дикарь вон меньше чем за час вник. Пусть он не знает еще многих нюансов, но уже сейчас довольно эффективно управляет своими подчиненными. Как бы там ни было, дело сделано. Внешники пронюхали, что к ним в курятник забрались незваные гости. И, похоже, они решили пойти ва-банк. Убедиться в этом им пришлось уже через десяток секунд, когда Там-Там вывел зубило их БМП из-за угла здания, собираясь пересечь широкий проспект. Дикарь, сидевший на месте бортового стрелка, и помимо контроля своих железных дровосеков, попутно разбиравшийся в орудийных системах, стараясь следить за обстановкой снаружи. И вот когда серая стена многоэтажного дома, перекрывавшая ему обзор, осталась слева, он почувствовал, как на его голове зашевелились волосы от страха. С другой стороны проспекта прямо на них наводил орудийный ствол пятнистый серо-зеленый танк. И делал он это явно не для психологической атаки, хотя она тоже имела место быть. Один вид направленного в твою сторону танкового орудия вполне способен заставить уверовать в чупакабру и макаронного монстра закоренелого атеиста и скептика, заодно аврально излечив его от сурового запора. «Назад! Танк прямо по курсу!» Дикарь заорал так, что Стронг подпрыгнул на сиденье водителя и суматошно задергал рычаги управления. Боевая машина клюнула носом в результате резкого торможения, заскрежетали по асфальту гусеничные траки. Дикарю до этого не было дела. Он долбанул кулаком по кнопке, отвечающей за постановку маскирующих дымов, параллельно пока позволял обзор, наводя дуло 20-миллиметровой автоматической пушки на угловатый силуэт вражеского танка. Резко вспотевшая ладонь вцепилась в пластик джойстика, большой палец лег на клавишу управления огнем, отсчитывая мгновение до того, как зеленое перекрестие прицела совместится с тушей танка. Клавиша податливо утопилась в рукоять, оглушительно рявкнула пушка. Очередь железной метлой прошлась по бронированному передку танка, сбивая с брони навесное оборудование, а в следующую секунду тот выплюнул облако огня. Дикарь похолодел от страха. Даже находясь внутри БМП, он уловил неописуемый звук, летящий со сверхзвуковой скоростью металлической болванки, начиненной их с Там-Тамом смертью. В следующий миг по броне ударила многотонная кувалда, зазвенел колоколом металл. Дикарь, зажмуривший за мгновение ока глаза, с ликованием осознал, что все еще жив и относительно цел. Из ступора его вывел хрип Стронга, с удивлением констатировавшего этот факт. «Мля, живой еще! Фига се!» Рейдер окинул взглядом панель управления. Сработала динамическая защита их боевой машины, вынудившая вражеский снаряд подорваться на подлете к БМП. Но в силу своего одноразового принципа теперь они были полностью беззащитны по левому борту. Дым от подорвавшихся дымовых шашек затянул все вокруг, погружая обзор триплекса в молоко. Чудом уцелевшая БМП клюнула носом повторно и, надсадно гудя мощным движком и задрав задок, резво сдавала назад под укрытие стены многоэтажки. В следующую секунду по броне молотком заколотили камни. Враг обстреливал угол дома то ли из крупнокалиберного пулемета, то ли из мелкокалиберной пушки. Выбитые пулями или снарядами куски бетона, словно шрапнель, барабанили по корпусу бронемашины. «Ходу, ходу, пока нас тут в собственном соку не поджарили, как цыплят табака!» Там-там, воюющий с управлением боевой машины, прорычал в ответ сквозь крепко сжатые зубы. «Не учи отца сношаться, без тебя знаю, что мне делать!»
Дикарь посчитал, что момент для препирательств неудачный и переключился на планшет, управляющий киборгами. Ему сейчас, как воздух, нужна была информация о том, что предпримут танкисты внешников. Его личная гвардия – это сейчас единственный козырь в борьбе с вражеским танком, находившимся явно в другой весовой категории по сравнению с их БМПшкой. Один из передвигавшихся с приличной скоростью скаутов вышел к проспекту, скрываясь в небольшой парковой полосе, заросшей густыми кустами акации и яблонями. Через оптику его визора дикарь увидел, что противник не спешит бросаться в погоню за ними. Вместо этого танк поехал параллельным курсом, не стремясь сократить дистанцию, но и не увеличивая ее. Выглядело это так, словно противник наверняка знал, где находится его цель. «Эти падлы нас явно как-то видят». Сенс с матом и скрипом зубов, выжимая из движка все возможное, отчего БМПшка опасно кренилась на поворотах, прохрипел ему в ответ. «Конечно видят, мать твою, дрон уже висят, не тупи. Лучше сделай с этим что-нибудь». Ругнувшись на собственную тупость, рейдер вновь сконцентрировался на планшете, переключив киборгов в режим аудиолокации. И действительно, левее их коробочки, скрываясь за бело-серой коробкой одного из многоэтажных зданий, на высоте повис блин. И они в прицеле его оптики тут были словно на ладони врага. «Ну нет, ушлепок, так просто это не будет». Дикарь заставил двух ближайших к геликоптеру хевиков принять позицию для стрельбы и, дождавшись, когда те возьмут летательный аппарат на мушку, дал им команду открыть огонь. Оператор внешников, управлявший блином, прямо в этот момент определенно получил сигнал о том, что его взяли на прицел, и попытался уклониться, бросив геликоптер в крутое пике. Но перекрестный пулеметный огонь двух живых орудийных турелей не оставил ему шансов, и летательный аппарат, получив очередь в корпус, кувыркнулся в воздухе и, рассыпавшись на несколько частей, полетел навстречу поверхности земли. «Меняй курс в темпе! В этот переулок! Быстро!» В этот раз Сенс спорить не стал, благоразумно решив, что дикарь владеет куда больше информации, нежели он сам, и послушно затормозил, заставив машину проскрежетать траками по покрытию шоссе в управляемом заносе. Спустя секунду он уже перевел фрикционы в следующее положение, заставил БМП мгновенно ускориться, растягивая крепление траков дикой нагрузкой и задрав в резком ускорении острый нос вверх. Дикарь вцепился в подлокотники, стараясь разглядеть на прыгающей картинке, что делает их главный на текущий момент враг. Танк, потерявший с гибелью блина возможность узнавать их местоположение, сбросил газ и поехал им на перехват, полагая, что они продолжают двигаться прежним курсом. И дикарь, хищно оскалившись, решил его на этом подловить. Он начал поворачивать башню в сторону предполагаемого появления противника. «Как выедем из-за дома, вставай как вкопанный, а как я пущу птур, ныряй назад. Главное, не тормози, а то нас тут в щепки разнесут, а я слишком молод, чтобы вот так погибать, понял?» Сенс нервно хохотнул в ответ, сигнализируя, что понял задачу. Внутри БМП повисла тягостная тишина. Спустя десяток секунд, показавшихся ему вечностью, бетонная стенка уплыла назад, открывая ему вид на не слишком широкую улицу, заставленную брошенными запыленными легковушками. Ориентируясь на картинку с камеры своего наблюдателя-скаута, притаившегося в разгромленной кафешке на противоположном углу перекрестка, он подгадал момент, когда туша танка вот-вот должна была вынырнуть из-за угла, и нажал на тумблер пуска птура. Машина взрыкнула движком, повинуясь движениям тамтама и откатываясь обратно в укрытие. Но рейдеру до этого уже не было дела. Сжавшись, словно закрученная до предела часовая пружина, он вцепился в монитор контроля управляемой ракетой. На несколько мгновений дикарь сам превратился в эту самую ракету, через камеру на ней наблюдая, как разноцветные коробки легковушек мелькают прямо под ним. Через бесконечно долгое мгновение прямо перед носом ракеты из-за стены выехал вражеский танк, заставив дикаря внутренне возликовать. В следующий миг ракета сократила дистанцию до предела,
На экране монитора полыхнуло огнем, видеосвязь с ней прервалась, заменив картинку белым шумом. Едва сдерживающий бурлящую внутри радость дикарь приник к контроллеру киборгов, собираясь через камеру ближайшего к месту действий скаута полюбоваться делом рук своих, и не сдержал разочарованную ругань. Вражеская техника, как ни в чем не бывало, выкатила из облака дыма, оставшегося после подрыва ПТУРа, и, набрав обороты, вновь бросилась на перехват их БМП. Динамическая защита, черт бы ее побрал, есть не только у нас. Уносим ноги, в темпе. Стронг, не заморачиваясь сложными маневрами, проехал насквозь через стеклянные витражи какого-то модного магазинчика, арендовавшего угловое помещение дома, и заложил крутой вираж, ныряя в очередной проулок городской застройки, в попытке стряхнуть с хвоста вцепившийся в них мертвой хваткой танк. И вовремя. За кормой БМП магазинчик вспух взрывом разорвавшегося внутри крупнокалиберного снаряда. Попадание и мощный взрыв разворотили помещение, несущие балки подломились, угол дома осел вниз. Хорошо, что бывший владелец этого заведения уже, скорее всего, никогда его больше не увидит. Либо он мертв, что более вероятно, либо далеко отсюда, и вряд ли когда-нибудь сюда вернется. Но будь он жив и присутствует тут, запросто схлопотал бы инфаркт от вида разрушений, учиненных его предприятию. Активные наушники, встроенные в шлем покойного бойца внешников, защитили чувствительные уши дикаря от грохота близкого взрыва. Но вот от шрапнели защитить они не могли. Раскаленный осколок пробил задние двери, оставив в них сквозную дыру с рваными краями. Кусок зазубренного железа, шипя на обрезиненном полу десантного отсека, начал распространять по внутренностям бронемашины чад и тяжелый запах горящей резины. Выругавшись, дикарь сбросил его носком берца на металлическое дно и вновь приник к монитору управления киборгами. Сейчас все решала скорость его реакции. Словно шахматист, он колдовал над трехмерной картой, направляя своих оловянных солдатиков в места наиболее удобные для одновременного перехвата бронетехники противника хевиками. У него оставался последний шанс. На ракетном пилоне их БМП теперь покоился один единственный ПТУР. Если он промахнется еще раз, им однозначно каюк. Кроме пушки, не особо эффективной против толстой брони танка, у них аргументов не останется. А вот танку разобрать их коробочку на запчасти как раз-таки ничего не стоит. Спустя еще несколько минут и два не слишком метких, но оттого не менее пугающих выстрела из танковой пушки, матерящийся как сапожник Сенс вывел БМПшку на широкий перекресток, где началось их горячее знакомство с тяжелой бронетехникой внешников. Дикарь, время от времени постреливавший в сторону преследующего их танка из автоматической пушки, дабы у вражеских танкистов создавалось впечатление в ужасе удирающей при их появлении легкой добычи. БМП приблизилась к стенке одного из офисных зданий, собираясь заехать за угол, когда рядом в очередной раз оглушительно взорвался фугасный снаряд, разворотив солидную дыру в бетонной стене. По броне опять застучали камни, вызвав новую витиеватую матерную тираду у водителя, после чего бронемашина нырнула в укрытие, прикрываясь стенкой дома. «Стой! А как скажу, сразу давай обратно!» Там-там мрачно отозвался со своего места. «Если снова промахнешься, от нас мокрого места не оставят. Кончай трындеть и делай, что велено». Дикарю сейчас было не до дискуссий. Он полностью погрузился в управление хевиками. 3 бронированных зараженных смешного размера на фоне громадины, несущегося через перекресток танка, заняли положение для стрельбы, взгромоздившись на корпусы легковых седанов, с 3 сторон окружив свою крайне зубастую цель. Как только серо-зеленая стальная громадина выскочила на открытое пространство, очутившись в прицеле орудийных систем Хеви, дикарь дал команду открыть массированный огонь. Ровно 4 секунды понадобилось его воинству, чтобы ополовинить боезапас собственных ракетных установок. Нуры, Heavy Arms, сильно уступали по бронебойности и количеству взрывоопасной начинки ПТУРам,
которые шли в комплекте с БМП, но дикарь и не надеялся, что они смогут серьезно повредить танк. Максимум, на что был способен этот залп, это разбить гусеницы или поломать пулемет. Но и этого не произошло. Танк внешников продолжал ехать вперед, а его чертовски меткая очередь из пулемета показала, что тот и не думал выходить из строя. Пулеметчик, входивший в экипаж танка, мгновенно сориентировался и далеко переплюнул орудийный расчет в меткости. Камера одного из хевиков запрокинулась, начав демонстрировать голубое небо, что ясно давало понять: один из 3 лотерейщиков выведен из строя. Но их атака достигла целей, на которые была направлена. Динамической защите танка было все равно, что к ней летит. Слабосильный НУР, едва способный поцарапать броню, или противотанковый снаряд, попадание которого гарантированно уничтожит бронемашину. И на десяток летящих к ней неуправляемых ракет автоматика среагировала ожидаемо, подорвав практически все плашки динамической защиты, еще остававшиеся на броне танка. «Там-там! Погнал!» БМПшка дернулась, выныривая из-за развороченного и дымящегося после попадания из танкового орудия угла дома. Дикарь увидел на дисплее окутанный белым облаком разрывов силуэт ненавистного танка. Увидел так четко, словно тот позировал для фотосъемки. Но любоваться этой завораживающей в своей смертоносной красоте картиной у него времени не было. Он выпустил последнюю противотанковую ракету, благодаря камере на ней вновь на пару секунд превратившись в реактивный снаряд. Он полетел вперед, за мгновение преодолевая 200 метров, разделяющие их БМП и танк, пронзая пространство своей остроносой хищной тушей, пропуская под собой силуэты замерших навсегда автомобилей и мельтешившую внизу белую дорожную разметку. И на этот раз он четко увидел, как нос ракеты вонзился в борт танка аккурат под повернутой в сторону одного из хевиков башни. Спустя мгновение дно их машины ощутимо дрогнуло. Дикаря, сидевшего в кресле оператора орудийных систем, подбросило вверх. Через триплекс он увидел, как тушу танка поглотил исполинский взрыв, сорвавший башню и швырнувший ее на несколько метров вверх. Хевики, находившиеся почти в 100 метров от места взрыва, попадали на землю, сброшенные с крыш легковушек мощной взрывной волной. Дикарь не в состоянии удержать внутри рвущуюся наружу ликующую радость, заорал во всю глотку. Выкусите, шлюхины дети! Отправляйтесь в задницу дьявола! Вас там уже заждались, педрилы конченые!» Там-там сидел на броне и, решив использовать вынужденную передышку с пользой, уплетал тушенку из вскрытой банки. В процессе приема еды он любовался на догорающие останки некогда страшной и смертоносной боевой машины. Теперь почерневший и изувеченный корпус танка полосатых больше напоминал головешку неправильной формы. Детонации боеукладки – то, что доктор прописал. Даже башню сорвало взрывом. «Ты крут, мужик, без вопросов. Сорян, что сомневался в тебе. Сработано четко». Дикарь, слегка смущенный похвалой, лишь пожал плечами в ответ. «Да ты тоже молоток. Если бы не ты, они бы нас моментально в клочья разнесли. Где так ездить насобачился?» «Да я буквально перед самым ульем дембельнулся. В войсках дяди Васи служил, как раз мехводом на похожей красавице». Он похлопал ладонью по поцарапанной шрапнелью и осколками снарядов броне БМП. «Нас там натаскивали так, что мама не горюй, вот и пригодилось. Да и тут уже, когда был со стронгами, на технике внешников довелось покататься, так что ничего особенного». Он в одно движение прикончил остатки трапезы, отшвырнув в сторону пустую консервную банку. Та грустно дребезжа укатилась по асфальту под гусеницу. Сенс поднялся на ноги, отряхнул штаны от грязи и нырнул в раскрытый бронелюк на носу БМПшки. Спустя секунду из темного зева, ведущего во внутренности боевой машины, вынырнула его голова в тактическом шлеме. «Ну что, как там твоя консерва? Жить будет?»
Дикарь, как раз колдовавший над поверженным Хевиком, отрицательно покачал головой. Удивительно меткая очередь из танкового крупнокалиберного пулемета прошила композитную броню на груди лотерейщика на вылет и перемолола его внутренности в фарш. Похоже, их броня способна держать попадания лишь ручного стрелкового оружия. Более крупные калибры она уже не выносила. Запредельная живучесть зараженного не позволила ему умереть сразу. Но, глядя на растекшуюся под Хеви кровавую лужу, дикарь понимал. Тот обречен и доживает последние минуты. Тяжело вздохнув, он отсоединил от экзоскелета энергоячейку и снял с турели поверженного киборга короб боепитания. Батарейки, как и БК абсолютно всех киборгов, за время боя прилично просели. Оставлять ценный ресурс брошенным без дела было глупой затеей. Трогать ракетный пилон не стал, там покоилась всего пара нуров. Да и он слабо себе представлял процесс перезарядки этого устройства, так что решил не лезть в незнакомый агрегат. А вот с ленточным питанием пулеметной составляющей турели сложностей не возникло. Откидывай бронированную защитную крышку и грузи в специальный короб. Он подошел к ближайшему уцелевшему лотерейщику и загрузил 3 пулеметных ленты, изъятые из внутренности поверженного железного дровосека, в лентоприемник. Боевая мощь, которую обеспечивали хевики, им еще обязательно пригодится. «Не, отбегал уже свое. Ну что, грузимся и едем на поиски этого бункера. Тут мы уже закончили, осталось главное. Если Мур нам не наврал, он должен быть где-то там». Он махнул рукой на юго-запад, где в легкой дымке, которую несли воздушные потоки с кластеров со сплошной чернотой, терялись очертания промзон, тянувшихся на километры в своеобразном треугольнике, который представлял собой этот кластер-тянучка. Голова Сенса, все так же торчащая из люка, беззаботно хохотнула в ответ. «Погнали, дадим прикурить этим подземным жителям. После такой перестрелки нам уже сам черт не брат». Дикарь нырнул в десантный отсек БМП, угнездился на ставшем уже каким-то привычным и родным кресле оператора боевых систем, через планшет дал своему воинству команду на погрузку. Во второй раз справиться с этим получилось значительно быстрее. После того, как гул металла брони, генерируемый угнездившимися на машине хевиками и скаутами, затих, дикарь дал отмашку Стронгу. Машина, грохоча траками по асфальту, поехала вглубь вражеского кластера. Глава 13. «Не, ну это уже вообще ни в какие ворота не лезет». Дикарь, который рассматривал вражеские укрепления через оптику визора одного из скаутов, был полностью согласен с мнением Сенса. Фортификационные оборонительные сооружения, устроенные внешниками, на подходах к бомбоубежищу вызывали уважение. Окопы со стрелковыми ячейками, противотанковые рвы и бетонные ежи, несколько основательных дотов с торчавшими из бойниц стволами автоматических турелей, минное поле и заграждения из ягозы. Словом, судя по проделанной работе, экспедиционный корпус решил обосноваться тут всерьез и надолго. «Знаешь, это уж слишком смахивает на ловушку. Мы вырезали кучу народа, сбили несколько беспилотников, танк подорвали в конце-то концов. А тут тишина и покой, как в заповеднике». Дикарю, тщательно осматривавшему окрестности в мощную оптику, лишь оставалось согласиться с ним. Укрепления были пустыми, будто все вымерли. Да, оборона внешников внушала уважение. Даже с учетом отсутствия противника на подступах, 2 бойцам тут ловить абсолютно нечего. Вот только у него была на руках козырная карта, которую он планировал разыграть прямо сейчас. «Это определенно ловушка, друг мой, и именно поэтому нам стоит туда идти». Там-там, услышав это, лишь удивленно хмыкнул в ответ. «И как ты собираешься это сделать? При полном параде под звуки фанфар войдешь прямо через главный вход? То-то комитет по встрече обрадуется, долго ждать не придется». «Нет, конечно, я ж не псих какой. Как сказал один умный человек, нормальные герои всегда идут в обход.
Сенс снова хмыкнул в ответ, но на этот раз уже с ноткой иронии. Если ты не заметил, это место – долбанный бункер. И у него, как у любого нормального бункера, всего одна дверь. Вон та здоровенная стальная герма. Об нее разве что голову расшибить. Тут опять-таки со словами Сенса было сложно не согласиться. Единственное, что внушало дикарю кое-какую уверенность в успехе штурма и на что он делал ставку, это то, что на укреплениях вообще не было бойцов. Разве что парочка тяжело бронированных охранников стояла непосредственно перед тяжелым гермозатвором, контролируя окрестности. Похоже, военный чин, который руководил этим объектом, и впрямь отправил большую часть находившихся в его распоряжении сил в карательный рейд. Видимо, захват экспериментальной техники для него и впрямь имел очень высокий приоритет. Не всех, разумеется, поголовно, если только он не круглый идиот. Какое-то количество бойцов внутри так или иначе имеется. Но их определенно должно быть сильно меньше, нежели обычно. И сейчас это открывало окно возможностей для их отчаянной парочки. Оставалось лишь решить, как грамотно это окно использовать. Да, внешники определенно знали о том, что неизвестные личности на захваченной бронетехнике имеют наглость чинить расправу над мурами и бойцами экспедиционного корпуса. И да, они наверняка догадывались, что эти неизвестные личности заявились на их кластер не просто так. Рано или поздно явятся и к дверям бункера. Поэтому с очень высокой гарантией на той стороне гермоворот, даже если дикарю с тамтамом удастся их вскрыть, их встретит орава радостных парней в дыхательных масках, вооруженных до зубов. Но, к счастью для их отбитой парочки, внешники использовали в качестве основы для своей подземной лаборатории советское бомбоубежище, а строительная промышленность в СССР, как и любая другая, подчинялась системе ГОСТов настолько, что это порой доходило до абсурда. Наглядным подтверждением этому факту могли послужить типовые панельные девятиэтажки, ряды серых коробок которых с одинаковым успехом можно было встретить как где-нибудь под Красноярском, так и в пригороде Варшавы, Бухареста или любого иного города из стран Восточного блока. Дикарь в годы своей непоседливой молодости страстно увлекался диггерством и в силу своего увлечения ползал немало советских бомбоубежищ, поэтому худо-бедно был знаком с их плановым внутренним устройством. Оставалось лишь уповать, что в мире, откуда сюда попал этот бункер, ГОСТы не слишком отличаются от таковых на его родной планете. «Видишь этот невзрачный сарайчик в километре от главного входа?» Он передал Сенсу планшет, на котором отображалась сильно увеличенная картинка небольшого строения. Зуб даю, там находился вход в вентиляционную шахту этого бомбоубежища, когда этот бункер еще им был. Любые подземные помещения должны вентилироваться, иначе жителей этого замечательного сооружения ждет медленная и мучительная смерть от асфиксии. Также там должны быть технические выходы для обслуживающего персонала. Фильтры, защищающие внутреннюю среду от радиоактивной пыли, полагается регулярно чистить, так сказать, во избежание нехороших эксцессов. И если я прав, то мы этот черный вход вполне можем использовать под свои нужды. Там-там с сомнением посмотрел на картинку на экране планшета, потом перевел взгляд на дикаря. «Ты уверен?» Тот пожал плечами в ответ. «Процентов на 80, а то и на все 90. Конечно, есть вероятность, что внешники замуровали все левые лазейки наглухо. Но пока не проверишь, наверняка этого не узнать, верно? Ну, допустим, ты прав, и там действительно есть эта самая вентиляционная шахта. Ты же не думаешь, что внешники обошли своим вниманием такую откровенную уязвимость? Это был бы идеальный для нас вариант. Но да, в такое счастливое стечение обстоятельств я не верю. Но... Для придания дополнительного веса своим словам он поднял указательный палец вверх. Во-первых, они вряд ли всерьез рассчитывали, что кто-то, когда-то, решится штурмовать эту лабораторию. Во-вторых, у них сейчас должно быть маловато персонала, способного воевать.
Ведь большая часть их бойцов в данный момент гоняется за твоими друзьями по лесу. В-третьих, мы устроим акцию отвлечения внимания снаружи. В-четвертых, у нас на руках есть серьезный аргумент в виде боевых киборгов. И, наконец, в-пятых, совсем скоро к нам должна подоспеть подмога, разве нет? Когда, кстати, она там должна объявиться? Стронг пожал плечами, копируя недавний жест самого дикаря. Это же Улей, кто даст точную гарантию? Мы в режиме радиомолчания с того момента, как расстались с основным отрядом. Думаю, теперь уже можно и не прятаться. Даже если из лаборатории засекут переговоры, нам это уже вряд ли чем-то помешает. Заодно заставит этих утырков лишний раз понервничать в своем крысином гнезде. И это тоже сыграет нам на руку. Пусть сидят и потеют в ожидании неприятностей. Сенс, молча согласившись с его аргументацией, взялся за портативную армейскую радиостанцию, которую им вместе с номером радиочастоты для связи с другим отрядом стронгов выдал на руки Кавказ. Там-там покрутил регуляторы частот рации, находя нужную, после чего щелкнул тумблером, переведя ее в режим вызова. «Береза, Береза, вызывает кузнечик. Береза, ответь кузнечику, прием!» Минут 10 его вызов уходил в пустоту эфира безо всякого отклика. Сенс удрученно вздохнул. Чернота рядом, с ней никогда заранее не скажешь. Иной раз абонент словно в соседней комнате сидит, а иногда вообще хрен докричишься. Но когда надежда на успешный сеанс связи уже начала постепенно угасать, им ответили сквозь шипение помех радиоэфира. «Кузнечик, — говорит Береза, — как там у вас погодка?» «С погодой у нас все в порядке, солнечно. Шашлыки уже готовы, пиво разгрузили. Теперь ожидаем вашего прибытия». «Отлично, рада это слышать. У нас были небольшие трудности в пути, но сейчас все в норме. Движемся в вашу сторону, как и договаривались. В течение 1,5-2 часов будем на месте». «Замечательно, тогда ждем вашего сигнала на подъезде». «Заметано, кузнечик. Конец связи». Там-там снял наушники и выразительно посмотрел в сторону рейдера, на что тот ответил довольной улыбкой. «Ладно, тогда у нас как раз есть запас времени на подготовку. Значит, смотри, план будет следующий». Добраться до небольшого сарайчика, обшитого кровельным железом, оказалось несложно, даже учитывая тот факт, что с дикарем в качестве эскорта двигались серые громадины хевиков, одетых в серую скорлупу композитной брони. А все потому, что сперва обстановку разведывала сливающаяся с местностью тройка скаутов. Активный камуфляж делал их на фоне зарослей кустов, заполонивших этот пустырь, под которым и расположилось облюбованное внешниками бомбоубежище, практически невидимыми. Конечно, пришлось попотеть, обходя 10-й дорогой укрепления и минные заграждения, натыканные внешниками со стороны главного входа. Но те, когда разрабатывали систему заграждений, похоже, рассчитывали на то, что их будут атаковать исключительно со стороны кластера тянучки. Поэтому все веселье в виде автоматических турелей, ягозы, датчиков движения и прочих радостей жизни было расположено на выходе из городской застройки. Дикарь же, пользуясь тем, что чернота на границе кластера была не сплошной, а пятнами, вместе со своим воинством обошел заграждение стороной и приблизился к вожделенному, предполагаемому входу в вентиляционную шахту с тыла. Пришлось изрядно поблуждать по кустам, дабы не вляпаться в пятна черноты, которые, казалось, постепенно захватывали и поглощали зелень и нормальную почву, превращая их в ониксовые кристаллические структуры, которые с печальным звоном осыпались, стоило к ним прикоснуться. Любая ошибка на этом этапе поставила бы крест на их плане. Чернота моментально уничтожила бы сложную электронику, которой были напичканы экзоскелеты и мозги биороботов. Но обошлось. И вот дикарь, через планшет, передающий картинку с оптики киборгов, начал тщательно изучать почву вокруг нужного здания. Нюх сапера его не подвел. Ближние подходы к вентиляционному коробу были заминированы.
Благо, обычными противопехотками и примитивными растяжками. Похоже, внешники таки решили себя обезопасить с тыла. Хотя человек, который минировал это место, явно и сам не верил в возможность того, что сюда полезет кто-то в здравом уме. Потому что закладки были сделаны очень топорно, без особой фантазии и ухищрений, наподобие элемента неизвлекаемости или двойного минирования. Вооружившись обрезком металлической проволоки, заменившей ему щуп, и кусачками, взятыми из набора инструментов в одной из заброшенных машин, дикарь приступил к разминированию. Спустя еще 20 минут, вытирая пот со лба, он начал грузить взрывоопасные подарки в свой рюкзак, который, кстати, благоразумно освободил от всего лишнего перед походом в бункер, спрятав излишки своего хабара в одном из кустов. Если выберется из этой авантюры, после заберет с собой. Ну а если нет, тогда и переживать не о чем. Закончив, наконец, со всей этой вознёй, он дал своему воинству команду на проникновение в помещение, скрывавшее цель их вояжа. Один из хевиков подцепил мощным вороненым клинком петлю с обычным навесным замком и резким движением вырвал ее из стены. Хрустнули болты, проходящие сквозь дерево. Дикарь замер, прислушиваясь к окружению. Но, похоже, все было тихо, поэтому странная группа под его командованием быстро скрылась внутри. Он оказался прав. Здесь находился оцинкованный, округлый, внушительный грибок воздухозаборника. Похоже, раньше он стоял на открытом воздухе, но впоследствии вокруг возвели это самое помещение. Покрутившись вокруг, дикарь нашел дверь, открывавшую доступ к вертикальной шахте. Для хивиков проход оказался узковат, но они с грехом пополам, скрючившись в 3 погибели, насколько позволял экзоскелет, смогли протиснуться на площадку, сваренную из рифленого металла, и компактно распределились по ней, бухая по металлу обрезиненными подошвами. С этой площадки вниз, в таинственную и угрожающую темноту бетонного колодца, уходила лестница из загнутых буквой «С» арматурин, вмурованных в бетон и покрытых облупившейся красной краской. Судя по мощному притоку воздуха, всасываемого бетонной трубой, вентиляторы внизу работали вполне исправно. Дикарь попал в некоторое затруднение. Если у скаутов не будет особых проблем, чтобы спуститься вниз по этой предназначенной для людей лестнице, то для хевиков это уже совсем не вариант. Их лапы и ноги, закованные в броню, слишком велики для подобных ступеней, да и такой вес перекладины вряд ли выдержит. Но вопрос разрешился благополучно. На элементах экзоскелета, располагавшихся на конечностях лотерейщиков, находились мощные электромагниты. Благодаря им они могли примагничиваться к стальным балкам, вмурованным в бетон, и таким образом спускаться вниз. Это даже вызвало у него некоторый заряд позитива. Спускающиеся лотерейщики, закованные в броню, походили на гигантских жуков, неуклюже карабкающихся вниз. Первыми спустились скауты. Пол цоколя вентиляционной шахты представлял собой железную, прилично проржавевшую решетку, под которой вращались лопасти гигантского вентилятора, приводившего в движение воздушные массы внутри бункера. Используя ноктовизоры на их шлемах, дикарь осмотрел нижнюю площадку и не обнаружил там никакой угрозы. Похоже, сюда уже давно никто не заглядывал. В техническом помещении, примыкавшем к вентиляционной шахте, царило запустение. Убедившись, что вокруг все тихо, дикарь дал команду на спуск дуэта уцелевших в схватке с вражеским танком Хеви и, включив светодиоды налобного фонаря, полез вниз и сам. Глубина шахты была приличной. Она уходила вниз метров на 80. Подсвечивая себе фонарем, он сбился со счета, перебирая руками холодные на ощупь скобы из ребристой рифленой арматуры. Когда спуск закончился, руки порядком устали. Он дал себе пару минут на то, чтобы восстановить дыхание и успокоить пульс. Попутно оглядел помещение, в котором очутился. Похоже, это действительно противоатомное убежище, созданное для защиты населения на случай тотального ядерного конфликта.
Уж больно глубоко закопались неизвестные строители подземного бункера. В период Холодной войны таких убежищ по всему Союзу было создано довольно много. Тогда на горизонте маячила реальная угроза атомной войны. К шахте примыкала небольшая бетонная коробка шлюза. За ней находилось помещение с проржавевшими, облупившимися шкафами, в которых хранились запылившиеся свертки с химзащитой и серыми резиновыми противогазами, которыми, судя по всему, никто никогда не пользовался. В дальнем от шахты конце помещения находился толстый створ гермозатвора, перекрывший вход в глубины бомбоубежища. Его электропривод был обесточен, но это не было серьезной проблемой. На стене рядом с остальной плитой располагался порыжевший штурвал ручного подъемника. А с физической силой у его команды не было проблем. Крути себе да крути. Дикарь сверился с наручными часами. До положенного срока оставалось совсем немного времени. Он использовал его, чтобы проверить свою амуницию. Разложил гранаты по подсумкам, подогнал разгрузку, чтобы длинные нестандартные магазины к отбойнику располагались в ней удобно и не мешали передвигаться. Проверил патроны в своем пистолете-пулемете и АПС. Пока есть возможность, он бы предпочел действовать тихо, поэтому изначально будет применять только бесшумное оружие. Конечно, его рано или поздно засекут, это лишь вопрос времени, но до этого момента он постарается не создавать лишнего шума. Заодно проверил состояние своего воинства. Тут все было не очень позитивно. И скауты, и хевики основательно посадили собственные батареи, к тому же прилично потратились боекомплектом. Особенно это касалось тяжеловесов. Тем пришлось поработать в качестве зенитных турелей, сбивая назойливые беспилотники внешников, что само собой подразумевало перерасход патронов. Заряд батареи киборгов колебался от 20 до 50%. Здесь тоже ситуация обстояла хуже именно с танками. Они потратили целую прорву энергии на работу электромагнитов, пока спускались вниз по вентиляционной шахте. Да и вообще, в силу большего веса нагрузка на батареи в их случае была значительно выше. Дикарь заменил 2 самых разряженных аккумулятора на запасные энергоячейки, доставшиеся ему от уничтоженных биороботов. Лучше сделать это сейчас, пока есть время и вокруг тихо. Будет неприятно, если его основные боевые единицы, на которых он сделал ключевую ставку в предстоящем захвате бункера, замрут неподвижно в разгар боя из-за убитых в ноль батареек. Дикарю лишь оставалось скрестить пальцы в надежде, что имевшегося в них заряда будет достаточно для осуществления того, что он задумал. Иначе он останется один на один с персоналом лаборатории. И в таком случае надеяться на благополучный исход этой авантюры не приходится. Стрелки на его часах достигли нужной отметки. Он, тяжело вздохнув напоследок, взялся за рукоятку подъемного механизма. Теперь все зависело лишь от его удачи и сноровки. Скрипя заржавевшими деталями, тяжелый створ гермозатвора медленно поехал вверх. Как только щель между полом и стальной плитой достаточно расширилась, он выдернул из разгрузки пистолет и перекатился внутрь. Лихорадочно вертя головой, чтобы пучок света из налобного фонаря светил куда нужно, и тыкая в затемненные углы комнаты стволом АПСа с навинченной на него трубой глушителя, он осмотрелся. Здесь тоже было тихо. Помещение повторяло то, что находилось снаружи гермы. Те же шкафы с химзой и противогазами, тоже запустение. Хотя здесь уже заметно, что сюда иногда заглядывают люди. На полу нет толстого слоя вездесущей пыли. Проверив двери, он вновь взялся за штурвал подъемника, только уже с этой стороны, расширяя проход настолько, чтобы его воинство могло наконец проникнуть внутрь бункера. Спустя минуту внутри стало довольно тесно. Киборги заняли все свободное место своими громоздкими тушами. Дикарь, стараясь унять бешено стучавшее сердце, подергал рукоятку ржавой двери, ведущей в следующее помещение. Она закономерно оказалась заперта. Впрочем, это даже препятствием не назвать. Пинок ногой танка выбил крепление замка,
Дверь распахнулась во всю ширь. За ней оказался длинный широкий коридор, заставленный непонятными агрегатами под брезентом и темно-зелеными деревянными ящиками. Похоже, это место внешники использовали как склад, а возможно и те, кто был тут до них. И хорошо, потому что тут явно не было ни души. Приказав скаутам активировать камуфляж, который они отключали на время спуска в шахту, дабы сэкономить заряд батарей, он отправил их на разведку. Наблюдая за их действиями через камеры, фильтры ноктовизора, выдававшие сюрреалистичную серо-зеленую картинку, он направлял и корректировал через терминал действия кибернетических солдат. Коридор оказался безопасным, хотя от него в стороны отходили боковые ответвления. Но там тоже находились заброшенные помещения. Склады, технические комнаты и казармы, заставленные ржавыми двухъярусными кроватями и всяким хламом, так что оттуда гостей ждать не стоило. Зато они пожаловали, когда разведка была закончена. Чуткий слух дикаря уловил скрип заржавевшего дверного замка. Кто-то вставил ключ в замочную скважину двери, находившейся в дальнем конце коридора, и, похоже, сообщавший этот заброшенный закоулок бомбоубежища с другими помещениями. Дав команду скаутам затаиться в заброшенных казармах, среди завалов разнообразной рухляди и прикинуться ветошью, дикарь пригнулся за одним из ящиков в коридоре и принялся слушать. Спустя десяток секунд тот, кто воевал с дверным замком, наконец справился с ржавым механизмом, дверь распахнулась внутрь. Под потолком зажегся редкий, прерывающийся ряд тусклых ламп аварийного освещения. Через дверной проем в коридор проникли 3 фигуры в тяжелой экипировке бойцов экспедиционного корпуса. Он уже видел такую броню на солдатах, охранявших входные гермоворота. Она заметно отличалась от стандартного облачения внешников, которое носили, к примеру, охранники конвоя. Те ходили в среднем бронежилете 3-го класса защиты, простых лифчиках, разгрузках под магазины и гранаты и в облегченных тактических шлемах. Солдаты, проникшие в заброшенный тоннель, были облачены в солидно выглядевшую бронеразгрузку, явно не меньше 5-го класса защиты, если судить по их виду. Плюс на их головах покоились тяжелые бронированные шлемы с пуленепробиваемым подъемным забралом, в совокупности делавшие их похожими на пузатых байкеров. Весила эта амуниция явно весьма прилично, даже с первого взгляда, и, возможно, именно по этой причине простые пехотинцы ее не носили. Она должна серьезно ограничивать их подвижность своим весом. То, насколько успешно его новое оружие будет дырявить эту тяжелую броню, ему еще предстоит выяснить. Поэтому он решил не рисковать и разобраться с этими бронированными колобками руками скаутов. Благо, их винтовки за счет роторного глушителя давали минимум звука при выстреле, а запредельно мощный боеприпас вряд ли даст шансы вражеской броне. Разведчики внешников, между тем, обшаривали потайные углы коридора и боковых помещений лучами фонарей, установленных на автоматах. Двигались они при этом довольно профессионально, прикрывали и страховали напарников, делая это автоматически. То бишь их неплохо натаскали на бой в узких помещениях. Картинка, выдаваемая камерой, вполне могла бы служить наглядным пособием для обучения новичков этой дисциплине. Следовательно, шутить с этими ребятками явно не стоит. Надо глушить их быстро и сразу. Иначе они вполне могут успеть поднять шум и доставить ему этим целую кучу неприятностей. Он раскидал пометки на силуэтах врагов, распределяя их между киборгами, дабы те загасили всех 3 вторженцев одновременно. Внешники продолжали не спеша продвигаться вглубь галереи. Они не заметили скрывающихся в тенях технических помещений скаутов со включенным активным камуфляжем и двинулись дальше, постепенно приближаясь к укрытию дикаря. Тот дал команду своим разведчикам на сближение с целями и привел в боевую готовность дуэт «Хэви», скрывавшихся в шлюзе на этой стороне на случай непредвиденных обстоятельств. Если дела примут неожиданный и неприятный оборот, эти парни решат любые проблемы самым кардинальным образом. По облупившимся стенкам коридора
метались причудливые тени, отбрасываемые разнообразной рухлядью в свете фонарей приближающихся врагов. Спустя еще несколько секунд ухо рейдера уловило переговоры противника, гундосившего из-под дыхательных масок. Благодаря знанию английского дикарь с легкостью разобрал, о чем трепались внешники. «Эй, Зет, какого черта мы тут делаем? Сам же видишь, тут все заброшено и покрыто слоем пыли». Его грубо одернул хриплый голос другого бойца. «Заткнись, Рене». «Ну, серьезно, капрал, какого хрена мы тут забыли?» Сработал датчик давления. Сержант сказал, что нужно проверить этот шлюз. Вот поэтому мы идем и проверяем, все ли тут в порядке. Понял? Не слышал разве, что у нас пропал конвой, а теперь еще и нарушен периметр. А теперь сделай одолжение, закрой свой болтливый рот и смотри по сторонам. Договорить он не успел. Крупнокалиберная пуля раздробила ему шейные позвонки и разбила дыхательную маску, заляпав пол кровью. Та же судьба постигла его болтливого коллегу. Скаут попал ему в затылок. Тяжелый шлем внешника обзавелся двумя аккуратными круглыми отверстиями сзади и спереди. А вот третьему, хранившему молчание бойцу, повезло. Пуля срикошетила от его шлема и с противным визгом вспорола бетонную стенку. Дикарь, прячущийся за углом, дабы не попасть под дружественный огонь, увидев, что третья цель избежала уничтожения, выхватил АПС и рванул к оглушенному противнику. Человек на полу пребывал в суровом нокауте, что в принципе неудивительно. Даже удар вскользь, отрикошетивший от шлема крупнокалиберной пули, должен быть очень серьезным, ведь та обладала неслабой кинетикой. Прицелившись из пистолета, он всадил пулю под забрало шлема последнего врага, разворотив ему подбородок и окрасив обзорное стекло красным. Прислушался. Грохот попадания рикошета в бетон вышел внушительным. Его вполне могли услышать другие враги. Но, к счастью, не услышали, поэтому, успокоившись, он принялся оттаскивать еще теплые трупы в одно из подсобных помещений. В этом не было особо много смысла, учитывая кровавые разводы, оставшиеся на полу после волочения мертвецов. Но дикарю так было спокойнее. Уединившись, он принялся за мародерку. Бойцы, охранявшие подземную лабораторию, как уже было сказано ранее, оказались экипированы не в пример лучше солдат внешнего периметра, не говоря уже про муров. К тому же один из убитых скаутами внешников обладал поистине богатырским телосложением, поэтому его амуниция вполне подходила ему по размеру. Для начала дикарь полностью раздел покойника, освободив его от всего снаряжения, дабы то не испачкалось в крови. Он оделся в форму внешника, заменив ею убогие тряпки, взятые им в деревне, где ему пришлось воевать с дронами. Тактический костюм, выкрашенный в бело-серый цифровой камуфляж, определенно выигрывал в качестве и удобстве у жалких затасканных лохмотьев, напяленных им на себя от безысходности. К тому же форма врага даст ему дополнительные шансы сбить противника с толку. У дикаря всегда будет преимущество – ибо любой противник в полосатой форме для него враг, а вот им придется осторожничать в бою, дабы не подстрелить по ошибке своих соратников. Дальше дикарь реквизировал плейт-керриер мертвеца, скомбинированный с разгрузкой. Этот вариант, включающий в себя бронепластины и дополнительно армированный кевларом, значительно превосходит его РПС-ку по защите и функционалу. Клапаны на нем сделаны под длинные магазины отбойника – те не болтаются, как в его ременно-подвесной системе, где гнезда сделаны под более короткие и широкие магазины. К тому же на нем все еще есть противопульный бронежилет скрытого ношения, который вместе со вновь приобретенной бронеразгрузкой обеспечит ему очень неплохую защиту от пуль и осколков. Да, у него есть дар, который способен защитить его практически от любой подобной угрозы, как и его форсированная регенерация, что может за пару секунд залечить раны, которые гарантированно уложат любого другого иммунного. После того, как дары Улья вновь активировались, дикарь понял, что его способности серьезно усилились из-за приема белки. Однако дары он включает лишь в критических ситуациях,
а внезапный выстрел или бросок гранаты вполне способен застать дикаря врасплох. И вот в таких нештатных ситуациях хорошая противопульная и противоосколочная защита будет крайне полезна. Помимо бронежилета, дикарь забрал с трупа один из отбойников, заменив им свой. На трофейном был установлен понтовитый голографический прицел, передняя рукоять и тактический фонарь, совмещенный с целеуказателем, в отличие от его стокового автомата, не имевшего абсолютно никакого дополнительного обвеса. Также он напялил на свои лапы тактические перчатки без пальцев со вставками из армида и жесткого пластика, призванными защищать кисти рук. Костюм дополнили налокотники и наколенники, своими крепежными ремнями обтянувшие суставы рук и ног дикаря. Ботинки и шлем он решил оставить свои. Чужая обувь вполне могла ему намазолить ноги, а его ботинки обношены и проверены в деле. К тому же на тяжелых глухих шлемах охраны бункера не было встроенных активных наушников, сразу сделав их неактуальными для него. Пистолеты охраны также решил не брать. Они были довольно тяжелыми и использовали тот же калибр, что и отбойники, что делало их не очень выгодными в эксплуатации. К тому же у него уже был АПС, снабженный довольно качественным глушителем. Так что рейдер лишь ограничился сбором гранат и всех магазинов к пистолетам и автоматам. Патроны для такого оружия он вряд ли найдет у торговцев. Так что стоило запастись ими впрок, пока была такая возможность. Последним трофеем, попавшим ему в руки, оказался пластиковый прямоугольник ID Капрала, бывшего старшим в этой троице. Карточка из сине-белого пластика с фотографией, званием и именем покойного, похоже, была еще и картой доступа к системе безопасности бункера. Пока он заканчивал с мародеркой, скауты отправились на разведку помещений, откуда пришли бойцы внешников. Очень скоро полосатые хватятся пропавшей группы, поэтому стоило использовать оставшееся в его распоряжении время с пользой. Они наткнулись на створ раздвижных герметичных дверей, бывших, судя по их виду, явным новоделом и установленных уже нынешними хозяевами бункера. Похоже, за ними начиналась территория, уже основательно освоенная внешниками под свои нужды. Призвав за собой затаившихся в шлюзе у вентиляционной шахты хевиков, дикарь двинулся к заблокированной двери. Нужно было поторапливаться. Но стоило ему приблизиться к шлюзу, отделявшему его от цели, перед ним возникло другое неожиданное препятствие. Заглючил терминал управления киборгами. Планшет в его руках несколько раз моргнул, картинка с камер железных дровосеков зависла. Девайс продемонстрировал ему крайне неприятную надпись «Access Denied», от вида которой сердце дикаря моментально ушло в пятки, а лоб покрылся испариной. Он потряс серую коробку устройства в надежде, что та отглючит, не оставляя его запертым в глухом бункере наедине с неизвестным количеством врагов. Но связь не только не наладилась, замершие соляными столбами киборги внезапно пришли в движение. Хеви заняли осадное положение и разложили турели, а скауты просто и непринужденно взяли рейдера на прицел своих винтовок. Волосы на голове дикаря зашевелились, в его черепной коробке за короткое мгновение пронеслось несколько десятков вариантов, с помощью которых он мог бы выйти живым и невредимым из этой скользкой ситуации. Отбросив их все как маловероятные и неосуществимые, он мрачно вздохнул и представил, как, наверное, сейчас веселится над его тупостью оператор внешников, держащий его на прицеле пушек биороботов. На место страха пришла дикая злоба на самого себя и собственную непомерную самоуверенность, сорвавшую ему планку после того, как он заполучил назад контроль над своими дарами. Вернее, над их улучшенными версиями. А ведь он всерьез поверил, что сможет практически в одиночку захватить этот чертов бункер. По делам, за отсутствие осторожности Улей карает быстро и без проволочек. Сейчас ему как раз придется расплатиться за собственную глупость и недальновидность шкурой.
Между тем, пока дикарь предавался процессу самобичевания, прямо перед ним произошло нечто совершенно необъяснимое. Кусок пространства вдруг начал приобретать очертания. В воздухе проступила и материализовалась фигура в боевом костюме весьма футуристического вида. Угловатая, состоящая из наслаивающихся друг на друга, словно черепица матово-серых пластин, с явно видимыми тягами усилителей экзоскелета. Острый, ребристый, словно граненый драгоценный камень шлем с тремя выступающими вперед зрачками окуляров визора, светившихся рассеянным аквамариновым светом. Фигура держала в руках такого же необычного вида оружия. Угловатая трехствольная винтовка залпового огня с толстым цевьем, в толще которого угадывались очертания чего-то очень похожего на гранатомет. До дикаря, пребывавшего в абсолютном шоке от увиденного и растерянно рассматривавшего непонятную фигуру, возникшую подле него таким экстравагантным способом, дошло, что это был оптический камуфляж, только намного более продвинутый, нежели использовали скауты. И вообще, ему в голову внезапно пришла мысль, что то, что он видит перед собой, очень походит на устройство узлов и агрегатов, примененных внешниками при создании киборгов. Словно они попытались сделать нечто похожее на то, что сейчас стояло прямо перед ним. Но результат вышел значительно топорнее, лишь отдаленно напоминающий сверхтехнологичный оригинал. Пока конкретно офигевший от представшей перед ним картины солдата из будущего рейдер молча его рассматривал, тот подал голос, обрывая безобразно длинную паузу, повисшую после его эффектного появления. «Я буду очень признателен, если вы воздержитесь от применения оружия. Это приведет к очень печальным для вас последствиям. Кроме того, я сейчас не желаю причинять вам вред». Несмотря на то, что голос говорившего звучал четко и без каких-либо помех, дикарь осознал, что звук идет из высококачественных динамиков, встроенных в шлем неизвестного. Еще он ухмыльнулся, про себя услышав в последнем предложении слово «сейчас». То бишь «сейчас не желаю», но кто знает, что может произойти через пару минут. Еще удивляла необычная форма речи неизвестного. Тем не менее, у рейдера слегка отлегло от осознания того, что его не будут расстреливать на месте из крупнокалиберного оружия. «Миротворец из тебя так себе. Еще до начала разговора берешь собеседника на мушку». Дикарь кивнул на вновь замерших неподвижно киборгов, продолжавших держать его на прицеле своего оружия. Его собеседник лишь легко пожал плечами. Рейдер обратил внимание на то, что его футуристическая броня совершенно естественно повторяет движения носителя, при этом не слышно никаких посторонних звуков. Ни звука трущихся друг от друга элементов защиты, ни жужжания сервоприводов. Ощущение было такое, словно вместо тяжелой экипировки, явно весившей не 1 килограмм, тот одет в легкий комбинезон. «Прошу простить меня за причиненные неудобства. Я предпочитаю минимизировать любые риски. В свою очередь прошу заметить, что я не прошу вас бросить оружие на землю, лишь ограничиваясь просьбой воздержаться от его применения». Дикарь хмыкнул, скопировал движение собеседника и тоже пожал плечами. «Фигня вопрос. А если ты в меня не начнешь стрелять, я и вовсе сделаю вид, что ничего неприятного между нами не случилось. И раз уж ты настроен поговорить, я для начала хотел бы понять, кто или что ты такое». Если вы намекаете на некоторое сходство между моим боевым костюмом и устройством этих кибернетических солдат, я буду вынужден вас огорчить. Я человек в большей или меньшей степени. В большей или меньшей степени? Это как прикажешь понимать? Это значит, что мой организм все же несет некоторые модификации, как генетические, так и кибернетические. Но их процент относительно общего объема биологических тканей тела
недостаточен, чтобы меня можно было назвать киборгом в полном смысле этого слова. Что же, несказанно рад слышать, что говорю с живым человеком, а не шевелящейся железкой. Динамики костюма издали звук, отдаленно напоминающий легкий смешок, после чего неизвестный продолжил. Что же до того, кто я такой, думаю, проще всего будет сказать, что такие, как вы, обозначают подобных мне термином «нолд». В тишине заброшенной технической галереи бункера, некогда бывшего советским атомным бомбоубежищем, раздался отчетливый звук свалившейся на землю челюсти окончательно выпавшего в осадок дикаря. Нолды. Сверхтехнологичная развитая раса, занимавшая верхушку в пищевой пирамиде среди всех внешников Стикса. Полумифические существа, возможности которых считались едва ли не безграничными. Одни из немногих гостей Улья из внешних миров, которые не охотились за ливером, реальные цели пребывания которых в Стиксе оставались тайной, скрытой завесой домыслов и догадок. Не терпевшие никакого стороннего присутствия на своих кластерах, судя по информации, которую удалось найти дикарю, они безжалостно уничтожали любого, кто без спроса проник на их территории. По тем же обрывкам противоречивой информации, их бойцы, обряженные в ультратехнологичную экипировку и катающиеся по кластерам на технике, место которой в фильмах про далекое будущее, зачастую просто игнорировали простых иммунных во время своих рейдов в глубины Улья, если те не проявляли агрессии и не мешали нолдам заниматься своими делами. Загадочные нолды, которые практически никогда не вступали в контакты не только с иммунными, но и с другими менее развитыми внешниками, а порой уничтожавшие отдельные группировки последних, руководствуясь какими-то своими неизвестными задачами и принципами. А те описанные случаи контактов между нолдами и рядовыми жителями Стикса, о которых ему довелось прочитать в методичках и на флешках в номере Дины, или услышать из уст других рейдеров, звучали так фантастично, что вызывали лишь недоверчивую улыбку. И вот одно из этих полумифических существ стоит прямо перед ним. То, что это действительно Нолд, а не кто-то, кто пытается им прикинуться, было очевидно. Слишком уж совершенная техника и оружие. Футуристическая винтовка и не менее футуристический боевой костюм незнакомца говорили сам за себя. Кроме того, помимо перехвата управления над кибернетическими солдатами, выполненного Нолдом быстро и элегантно, наглядно подтверждавшего эту мысль, дикарь умудрился заметить в неверном свете аварийных ламп несколько микроскопических дронов размером не больше мухи, с едва уловимым даже его тонким слухом жужжанием, паривших в воздухе неподалеку от своего хозяина. Будь у него зрение и слух похуже, он бы их, скорее всего, и вовсе бы не заметил, либо принял бы за обычных насекомых. «Итак, господин Нолд, и чем же я могу быть тебе полезен?» Фигура в боевом костюме немного сменила позу, таким образом, чтобы стволы винтовки теперь смотрели вниз и в сторону, намекая на отсутствие желания у Нолда конфликтовать или угрожать. «Я наемник, сейчас нахожусь в процессе выполнения задания, и мои цели во многом совпадают с вашими. Так что, я полагаю, мы можем заключить временный взаимовыгодный союз». Дикарь в ответ на это лишь иронично хмыкнул. «Глядя на твою экипировку и то, как быстро ты у меня забрал управление над этими веселыми парнями», он кивнул головой на замерших статуями киборгов, «я начинаю сильно сомневаться, что могу быть для тебя сколько-нибудь хорошим подспорьем. Кроме того, что же это за задание такое, которое привело тебя в тайную лабораторию полосатых?» Он смотрел в переливающиеся мягким зеленовато-синим цветом окуляры визора Нолда, под безразличным взглядом которых он ощущал себя бактерией на стеклянной полочке микроскопа, и пытался понять, что же за человек
скрывается за ними. Если он, конечно, вообще человек. Поскольку его лицо скрыто, прочитать эмоции своего собеседника можно было лишь невербально, с помощью языка тела. Информация это давала мизер, жестикуляция Нолда не сказать, чтобы была богатой. Но лучше уж так, чем совсем никак. Как я уже говорил раньше, я предпочитаю минимизировать любые риски, которыми без того пресыщена моя профессия. И наш временный союз как раз поможет мне в этом. Вам же он поможет выбраться отсюда живым и относительно целым. Относительно? Разумеется. Я не могу гарантировать вашу безопасность и выживание. Да вы и сами это прекрасно осознавали, когда полезли в это убежище в одиночку. Резонное замечание. Что же касательно моего задания, я не могу раскрыть все его конфиденциальные подробности. Но если вкратце, экспедиционный корпус Вега заполучил в свои руки технологию, которая им не принадлежит. Поэтому мой наниматель хочет, чтобы они ее лишились, а вместе с ней и всех наработок, которые успели сделать по этой теме. Дикарь обвел рукой окружавших его железных дровосеков. Под технологией ты подразумеваешь вот это вот? Голова Нолда в угловатом шлеме едва заметно кивнула в ответ. В том числе, мне еще предстоит выяснить, как много они успели утащить из того, что трогать им определенно не стоило. Ладно, с этим разобрались, но я все еще не понимаю, чем я могу быть для тебя полезным. Из динамика шлемофона вновь донесся едва уловимый звук, очень похожий на легкий смешок. «Вам не к лицу ложная скромность, уважаемый дикарь. Мы оба знаем, что с вашей подачи за последние несколько дней в этом регионе Улья произошли серьезные перемены. И глядя на то, с какой настойчивостью вы проникли сюда, могу предположить, что это лишь начало». Говоривший жестом прервал уже готовую сорваться с губ дикаря фразу. «Да, я некоторое время наблюдал за вами, так что немного в курсе вашей биографии, ни к чему удивляться». «Очень интересно. И как давно я под наблюдением у Нолдов?» «Не обольщайтесь, это был лишь мой личный интерес. И то лишь потому, что вы вмешались в ход моего задания». «Это каким же интересным образом?» «Я должен был устранить всех участников этого неприятного инцидента», видя непонимание рейдера, Нолт уточнил. «Кражу технологии я имею в виду. Его инициатором был небезызвестный вам Тритон. В его руки попала информация, которой он не должен был обладать ни при каких обстоятельствах. Он этой информацией воспользовался, причем весьма продуктивно, передав ее в руки своих нанимателей. В результате его действий мы с вами находимся тут. Да-да, не нужно удивляться. Я должен был ликвидировать самого Тритона и некоторых его подручных, дабы в будущем избежать повторения этого прискорбного события. Но вы меня опередили, так что я в некотором смысле вам обязан. Итого, мое предложение построено целиком и полностью на прагматизме. Я знаю, на что вы способны, и уверен, что вы будете мне полезны. А вы, в свою очередь, получите из нашего временного союза свою выгоду». До дикаря только сейчас дошло, за что же именно Тритон получил свою белую жемчужину, доставшуюся в итоге именно ему. Он видел разрозненные обрывки воспоминаний лидера чертей, но тогда, не обладая полнотой информации, не смог связать все ниточки воедино. Но зато сейчас картина сильно прояснилась. Вот оно что. То есть, если я правильно понял, ты и твои наниматели хотите зачистить это место от всего персонала, а заодно уничтожить все плоды их труда, верно? Именно так. А для меня будет гарантия, что по окончании ты и меня не зачистишь точно так же? Зачем мне это делать? Дикарь неопределенно пожал плечами. Ну, типа, знаешь, прости, Билли, ты слишком много знал.
Теперь смешок Нолда стал вполне отчетливым. «Я всегда выполняю взятые на себя обязательства, так что вам не стоит переживать на этот счет». «Ага, только ты пока никаких обязательств на мой счет на себя не взял. Лишь сказал, что не можешь гарантировать, что я выберусь отсюда живым». «Должен отдать должное вашей наблюдательности. Хорошо, я обещаю, что от моих рук вы не погибнете. Более того, я постараюсь сделать так, чтобы вы выжили. Так лучше?» Откуда мне знать, что эти слова не окажутся враньем? Нолт сделал резкое движение, в котором отчетливо читалось раздражение. Его первая яркая эмоция с начала этого весьма странного разговора. Как я уже сказал, я наемник. Для человека моей профессии репутация дороже золота и даже самой жизни. Я всегда выполняю свои обещания и взятые на себя обязательства, а также довожу контракты до исполнения. Любой ценой. К тому же, повторюсь, я в некотором смысле вам обязан. Что-то такое было в его словах, что заставило дикаря сразу же ему поверить. А еще было заметно, что даже намек на то, что Нолт может лгать, сильно того раздражает. Рейдер сделал себе зарубку в памяти на этот счет. Ладно, с этим понятно. Тогда у меня еще пара вопросов касательно нашего возможного сотрудничества. Что станет с самим этим местом после того, как ты выполнишь свой контракт? Внешник пожал плечами. Сам бункер мне ни к чему. После того, как я подчищу тут всю грязь, можете его забирать, если он вам нужен. Дикарь удовлетворенно хмыкнул в ответ. Если все сложится именно таким образом, это будет просто идеально. У него были свои виды на это убежище. Не стану скрывать, это именно тот ответ, который я хотел услышать. Ладно, я согласен сыграть дуэтом. Только у меня вопрос. Какую именно роль в твоем плане занимает моя скромная тушка? Нолт завел свое габаритное оружие себе за спину. Дикарь увидел, как из небольших утолщений на его броне выскочила парочка тонких стальных манипуляторов и жестко зафиксировала винтовку в таком положении. Внешник поколдовал немного на своем нарукавнике. Сумрак технологического коридора, где они находились, осветился мягким зеленым светом. Перед глазами удивленного дикаря предстала трехмерная проекция, которая явно была схемой бункера. Голограмма, спроецированная костюмом, была до чертиков детализированной. На ней даже кое-где были помечены люди, сотрудники лаборатории и бойцы. Кроме того, красным цветом подсвечивались боевые посты с автоматическими турелями, лифты, гермозатворы, разделявшие пространство бункера на зоны безопасности, и много еще чего. Дикарь мог лишь диву даваться, когда его новоявленный напарник успел собрать такое количество информации. А потом он вспомнил про микроскопических дронов, похожих на летающих насекомых, и все встало на свои места. Похоже, внешник не терял даром времени. Пока шла их милая беседа, он произвел качественную и всеобъемлющую разведку, собрав максимум информации. Глядя на компиляцию результатов разведки, дикарь все больше убеждался, что в одиночку, даже при поддержке пятерки уцелевших киборгов, он бы тут не справился. Хотя его план прорваться ко входному шлюзу, пользуясь прикрытием хевиков, пока охрана отвлечена нападением снаружи, и открыть отряду стронгов доступ внутрь, имел шансы на успех. Но при малейшей ошибке его гарантированно ждал провал. Слишком уж хорошо у полосатых выстроена система безопасности. Слишком много неучтенных им факторов. Скорее всего, его просто-напросто бы тут смяли. Итак, это полная схема бункера. Вернее, тех мест, куда я смог проникнуть. Есть несколько помещений, куда попасть не вышло, но не думаю, что они глобально что-то поменяют. Главные для нас участки находятся здесь и вот здесь.
Он пошевелил пальцами, голограмма зуммировала, акцентируясь на ключевых помещениях. Тут находится комната службы безопасности, откуда ведется управление практически всеми ключевыми системами бункера. Захватим ее, и полдела сделано. Второе по важности место – это реакторный зал. Комендант этого места вполне может решить, что перегрев реакторной массы и детонация энергоблока в случае захвата лаборатории не такой уж плохой план. Поэтому, чтобы выполнить задачу быстро и без проблем, нам архиважно синхронно захватить два этих помещения, чтобы противник просто не успел отреагировать. Комната управления СБ находится вот тут. Он посветил помещение на схеме желтым цветом. Оно находится на 2 уровня ниже нашего нынешнего положения. Я проникну туда через систему вентиляции. После захвата контроля над системой безопасности я перекрою все гермоворота и заблокирую лифты и переходы. Нолт пошаманил еще чуток над голографическим интерфейсом, выведя на схему другое помещение. Это реакторная. Она находится на этом же уровне, что существенно облегчает ее захват. Вам предстоит пройти по этому маршруту. Он подсветил ведущие в реакторный зал коридоры. Захватить и зачистить ее от противника. Поэтому ты решил подключить меня к своему плану? Нолт кивнул. Я не могу быть в 2 местах одновременно. Даже использование кибернетических единиц не гарантирует успеха. Конечно, очень маловероятно, что вражеский командир захочет сыграть в камикадзе и решиться на подрыв реактора. Но, как я уже говорил, я стараюсь минимизировать риски настолько, насколько это возможно. Скрытно пройти весь маршрут тут вряд ли получится, поэтому все скауты отправятся с вами. Нужно будет тихо убрать несколько патрулей, а потом дождаться моего сигнала о захвате контроля над системами бункера. Как только я дам сигнал и открою бронестворку, вы уничтожаете охрану реакторного зала и зачищаете его от обслуживающего персонала. Тут очень важно сработать очень быстро, чтобы враг не успел поднять тревогу. Иначе к вашим врагам, вот отсюда и отсюда, придет подкрепление с тяжелым вооружением. Доводить до этого не стоит, такой исход практически равносилен провалу. Дикарь скопировал его жест, кивнув в знак того, что собеседник услышан. Дальше, после установления контроля над бункером и реактором, переходим ко второй фазе плана и приступаем к планомерной зачистке бункера. Я буду вам ассистировать с моей помощью, и при поддержке кибернетических солдат у вас не должно быть особых проблем. Похоже, в плане внешника дикарю отводилась роль пушечного мяса. Что, впрочем, ожидаемо. Он и сам уже нацелился сунуть голову в пасть медведя, так что сожалеть об этом решении уже поздновато. В целом, все более или менее понятно, есть только пара моментов по нашему сотрудничеству, которые я хотел бы прояснить. Нолт свернул трехмерную проекцию и уставился своими зелеными глазищами на рейдера. «В таком случае не будем терять время, я весь внимание». Дикарь постучал согнутым пальцем по бронированному шлему Хеви, вызвав у того приступ глухого урчания. Несмотря на то, что над их мозгами неплохо поработали полосатые, зараженный оставался зараженным. Ты сказал, что технология создания киборгизированных солдат утекла из рук твоих нанимателей. Значит ли это, что они точно так же обращают иммунных, подобных мне, в бездушных марионеток? Он приблизился к скауту, что был в прошлом Стронгом Сахой, и вгляделся в его ничего не выражающие глаза, смотревшие сквозь дикаря через плексиглаз забрала шлема. Внешник некоторое время молчал, давая понять, что осознал важность прозвучавшего из уст дикаря вопроса. Там, откуда родом эта технология, таким образом обращаются с преступниками, совершившими тяжкие преступления. Это более гуманный эквивалент смертной казни. Так они отдают долг за свои преступления перед обществом.
Люди из Веги адаптировали ее под местные реалии. Более того, начали экспериментировать с киборгизацией зараженных. Если вы хотите услышать, одобряю ли я такой подход, то нет, не одобряю. Ни один человек такого не заслуживает. Это значительно хуже смерти. Удовлетворит ли вас такой ответ? Звучит хорошо, но являются ли твои слова правдой? Через шлемофон донесся тяжелый вздох человека, закованного в броню. Действительно, у меня нет способа доказать мои слова здесь и сейчас. Все, что вам остается, либо довериться мне, либо отказаться от моей помощи. Что выберете? Дикарь задумался на несколько секунд. Ладно, я предпочту думать, что все сказанное правда. Да и, откровенно говоря, не то чтобы у меня был большой выбор. Сделаем это. Рад это слышать. В таком случае приступим? Погоди, у меня есть еще одна просьба. Даже целых две, если быть точным. Я бы предпочел, чтобы ты перешел со мной на «ты». Ни к чему быть настолько вежливым. Нолт хмыкнул. Идет. А какая вторая просьба? Может, ты все же представишься, а то как-то неудобно вышло. Ты мое имя знаешь, а вот я твое нет. Внешник церемонно склонился в поклоне, причем сделал он это так аристократично, даже несмотря на то, что был обряжен в полный комплект брони, словно снимался в фильме про дворян викторианской эпохи. «Можете, прошу прощения, можешь звать меня Ха-Ха. Ну или 2Х, если так удобнее. Странное имя. Это не имя, это мой позывной, прозвище и одновременно род моей деятельности. Да, еще, прежде чем мы выдвинемся, мне нужно кое-что тебе дать». Дикарь, непонимающе, уставился на своего новоявленного напарника. «Не мог бы ты снять свои наручные часы?» Рейдер пожал плечами, расстегнул браслет командирских, найденных им в затерявшейся на лесной кластере даче, и протянул его Нолду. Ха-Ха поколдовал со своим наручем, который выполнял функцию наладонника. Активировался сканер, ярко-фиолетовый широкий луч обшарил часы, после чего выключился. Внешник положил ладонь на левую руку рейдера. Тот непонимающе уставился на него, но задать вопрос так и не успел. Через секунду его взяла оторопь. Из костюма Нолда вытекла странная масса, походившая на излишне подвижного большого серого слизняка. Разве что тот не был липким и состоял из микроскопических, едва видимых взглядом кубиков. Непонятная масса, быстро, так что он не успел отдернуть руку, отделилась от костюма Нолда и перетекла на его запястье. Несколько секунд она ершилась текучими шипами и выступами, а потом вдруг в один миг приняла форму и цвет советского хронометра. Ха-Ха отпустил его. Дикарь с любопытством уставился на непонятную хрень, мимикрирующую под часы на его руке. Спустя мгновение его любопытство было наказано. Браслет выпустил десятки игл, которые впились ему в плоть, заставив рейдера зашипеть от неожиданности и небольшой порции боли. Спустя еще несколько секунд иглы втянулись в тело и срослись с ним, а боль отступила. Теперь девайс, данный ему Нолдом, никаким образом нельзя было отличить от часов. Они показывали время, двигалась секундная стрелка, едва уловимо тикал механизм, даже латунный корпус идеально повторял прообраз, нес на себе следы долгой эксплуатации, потертости и даже досконально повторял все мелкие царапинки и повреждения полированного материала. Дикарю, полюбовавшемуся на это, оставалось лишь удивленно цыкнуть языком. «Что это за херня?» Нолд, копавшийся в небольшом контейнере у себя на поясе, соизволил ответить. «Погоди, сейчас поймешь». Он вынул из небольшого черного пластикового тубуса прозрачную выпуклую пластинку, сильно смахивавшую на глазную линзу, и поднес ее к лицу дикаря, подтвердив этим его догадку. «Не шевелись». Он ухватил рейдера за левое веко и поместил линзу ему на зрачок. «Поморгай».
Тот и без его советов этим занимался. Линзы носить он не привык. Тонкая пластинка ощущалась чужеродной, раздражая слизистую. Через секунду он забыл о легком дискомфорте по весьма прозаичной причине. В глаз словно десяток раскаленных игл вонзили. Поле зрения слева заволокло красным. Блять, какого хрена? Сними эту пень, больно пипец. На что Хаха равнодушно заметил. Не ори, а то нас услышат. Да не дергайся ты, сейчас местный анальгетик подействует. Ну вот, видишь, уже лучше. Дикарь замер, моргая обильно слезившимся левым глазом. И впрямь адская боль в изувеченном глазу медленно угасла и исчезла без следа. Красный цвет, заполнивший все поле зрения слева, тоже сошел на нет. «Предупреждать же надо! Что это за фигня такая?» «Секунду. Извини, что причинил боль. Обычно Кинект носят несколько дней. Процесс сращивания псевдонейронов протекает абсолютно безболезненно, но у нас нет нескольких дней, так что пришлось работать грубо. И есть контакт». Он прошелся пальцами по голографической клавиатуре наладонника, заставив этим замереть рейдера. В своем левом глазу тот внезапно увидел раскрывшуюся консоль с бегущей строкой, словно ему на сетчатку приделали микроскопический монитор. Хотя, почему словно? Нолт и впрямь присобачил ему к левому глазу нечто подобное. Бегущая строка прогнала несколько абзацев абсолютно нечитаемого для рейдера программного кода, после чего свернулась и исчезла. На ее месте возникла зеленая надпись на неизвестном дикарю языке. А смена языка интерфейса тут предусмотрена? Прошу прощения. Готово. Надпись моргнула и сменила язык на вполне читаемый русский. Тест системы завершен. Синаптический контакт с глазным нервом устойчивый. Идет подготовка к работе. Надпись исчезла, на ее месте возник минималистически оформленный интерфейс. Небольшая бледно-зеленая рамка, уголком расположившаяся слева и сверху его поля зрения. И курсор, выполненный в виде крохотного кружка, который следовал за движением зрачка его левого глаза. При наведении курсора на рамку та разворачивалась и давала доступ ко множеству иконок. Там в самом углу есть крошечная круглая кнопка. Попробуй нажать на нее, она сворачивает интерфейс в неактивное состояние, для того, чтобы он не мешал твоему обзору. Дикарь последовал его совету и убедился в том, что Нолт сказал правду. Уголок свернулся в крошечный прозрачный крестик, расположившийся на самом краю его поля видимости. Курсор тоже стал прозрачным, и теперь интерфейс вообще исчез, никак не раздражая и не мешая смотреть. Чтобы вернуть инструментарий, задержи взгляд на 5 секунд там, куда он свернулся. Дикарь вновь проделал то, что ему велел Хаха, и убедился в возможности развернуть и свернуть управление в трей. «Удобно. А зачем ты мне дал эту хреновину?» Внешник прекратил колдовать над голоинтерфейсом и тоже свернул все свои проекции. «Таким образом, мы сможем быть постоянно на связи. К тому же я смогу видеть то, что видишь ты. Так нам будет проще координировать наши действия. Мне будет легче осуществлять поддержку удаленно. Теперь ты сможешь помечать противников, просто глядя на них. Для этого просто скажи слово «метка», когда смотришь на того или на то, что хочешь отметить. И киборги, что будут с тобой, сфокусируются именно на этих противниках. Полноценное управление над железными дровосеками, я так понимаю, ты мне уже не вернешь? Совершенно верно, понимаешь. Так, последний штрих. Сними шлем и не суетись. Он вынул из того же контейнера еще капельку шевелящейся массы и вложил ее в левое ухо рейдеру. Тот рефлекторно дернулся, наученный печальным опытом, но в этот раз обошлось. Непонятная фиговина прошуршала неприятно, пробираясь вглубь слухового канала, стенку которого кольнула едва ощутимым уколом. Потом все вернулось в норму. «Ну вот, теперь я могу говорить с тобой напрямую, не используя динамики костюма. Как ощущения?»
Дикарь понял, что слышит голос внешника прямо в своем ухе. Тот отключил динамики шлемофона, теперь для стороннего наблюдателя вокруг воцарилась тишина. Он прислушался к себе и не обнаружил никаких отклонений. Да вроде норма, громкость бы только чутка убавить, а так порядок. И все же, что это такое ты мне дал, а? Нолт, управившись с новым девайсом дикаря, вновь взял в руки винтовку. Там, в самом низу интерфейса, глянь, есть иконка регулировки звука гарнитуры. Это универсальный армейский ком на нанитах. Если ты закончил, может, мы уже двинемся? Остальные детали обсудим по ходу. Веганы скоро хватятся этого патруля, нужно пошевеливаться. Как там успехи? Нолт активировал канал связи. Судя по тяжелому дыханию, ему сейчас приходилось нелегко. Почти на месте. Как обстановка? Дикарь пожал плечами, позабыв, что собеседник не может сейчас его видеть. «Все спокойно пока. Скауты отработали на 5 баллов, остался финальный рывок. Так что жду лишь твоей команды». Пока Ха-Ха пробирался по вентиляционным шахтам в попытках скрытно добраться до помещения службы безопасности, дикарь перемещался по коридорам своего уровня, постепенно приближаясь к реакторной. В этом ему помогала информация, собранная разведывательными дронами-мухами, которые отслеживали перемещение патрулей внешников. Информация в виде виртуальной карты передавалась напрямую в визуальное устройство, установленное Нолдом в его левый глаз. Это здорово облегчало задачу, но из-за интерактивной карты, висящей слева, дикарь постоянно ловил себя на неуместном ощущении, будто он находится в игре, а не в реальной ситуации. И это плохо, потому что если он провалится и словит лицом пулю, загрузиться с чекпоинта у него уже не выйдет. Между тем, при активной поддержке Нолда скауты втихую проредили поголовье врагов на этом уровне, используя для отстрела охранников лабы слепые зоны системы безопасности, где не было камер видеонаблюдения, дабы противник не поднял тревогу раньше времени. Благодаря скоординированным действиям 7 трупов медленно остывали в подсобных помещениях. Теперь перед дикарем встала лишь самая последняя преграда. Герметичную переборку, открывающую проход в реакторный зал, охраняли 2 конкретно упакованных в броню внешника с тяжелым оружием на руках. Кроме того, под потолком маячили 2 автоматические турели, наличие которых тоже не внушало оптимизма. Поэтому рейдер не лез на рожон и терпеливо дожидался того момента, когда нити управления и контроля над системами безопасности бункера окажутся в руках у наемника Нолда. Сейчас у него образовалась свободная минутка, и дикарь про себя задавался очень важными вопросами. А конкретнее, может ли он доверять своему временному союзнику? Вероятность того, что тот решит зачистить нежелательного свидетеля после выполнения своей основной задачи, была весьма высокой, и это основательно напрягало. Вторым важным вопросом было то, как, черт побери, дикаря вообще занесло в такую непростую ситуацию. Ведь он, по сути, мог бы просто покинуть место стычки стронгов с конвоем, перевозившим киборгов, предоставив им самим разбираться с мрачным грузом. Но нет же, его обостренное чувство справедливости не позволило ему тихо пересидеть в стороне. И полюбуйтесь на него сейчас, полез в самое пекло в одиночку, герой доморощенный. Такое ощущение, словно он, опьяненный чередой сегодняшних побед, вообще отбросил всякий здравый смысл. И вот теперь приходится собственноручно разгребать последствия своих импульсивных решений. Повезло еще, что по невероятному стечению обстоятельств ему в напарнике достался такой необычный персонаж. Без него самоубийственная миссия дикаря имела все шансы на фееричный провал. От мрачных размышлений его оторвал удивительно хладнокровный и спокойный для текущей ситуации голос Нолда. «Я в комнате службы безопасности. Дай мне минутку, я подключусь к системе. Готовься, сейчас начнем действовать». Он, похоже, даже не запыхался, а ведь вряд ли противник по доброй воле впустил его в святая святых бункера. Наверняка ему пришлось только что устранить нескольких врагов.
Но, видимо, Хаха не врал насчет своего рода деятельности. Чувствуется рука профессионала. Так, внутри около десятка человек, в основном персонал, обслуживающий реактор. Но есть и несколько вооруженных охранников. Будь внимателен. Нолт вывел на сетчатку левого глаза дикаря картинку с видеокамеры, демонстрируя ему круглое помещение реакторной, центр которой был вымощен мозаикой антирадиационного щита, призванного защитить людей от жесткого излучения урановых стержней внутри активной зоны реактора. По краям помещения располагались экранированные специальным материалом шкафы с оборудованием. В дальнем от входа конце помещения находилась небольшая пультовая. Запоминай сейчас, что и где расположено. Когда начнется заваруха, времени у тебя будет мало. Нужно сработать быстро и четко, чтобы свести возможность возникновения нештатных ситуаций к минимуму. Постарайся стрелять как можно меньше. Не хватало еще повредить оборудование. Охранников у входа в зал надо устранить по-тихому, чтобы не всполошить тех, кто находится внутри. Затем зачищаешь оставшиеся цели. Их нужно уничтожить поголовно и с гарантией, чтобы не было проблем после. Готов действовать? Дикарь внимательно ловил каждое слово и изучал транслируемую Нолдом картинку, который стал ему чем-то вроде третьего глаза. Закончив с вводной информацией, он попрыгал, проверяя компоновку снаряжения, а заодно настраивая себя на боевой лад. Сейчас ему придется убивать, и убивать много. А ничего, что мы реактор без присмотра оставим. Когда я всех внутри перестреляю, думать станет поздно. Судя по информации службы безопасности, система работает штатно. В короткой перспективе проблем возникнуть не должно. А долгосрочное меня не особо интересует. А вот дикаря долгосрочная перспектива очень даже интересовала. Но спорить он не решился, момент неподходящий. Вместо этого он взял в руки АПС, проверил патроны внутри ствола и в обойме, после чего приготовился к рывку. Использовать отбойник не решился, он пока еще не освоился с необычной компоновкой автомата внешников. Мышечная память тела, привыкшего к более классическому виду оружия, может сыграть с ним в бою дурную шутку. К тому же слабая проникающая способность пистолетных патронов в условиях перестрелки, где каждый рикошет или выстрел в молоко грозит повредить важное оборудование, был скорее плюсом, а не минусом. «Поехали!» Он свернул картинку с камеры в трей и взял Стечкина на изготовку. Ухо уловило 2 хлопка винтовок скаутов, притаившихся в коридоре, что вел к переборке перед реакторным залом. Рейдер бросил сильное тело из-за угла, преодолевая гигантскими прыжками расстояние, отделявшее его укрытие от поста охраны. Тут уже все было закончено. 2 тела валялись на полу в расплывающихся красных лужах. Винтовки киборгов поражали своей мощью. Они прошивали тяжелые бронежилеты внешников без шансов для последних. Дикарь с иррациональным страхом уставился на 2 автоматические пулеметные турели, смотревшие темными зрачками ДТК прямо на него. Но страх был беспочвенным. Это оружие теперь под контролем его союзника. «Чисто!» Скауты, ведомые приказами Нолда, присели на корточки на углах перед гермой, ведущей в реакторную, готовые прикрыть дикаря огнем в любой момент. «Не давай им приказ открывать огонь без крайней необходимости, понял? Они там все к чертям собачьим разнесут. Я сам справлюсь, постарайся не вмешиваться». «Принято. Открываю через 3, 2, 1». Переборка поехала вверх. Как только щель между полом и стальной плитой расширилась достаточно, дикарь перекатом ввалился в помещение и нос к носу столкнулся с охранником, повернувшимся на звук работы сервоприводов гермозатвора. Удивление в глазах противника даже не успело смениться на страх. Он-то увидел перед собой человека, экипированного как сотрудник охраны бункера, как дикарь потянул за спуск. Дважды хлопнул глушителем пистолет, плексигласовое забрало шлема врага обзавелось 2 отверстиями.
Голова внешника дернулась назад от сильного удара, но рейдеру было некогда любоваться видом падающего противника. Он на всей скорости рванул к следующему охраннику. Этот полосатый, увидев печальную судьбу своего коллеги, изменился в лице и начал вскидывать автомат. Он стоял в полоборота к дикарю и повернуться полностью так и не успел. Тот сократил дистанцию, молниеносно входя в зону клинча. Рейдер произвел удушающий захват, зажав шею вегана левой рукой и с силой надавливая своим предплечьем ему на кадык. Параллельно с этим он с оттяжкой ударил рукояткой АПСа по прицелу на стволе автомата врага, который внешник продолжал задирать вверх, даже несмотря на то, что враг давно вышел из его зоны видимости. Сила удара оказалась такова, что прицел сплющился в жалко выглядевшую мешанину битого стекла и пластика, а оружие выбило из рук пленника. В этот момент до него дошло, что с его шеей не все в порядке. Противник оставил бесполезное теперь оружие в покое и вцепился в руку дикаря, пытаясь разжать его стальную хватку. Используя внешника как живой щит, дикарь повернулся к третьему и последнему вооруженному врагу. Этот полосатый уже сбросил первоначальный шок и оцепенение и взял оружие на изготовку, явно намереваясь открыть стрельбу. Рейдер, видя такой нехороший расклад, включил щит, сконцентрировав всю мощь своей способности спереди в попытке защитить грудную клетку и живот. В следующий миг внешник открыл огонь. Дикарь понял, что совсем не зря активировал защиту. Тяжелые пули, выпущенные отбойником, прошили дергающегося в его захвате врага насквозь, продырявив бронепластины в его бронеразгрузке, и спереди, и сзади, остановились лишь наткнувшись на кинетическое поле, генерируемое его даром. Палец вновь потянул за спусковой крючок пистолета, Стечкин брыкнулся в ладони, посылая пули вперед. Прицел сбивали росчерки трассеров, вылетающие из ствола вражеского отбойника. Тяжело заставить подсознание поверить, что сейчас, пока действует щит, они для него безвредны, поэтому тело рефлекторно напрягалось, ожидая удара. Но один из его выстрелов все же достиг цели. Противник поймал пулю корпусом. Бронежилет она, похоже, не пробила, но удар свалил врага на пол. Он выронил автомат, но ни на мгновение не потерял концентрации, молниеносно покинул зону обстрела, перекатившись вправо, под защиту массивного охлаждающего кожуха. Дикарь, немало не обескураженный этим, отпустил шею ставшего бесполезным, уже не очень живого щита, позволив конвульсивно дергающемуся телу упасть на пол. Следующим движением он навел пистолет на силуэты в белых защитных костюмах. Рабочий персонал, обслуживающий реактор, судя по тому, что они при звуках стрельбы замерли, словно примороженные к месту, выучкой скрывшегося полосатого не обладали. 2 хлопка выстрела, и они валятся с ног, заляпав свои стерильно-белоснежные костюмчики кровавыми брызгами. -4. И сейчас к ним добавится еще один. Из укрытия раздались истошные вопли последнего оставшегося в живых охранника. «Ну а ты думал, что в сказку попал?» Самопальные зажигательные думдумы покойного рейдера работали так, как дикарь и предполагал. Даже не пробив серьезную защиту бронеразгрузок, экспансивные пули с воспламенившимся белым фосфором внутри принялись за свою разрушительную работу. 1200 градусов по Цельсию – это не то, что можно спокойно игнорировать. Пылающая начинка очень быстро принялась поджаривать брюхо выжившему вегану. От нестерпимой боли тот окончательно утратил способность здраво оценивать ситуацию и закономерно за это поплатился. Дикарь приблизился к катающемуся по полу и дико вопящему внешнику, который яростно пытался сбросить с себя экипировку, быстро начавшую плавиться от запредельной температуры, и, прицелившись, влепил ему пуля прямо под забрало шлема, тем самым милосердно прекращая муки неудачника. Помещение, в котором на секунду воцарилась тишина, вновь огласили вопли. Теперь кричали оставшиеся в живых гражданские. И дикарь их отчасти понимал.
тоже захочет разделить судьбу свежих покойников, разлегшихся на полу. Инженеры-ядерщики внешников тоже не хотели. Поэтому укрылись в пультовой, заблокировав толстую дверь изнутри. «Дикарь, чисто. Остались лишь те трое техников. Заканчивай с ними побыстрее, пока они не догадались напортачить с оборудованием». «Сейчас». Дикарь приблизился к ярко-желтой коробке комнаты управления, где укрылись оставшиеся работники реакторной. Сквозь толстое стекло в защищающей внутренности пультовой двери он посмотрел на перепуганных людей в белых комбезах с выражением дикого страха, глядевших на него в ответ. «Ха-ха, открыть можешь?» «Нет, она механическая, разбирайся сам и поскорее». Дикарь, недолго думая, прицелился сквозь стекло в укрывшихся внутри людей и спустил курок. Но в Советском Союзе умели делать вещи качественно. Пультовая была на совесть защищена на случай утечки радиации или пожара, поэтому толстое стекло на двери выдержало, лишь покрылось белыми неопрятными отметинами там, где гладкую поверхность клюнули пули. Чертыхнувшись про себя, дикарь вновь активировал щит на левой руке, вытянув ее наподобие клинка и вбил ладонь в дверной створ, после чего вывернул руку, расшатывая его словно металлическим ломом. Механика запора дверей не выдержала такого варварского отношения и с хрустом выскочила из крепления. Обломки механизма и куски обшивки брызнули во все стороны. Рейдер рванул дверь на себя, ухватившись за образовавшуюся щель. Перекосившая от столь грубого обращения дверь с диким визгом отворилась, открыв ему доступ внутрь операторной. Снеговики сгрудились в дальнем углу, инстинктивно стараясь оказаться подальше от кошмарного убийцы. Дикарь, в крови которого продолжал клокотать адреналин, подавил в себе желание пощадить безоружных людей, единственной виной которых было то, что они обеспечивали энергией лабораторию, где ставили антигуманные опыты над иммунными. Верно, даже если они лично и не делали бесчеловечных мерзостей, то это не снимает с них ответственности за косвенное участие в этом отвратительном проекте. Справившись с внутренними разногласиями, он навел мушку на белоснежные силуэты людей и, не обращая внимания на их умоляющие о пощаде крики, расстрелял внешников. «Чисто!» «Отличная работа. Вот только радоваться пока рано. Эти покойники успели что-то нажать у себя на пульте, и к тебе прямо сейчас на всех парах несется тяжело вооруженный отряд охраны. Пошевеливайся, если не хочешь, чтобы тебе голову прострелили». Неприятно пораженный этой неожиданной новостью, дикарь, однако, не растерял присутствие духа и не утратил хладнокровия. Он прошелся по залу, произведя контроль всех покойников или тех, кто ими прикидывался. Не хватало еще, чтобы в разгар боя ему в спину ударил один из недобитков. Сменил более чем наполовину опустошенный магазин на полный, после чего взялся за отбойник. Смысла таиться уже особого не было. Операция по захвату бункера переходит в активную фазу, которая не обойдется без массового смертоубийства и перестрелок. А значит, ему потребуется вся огневая мощь, что у него есть. В коридоре, который он недавно покинул, вспыхнула стрельба. Затарахтели взахлеб автоматические турели, хлопали едва слышно на этом фоне винтовки скаутов, укрывшихся внутри реакторного зала. Дикарь осторожно выглянул из-за стены, оценивая обстановку. Здесь два коридора сходились под прямым углом. Один – тот, откуда он пришел, а второй вел вглубь уровня. Переборка, ведущая в реакторную, находилась как раз на стыке. В глубине второго коридора, метрах в 50 от него, заселось десяток бойцов в форме тигрового раскраса. Они, сменяя друг друга, выглядывали из боковых технических ответвлений и стрельбой прикрывали союзников, продвигаясь к своей цели. По центру тоннеля слаженно двигалась тройка охранников, укрывшихся за бронированными штурмовыми щитами. Остальные их соратники прятались в боковых нишах либо за их спинами.
И надо заметить, продвигалась эта тевтонская свинья довольно успешно. Пули, выпускаемые минами турелей, которые на расплав ствола расходовали пулеметные ленты, рикошетили от толстых металлических пластин, не в силах их пробить. Хлопнул подствольник из-за стены щитов. Дикарь едва успел юркнуть внутрь реакторной. Хлопнуло, провизжали в воздухе осколки, шрапнель забарабанила по стенам, заныла противно поврежденным приводом одна из турелей. «Веди сюда Хэви. Пора показать этим утыркам, кто в доме хозяин». «Работаю». Загремели в глубине коридоров тяжелые шаги бронированных лотерейщиков. Спустя 30 секунд парочка уцелевших в перипетиях сегодняшнего дня хевиков вывалилась из-за угла. Дикарь выглянул, пользуясь тем, что массивные киборги приковали к себе все внимание противника, и поймал в голографический прицел голову одного из бойцов врага. Мягкий толчок отдачи в плечо, и содержимое черепной коробки внешника украсило ярким пятном серые панели, которыми были обшиты стены тоннелей. По команде Нолда скауты начали активно обстреливать врага, вынуждая тех занять укрытие. Этой паузой воспользовались танки. Они, не обращая внимания на сыпавшиеся градом пули, в мгновение ока заняли положение для стрельбы и отстрелили по парочке нуров. Громыхнул взрыв, из коридора долетела взрывная волна. Дикарь, не глядя, швырнул гранату из-за угла, одарив уцелевших врагов еще порцией смертоносных осколков. Спустя минуту все было кончено. Киборги расстреляли оглушенных и дезориентированных врагов, как в тире. Когда стрельба прекратилась, дикарь прошелся по коридору, кончая недобитков. «Отлично, с этим отрядом покончено, но сильно не расслабляйся, их там еще хватает». Дикарь нервно хохотнул в ответ Нолду. «Наши пи***ят городских, всей деревни и одного». «Что, прости?» Недоумение Хаха было настолько осязаемым, что его можно было резать ножом как масло. Рейдер лишь хмыкнул. Похоже, разница культур дает таки о себе знать. «Не обращай внимания, это нервное. Что у нас там дальше по списку?» «Я заблокировал межуровневый лифт и все переборки, но у большинства дверей в этом бункере есть механический привод, так что особо не обольщайся, долго в заперти противник не просидит». «Ну а кто сказал, что будет легко?» «Кстати, там снаружи твои друзья начали активно шуметь. Часть персонала буквально только что ушла к выходному шлюзу. Нам это сыграет на руку». «Так и было задумано, если что». «Я догадался. Те враги, что засели у внешнего шлюза, теперь не смогут попасть внутрь. Так что стронгам будет чем себя развлечь». «Ну вот и пусть веселятся, а у нас тут своих развлечений хватает». Дальше дело пошло быстрее. Из-за того, что персонал подземной лаборатории оказался разобщен наглухо перекрытыми переборками, сопротивление стало разрозненным и плохо скоординированным. При поддержке Хеви взломать такую оборону стало довольно просто. К тому же теперь ни к чему было беспокоиться о хрупком оборудовании. Дикарь, без зазрения совести, не жалея патронов, стрелял на любой подозрительный шорох и щедро швырял гранаты, коих у него скопилось предостаточно. К тому же за действиями врагов непрестанно наблюдали глаза Нолда, который докладывал рейдеру обо всех подозрительных передвижениях противника, тем самым оказывая тактическую и информационную поддержку. И был в этом качестве неожиданно хорош. Внешники, похоже, так до конца и не поняли, что система безопасности уже не под их контролем, списывая все происходящее на критический сбой систем бункера. Герметичные переборки и шлюзы не слабо помогали в этом интервентам, поскольку на совесть экранировали звуки выстрелов и взрывов. Немного опасная ситуация произошла при переходе на следующий уровень. Тут нашелся кто-то из старших чинов, который догадался организовать оборону у площадки лифта. Охрана подтянула пулемет и заняла оборонительную позицию. Но дикарь, полюбовавшись на этот цирк через камеры, не будь дураком, предложил Хаха нестандартную схему действия.
Когда ты один-одинешенек и спину тебе прикрывают лишь железки, не способные даже внятно говорить, долбиться лбом о баррикады гораздо более многочисленного врага – довольно глупая затея. Рассчитывать приходится лишь на свои силы, применять эти самые силы с максимальной эффективностью. Когда полосатые увидели, что активировался межуровневый лифт, они закономерно напряглись и приготовились отбивать атаку неизвестного противника. Но разошедшиеся в стороны створки грузового лифта продемонстрировали им лишь внутренности пустой лифтовой площадки. 5 бойцов в полосатой форме вошли в лифт и попытались уехать уровнем выше. Ничего у них из этого само собой не вышло. В этот момент Нолт предусмотрительно выключил все освещение на уровне. Дикарь, притаившийся в шахте лифта и приехавший сюда на крыше кабинки, параллельно наблюдавший за внешниками через камеры видеонаблюдения, безо всяких затей расстрелял беззащитных врагов прямо через тонкий металл крыши лифта. Мощный боеприпас отбойника хорошо себя показал. Его 9-миллиметровые бронебойные пули прошивали тела противника вместе с броней на вылет. Под прикрытием темноты рейдер открыл люк и спрыгнул внутрь лифта, стараясь не оступиться на лежавших в повалку убитых и раненых и не поскользнуться в лужах крови. Оставшиеся в живых враги не решались открыть огонь в направлении кабины лифта, так как не видели, что именно стало с их соратниками. Дикарь швырнул флешку им под ноги, после чего активировал щит, закрыл глаза и бросился в коридор. После приема белки время существования его индивидуальной защиты значительно увеличилось. Теперь ее можно было применять без оглядки на каждую секунду действия. Пузырь защиты обезопасил его от грохота и вспышки гранаты, чего нельзя было сказать о неожидавших такого развития событий полосатых. К тому же темнота не особо мешала рейдеру за счет доставшихся ему в наследство от голода глаз, вполне сносно способных видеть даже в условиях недостаточного освещения. Пока ослепленный и оглушенный враг пытался прийти в себя, ведя беспорядочную и неприцельную пальбу во все стороны, дикарь, пребывавший в полной безопасности, спокойно, словно в тире, точными и неторопливыми выстрелами в голову перемножил на 0 всех веганов. Пока он зачищал недобитков и обирал трупы, грузовой лифт по команде Нолда совершил рейс на верхний уровень, где дожидались своего часа киборги, и доставил к нему вниз группу поддержки. Впрочем, их помощь особо не пригодилась. Почти все противники на этом уровне сгрудились перед лифтом, где и нашли свою смерть от рук рейдера. Еще 3 охранника были расстреляны Нолдом на стационарном посту охраны с помощью автоматизированных турелей. Похоже, тот, кто проектировал систему безопасности бункера, не учел вариант развития событий, при котором враг захватывает помещение службы безопасности в первую очередь. И теперь это стало серьезным козырем в руках захватчиков. Дальнейшая зачистка уровня прошла без проволочек. Тут находились основные помещения, исследовательская лаборатория с запертым внутри персоналом. Прямо там, где их застала потеря контроля над системой безопасности и блокировка всех дверей. Планомерно зачищая комнату за комнатой, дикарь превратился в настоящего мясника, хладнокровно расстреливавшего беззащитных исследователей в уже набивших ему оскомину белоснежных комбинезонах. Но рейдер отключил в себе всякое сочувствие и даже с каким-то садистским наслаждением слушал их дикие вопли и мольбы о пощаде. Тут ему даже не нужно было напрягаться, чтобы подавить в себе человечность. Повсюду были следы их исследовательской деятельности, не обремененной излишками гуманизма. Вот операционная, где группа медиков в дыхательных масках прямо перед самым началом вторжения начала операцию по трепанации мозга иммунного с целью приживить ему тактический модуль. Похоже, это новая заготовка под очередного скаута. Вот патологоанатом в перепачканном кровью переднике, проводящий вскрытие тела молодой девушки. Наверное, какой-то неудачный эксперимент, перечеркнувший жизнь подопытной.
Вот целая зала, забитая герметичными цилиндрическими баками, где в голубоватой жидкости находилось несколько десятков разнообразных гомункулов и искореженных мутациями зародышей не пойми кого. Как видно, местное братья от науки пыталось выращивать зараженных, используя генетические модификации и культивируя полезные мутации. Похоже на то, что ублюдская наука НИО не стоит на месте. Исследования движутся сразу в нескольких направлениях, а не только в сторону киборгизации людей и мутантов. Наглядевшись на экспонаты этой кунсткамеры, дикарь выкинул из своей головы всякие мысли о сочувствии и сострадании. Эти твари, по какому-то нелепому недоразумению, внешне очень точно имитирующие нормальных людей, не заслуживают никакого снисхождения. И он превратился в судью, обвинителя и палача в одном лице, хладнокровно вынося приговоры и приводя их в исполнение прямо на месте. В одном из помещений лабы обнаружились запертые в клетушках из толстого армированного пластика пленники, которых, похоже, притащили сюда как раз для тех самых экспериментов, свидетелем которых стал дикарь чуть ранее. Они, увидев сквозь прозрачные стены своей тюрьмы, как неизвестный в форме внешников, безжалостно уничтожает их экзекуторов и бойцов охраны, начали бесноваться и беззвучно кричать, взывая их освободить. Но рейдер этого делать благоразумно не стал. Во-первых, его заранее предупредил об этом Нолт. Во-вторых, он и сам понимал, что эти люди сейчас лишь будут мешаться у него под ногами. Он еще не забыл бойню на складах, когда выпущенные из клетушек фермы пленники Муров почти поголовно погибли в той кровавой бане. У обессилевших, изможденных людей, у которых даже не было самого простого оружия и снаряжения, было мало шансов против подготовленных и необремененных моральными принципами Муров. К тому же он не был уверен насчет самих узников. Вдруг некоторые из них и есть те самые Муры, отправленные сюда своими буграми за какие-либо провинности. Рисковать дикарь не желал, и без того дело, в которое он ввязался, было перегружено всяческими рисками и угрозами. Не хватало еще получить удар в спину от какого-нибудь замаскированного под безвинную жертву мудака. Поэтому рейдер, игнорируя беззвучные пантомимы пленников в бирюзовых робах, похожих на одеяния больных в каком-нибудь госпитале, что яростно жестикулировали за прозрачными стенами, просто двинулся дальше. Посидят в застенках еще немного, ничего с ними за это время не случится. В следующей галерее обнаружился загон с десятком зараженных, почти поголовно развитыми спидерами и жрачами. Тут, похоже, у внешников хранился запас биоматериала для производства Heavy Arms. Стоило ему войти, как все пространство помещения тут же заполнилось многоголосым урчанием мутантов. Те, в отличие от пленников из предыдущей комнаты, были заточены в обычных клетках. Их толстые стальные решетчатые стены не мешали зараженным видеть и слышать. Встав посередине загона, дикарь замер, чувствуя, как его с головой накрывает ощущением голода тварей. О, это чувство ему было прекрасно знакомо. Он с содроганием окунулся в воспоминания, которыми прежде щедро одаривал своего носителя голод. Этот нескончаемый поток ненасытного, совершенно космического чувства голода подхватил его и на несколько мгновений унес в свои темные глубины. В себя дикарь пришел лишь после вызова Нолда, обеспокоенного странным поведением своего временного союзника. «Дикарь, ты в норме? Что у тебя там происходит?» Рейдер, все еще пытавшийся справиться с нахлынувшими на него под воздействием урчания и ощущением голода зараженных воспоминаниями, ответил хриплым чужим голосом. «Все в норме, не волнуйся. Дай мне минутку, нужно кое-что проверить». Эти нехорошие ощущения вдруг поднялись в нем огромным темным приливом вовсе не просто так. Похоже, настал подходящий момент, чтобы узнать, что именно сделала с его сущностью мутанта белая жемчужина.
Дикарь закрыл глаза и вновь погрузился в себя, вызывая из глубин сознания воспоминания о том, каково это быть голодом. Чувство времени и пространства исчезло, зато он почувствовал каждого из окружавших его зараженных. Они возбужденно урчали, представляя, как вырвутся из стальных клетушек и начнут рвать податливое мясо, давясь горячими окровавленными кусками, вырываемыми из его тела. Они считали его пищей, но они ошибались. Очень-очень сильно ошибались. Потому что он сам есть воплощение голода. Он и есть голод. А все они – пища для него. Вспыхнувшее, словно порох от искры чувство поднялось внутри внезапно, заполняя собой все вокруг. Каждый из находившихся тут мутантов почувствовал на себе, с кем он столкнулся. Нет, не с добычей, с другим, который сам способен их убить и сожрать. Или просто убить, если ему так захочется. С тем, чье чувство голода было гораздо, гораздо сильнее их. С тем, с кем они не могли конкурировать. С тем, кто имеет право быть первым. Голодное урчание утихло, ему на смену пришел липкий первобытный страх, заставив дикаря хищно осклабиться. О да, он прекрасно знал, что всего два чувства руководили всей жизнью зараженных – страх и голод. Они определяли их поведение. И сейчас он заставит их бояться так, как они не боялись никогда прежде. Дикарь надел на себя личину зверя. Первыми сдались бегуны. Они просто не могли вынести многотонного пресса его голода. Страх быть сожранными раздавил волю мутантов, они мгновенно подчинились. Жрачи сопротивлялись дольше, их голод был сильнее, чем у спидеров, и их было много. Это придавало им сил и уверенности, чтобы сопротивляться его голоду и его приказам. Но стоило дикарю приблизиться к одной из клеток, как находящийся внутри мутант тут же начинал терять способность к сопротивлению. Нет, не перед тем, кто стоял у клетки, а перед тем, что зараженный видел в своей голове. А видел он огромную пасть, усаженную острейшими клыками, готовую в мгновение ока убить и сожрать его за малейший проступок или даже намек на сопротивление. И лотерейщик сдался на милость сильнейшего. Ухмыльнувшись во все 32 зуба, дикарь принялся за обход загона, безжалостно прессуя зараженных. Никто из них не был вправе конкурировать с голодом. Еще когда рейдер был во флюгере, монах сказал ему, что его внутренний зараженный уже был на стадии развитого кусача. А это было до сражения с тритоном и приема белки. С тех пор, несмотря на то, что дикарь взял его на поводок, голод вряд ли слабее. Скорее уж наоборот. Доказать делом свое право сильнейшего пришлось у последней клетки. Тут притаился самый развитый зараженный из всех присутствующих. Мощный торс лотерейщика уже серьезно начал обрастать биологической защитой. На угловатом заостренном черепе наросли первые костяные нашлепки. Даже ноги уже начали меняться, у них появился дополнительный скакательный сустав. Еще совсем немного времени и биомассы, и он станет топтуном. Глядя на его приземистую фигуру, дикарь ухмыльнулся, решив назвать его про себя горбуном. Уж больно у того была сутулая спина. Местный бугор зараженных не жаждал отдать бразды правления в чужие руки. Несмотря на ужасающее давление, он ясно видел, что перед ним не особо впечатляющая фигура человека. Еда. А ему не предстало бояться того, что он ест. И справившись со своим страхом и неуверенностью, горбун заурчал вызывающе, демонстрируя неповиновение. «Ха-ха, слышишь меня?» «Да».
У этих клеток электронные замки. Верно. Будь любезен, отключи их. Дикарь, ты в своем уме? Там больше десятка зараженных. Они тебя на куски порвут. Голос Нолда впервые за время их знакомства прямо сочился неподдельным изумлением, чем вызвал у дикаря задорную улыбку. Надо же, ему удалось впечатлить, казалось, совершенно непрошибаемого ничем Нолда. А это дорогого стоит. «Кишка у них тонка. Открывай, говорю». В шлемофоне послышалось скептическое хмыканье, после чего электронные замки на клетках щелкнули, отключившись. Дикарь навалился на толстую и чертовски тяжелую стальную дверь, которая призвана была противостоять нечеловеческой мощи развитых зараженных, дабы не позволить им вырваться из плена. Горбун, увидев, что преграда между ним и человеком исчезла, припал к земле, изготовившись к прыжку и угрожающе заурчав. Спустя короткий миг, за который среднестатистический человек едва успеет моргнуть, серая туша взмыла в воздух, изготовившись располосовать свою жертву на куски своими кривыми и чертовски острыми когтями. Человек ответил на его выпад совершенно безобидным с виду взмахом руки. В следующий миг ладонь дикаря, словно падающая стальная плита, оборвала стремительный рывок мутанта и припечатала его к земле, заставив затрещать кости в мощном развитом теле. Сила удара была такова, что недотоптун на секунду выпал из реальности, а когда очнулся, колено рейдера, окруженное щитом, придавило его загривок к полу, подобно гидравлическому прессу. Дикарь нанес хлесткий удар кулаком в висок зараженного, с удовольствием ощущая, как трещат под огромной динамической нагрузкой кости черепа мутанта. Когда спустя пару секунд тот вышел из нокдауна, вся агрессия горбуна тут же испарилась без следа. Он со страхом ощутил, как ничтожен и слаб перед этим обманчиво безобидным существом. Ощутивший изменение настроя противника дикарь лишь довольно ухмыльнулся. «Вот так-то. Понял теперь, кто тут главный? Будешь делать, что тебе велят, если не хочешь, чтобы я из тебя хребет руками выдрал. Пошел!» Ослабив хватку и отключив щит, дикарь отошел к стенке клетки, освобождая зараженному проход. Горбун, все еще не пришедший в себя после сокрушительного удара по голове, с трудом встал на нетвердых, подгибающихся ногах, поддерживая массивное тело длинными передними конечностями, и с опаской, бочком, стараясь держаться подальше от рейдера, выскочил из клетки наружу. «Открывай все запертые двери на уровне, только пленников оставь взаперти, а то сожрут их к чертям собачьим. Мои ребятки жутко голодные, вот и пусть немного порезвятся». Под жужжание сервопривода переборки дикарь обошел загон, открывая настежь клетки, и хлестнул притихших мутантов резким приказом. «Чего встали, как вкопанные, куски мяса? Вперед! Настало время как следует пожрать! Пошли!» Десяток жрачей и спидеров под руководством горбуна, с опаской обходя странного и пугающего человека, рванули в темный коридор, громыхая пятками по бетонному полу. Спустя десяток секунд в глубине уровня раздались душераздирающие вопли, бальзамом на сердце прозвучавшие для ушей дикаря. Рейдер, которого начало трясти от пережитого страха и возбуждения, а также от крайнего перенапряжения двух своих даров сразу, со стоном сполз на пол, привалившись спиной к холодной стене одного из узилищ загона. Трясущимися руками он кое-как открутил крышку с фляги и залил в себя несколько мощных глотков живчика, стараясь взять себя в руки и вернуться в строй. Похоже, он опять чуток переоценил свои силы. Брать под контроль такое количество зараженных ему пока явно рановато. Еще бы чуть-чуть, и его впрямь порвали бы на куски прямо тут. В себя его привел пораженный голос Нолда. «Что это было?»
Рейдер лишь хитро ухмыльнулся в ответ, утирая выступивший на лбу пот рукавом. «Ну, ты же забрал у меня армию, вот и пришлось обзавестись новой». «Ну что, как там у нас обстановка?» «Твои мутанты уже почти полностью уничтожили весь персонал на уровне. Как только ты пройдешь дальше, я стерилизую помещение, а то больно уж там стало грязно». «Стерилизуешь? Это каким же интересным образом?» Хаха ответил не сразу, видно, отвлекся на что-то свое. Тут есть система зачистки помещений при биологической угрозе. Выделяемый ею специальный газ-агент уничтожает любую биомассу при соприкосновении. Неплохая страховка, кстати, если проводишь опыты с мутантами. Я как раз проверяю функциональность газогенераторов. Выходит, как только я пройду дальше, то больше не смогу вернуться назад из-за этого твоего газ-агента. На зачистку требуется 5-10 минут, потом газ удаляется через систему вентиляции. Ну тогда я спокоен. Что у нас там дальше? Ноут вывел на сетчатку рейдера карту этого уровня лаборатории и подсветил нужное помещение. За этой переборкой, если судить по записям в реестре, находится помещение исследовательской группы, занимающейся разработкой оружия. Похоже, тут создавались опытные образцы, которыми пользуются Скаут и Heavy Arms. Дикарь заинтересованно хмыкнул. Звучит интригующе. Переборка с жужжанием отъехала в сторону, перед дикарем предстала приличных размеров зала, разделенная пластиковыми стенами на секции. Тут и вправду изучали и разрабатывали разнообразное оружие, боевые орудийные системы дронов, оружие для хеви и скаутов, ракетные и стрелковые модули для стационарных и передвижных турелей. К примеру, на одном из стрелковых стендов была смонтирована для проведения испытательной стрельбы трехствольная орудийная установка системы Гатлинга. Эта штуковина явно не относилась к ручному оружию. Уж слишком была громоздкой и тяжелой даже на вид. Рейдер за счет своей аномальной силы пусть и смог бы ее поднять и удерживать на весу, но вот вести огонь из этого монстра ему было уже явно не под силу. Ленты со снарядами, миллиметров 20 не меньше, такие уже язык не повернется назвать патронами, выглядели очень необычно. 3 зеленых полоски на снарядной части, материал которых напоминает что-то вроде обедненного урана. Ему уже доводилось видеть подобные в магазине у Натфиля. Дикарь завистливо вздохнул и отошел от испытательного стенда. Обойдя все помещение, он так и не нашел для себя ничего стоящего, разве что по подсказке Нолда разжился несколькими типами экспериментальных гранат. Например, Эми-гранатой, которая при подрыве, помимо стандартных поражающих элементов, испускала мощный электромагнитный импульс. Этот импульс вполне мог вывести из строя всю электронику врага, от раций и продвинутых прицелов до систем лазерного наведения турелей и дронов. Штука, короче, в нынешней ситуации крайне полезная, учитывая общий технический уровень его нынешнего противника. Не менее полезными были термобарические кислотные гранаты. И те, и другие в момент взрыва распыляли летучую взвесь в окружающем пространстве, разве что эффект у них сильно различался. Термобарический состав мгновенно выжигал весь кислород в точке вспышки, создавая область с сильно разряженной атмосферой. Резкий перепад давления травмировал даже тех врагов, что не получали вреда непосредственно от самого взрыва гранаты. Лопнувшие барабанные перепонки, разрывы кровеносных сосудов и, как следствие, кровоизлияние в мозг и во внутренние органы, повреждение вестибулярного аппарата, ведущее к потере ориентации и обмороку. Особенно эффективны такие гранаты были в замкнутом пространстве. Тут их действие было поистине ужасающим. С кислотными гранатами все было немного иначе. Их начинкой, как можно понять из названия, была крайне агрессивная кислота. При контакте с облаком воздушной взвеси она моментально начинала разъедать пластик, органику, тонкую электронику, что пагубно влияло на проводку и микросхемы. Минус был лишь в том, что кислотное облако, оседая на поверхность земли или пола, оставляло лужу, в которую не стоило наступать ногами.
За это можно было поплатиться подошвами, а то и ступнями. Применять их стоило с осторожностью, дабы не вляпаться в горячке боя в кислотное облако самому. Одним словом, запас этих гранат делал дикаря крайне опасным противником для внешников. Но настоящий шок ему пришлось испытать в последнем помещении исследовательского центра. «Это что за хрень?» Ну, судя по записям, это экспериментальный управляемый штурмовик АИД версия 3.17. Голос Нолда прозвучал с плохо скрываемой хитринкой. Тот специально не стал ничего заранее говорить о находке своему напарнику. Видимо, хотел посмотреть на его реакцию. «Хочешь сказать, он пилотируемый?» «Похоже на то». Дикарь с изумлением и некоторой опаской подошел к неподвижной металлической фигуре. Стальной великан под 3 метра внушал даже не столько своими размерами, сколько хищной красотой компоновки. Матово-черные бронесекции защиты, что по своей структуре и внешнему виду немного напоминали пчелиные соты, укрывали угловатый корпус с головы до пят. Под бронещитками на мощных трехпалых нижних конечностях и длинных руках угадывались элементы гидравлики или пневматики и сервоприводы, приводящие тушу штурмовика в движение. Треугольный оптический визор, венчавший плечи гиганта, смахивал на голову какого-нибудь богомола. На плечах закреплены ракетные турели, на спине короб питания для них. Выглядела поджарая стальная конструкция так, словно готова вот-вот стремительно броситься в самую гущу боя. Вообще, силуэт этого устройства напоминал не то какое-то хищное насекомое, не то ксеноморфа-инопланетянина, какими их зачастую изображают в фантастических фильмах. Дикарь с выражением искреннего изумления и восторга обошел необычную находку по кругу. «Ты знаешь, а я хочу на этом прокатиться. Он вообще в рабочем состоянии?» Нолд некоторое время тянул с ответом, а потом проговорил. «Сейчас глянем. Думаю, в текущей ситуации это может быть немного полезным». Бронепластина на груди Аида с жужжанием выдвинулась вперед и разошлась пополам угловатой гребенкой, словно молния на одежде, открыв взгляду внутренности штурмовика. Дикарь с некоторыми сомнениями поглядел на место оператора. Одна лишь мысль о том, что он окажется заперт внутри стальной махины, вызывала приступ клаустрофобии. Но, переборов собственную слабость, он начал втискиваться внутрь. Как только ему это удалось, механизмы внутри боевой машины пришли в движение. Металлический каркас плотно обхватил его руки и ноги. Ортопедическая спинка придвинулась, придавив грудь к специальной рамке. Грудная бронепластина, вернувшись на положенное место, окончательно запечатала внутренности штурмовика и отрезала рейдера от внешнего мира. В мгновение ока дикарь оказался зафиксирован со всех сторон, словно лягушка на лабораторном столике. Включился интерфейс, и перед дикарем зажглись несколько мониторов, демонстрирующие ему картинку с визора. Attention. Unauthorized user. Access denied. Please leave the operator's seat. Аид грубым мужским голосом не слишком-то радостно поприветствовал нового посетителя. «Ха-ха, слышишь меня? Оно на меня ругается!» Нолд лишь усмехнулся в ответ. «Погоди минутку, сейчас решим эту проблему». На мониторе открылось окно бегущей строки, прогнавшей ряд программного кода. Спустя минуту штурмовик снова ожил. «Updating validation list. Access granted. Сейчас скину тебе руководство пользователя». «Скинешь куда?» Ответа дикарь уже не услышал. Он почувствовал себя так, словно его мозг стал резиновой перчаткой, которую чья-то лапа грубо пытается натянуть на себя. Голову сжало, словно в тисках, от напряжения глаза полезли из орбит, рейдер захрипел от натуги и боли. Спустя десяток секунд такой изощренной пытки все прекратилось. Дикарь наконец смог разжать крепко стиснутые челюсти и с облегчением выдохнул. «Блин, у тебя бывает, чтобы было не больно, а? Что это вообще было?» «Извини, просто у тебя на данный момент низкий уровень конверсии при информационном переносе. Отсюда и не самые приятные ощущения.
Зато теперь ты знаешь, как управлять этой консервной банкой». «Ты что, мне сейчас что-то закачал в голову?» «А ты сам-то как думаешь?» Вместо ответа дикарь прислушался к себе и с удивлением обнаружил, что теперь он действительно знает, как управлять штурмовиком. Что бы с ним ни сделал Нолт, это сэкономило кучу времени, которое ему потребовалось бы, чтобы разобраться в устройстве АИДа. Смена языка интерфейса на русский. Демонстрация альтернативных вариантов голоса виртуального помощника. Женские варианты. АИД отозвался, причем на этот раз голос сильно отличался от изначального. «Выполняю. Вариант 2». Он начал медленное перечисление вариантов, и каждый раз голос был другим. На втором десятке дикарь сделал выбор и сказал «стоп». Этот голос поразительно напоминал голос одной из его бывших девушек, такой же мелодичный, с придыханием. Он даже на секунду поддался ностальгии, но потом вспомнил, где находится, и отбросил все лишние мысли в сторону. Что, впрочем, приподняло ему настроение и не помешало позволить себе немного поозорничать. «Виртуальный помощник, смена имени, теперь тебя зовут Настя». Штурмовик приятным голосом симпатичной девушки отозвался на приказ. «Принято. Как мне обращаться к текущему оператору?» Дикарь задумался на секунду, после чего со смехом ответил. «Называй меня хозяин». «Слушаюсь, хозяин. Все системы работают штатно. Штурмовик полностью активен и готов к эксплуатации». Ха-ха, висевший на проводе после такого небольшого спектакля, откровенно заржал. «Вот какие у тебя выходят пристрастия, дикарь. Я был о тебе иного мнения». Рейдер лишь хохотнул в ответ. Накопившийся стресс требовал выхода. «Я сам в шоке, если честно». Закончив с минуткой юмора, дикарь принялся тестировать свое приобретение. Несмотря на то, что он знал, как управлять штурмовиком, уметь это делать совершенно другое дело. Все равно, что учиться плавать по книжке. Без реального опыта толку от той информации ноль. Поэтому первые шаги АИДа, ведомого дикарем, были довольно неуклюжими. Рейдер чувствовал себя так, словно шагал на ходулях, ежесекундно рискуя с них свалиться. Через несколько секунд штурмовик потерял равновесие и рухнул вниз, снеся по пути одну из пластиковых перегородок лаборатории и разломав своим весом стол с находившимся на нем оборудованием. Чертыхнувшись, он поднялся на ноги и с удвоенной энергией принялся осваивать простейшие движения. На деле это оказалось не так уж и сложно. Просто нужно было привыкнуть к тому, что есть временной лаг между тем, как конечность дикаря делала какое-то движение, и тем, как механика и сервоприводы повторили это движение конечностью АИДа. И это, в принципе, логично. Все же машина не могла воспроизводить сигналы с такой скоростью, с какой это делала нервная система и мышечные волокна тела рейдера. Как только он уловил этот тонкий нюанс, дело пошло на лад. Вообще, несмотря на свои размеры и кажущуюся неуклюжесть, штурмовик довольно шустро передвигался и, если верить информации, что досталось дикарю от Нолда, мог даже бегать. Устройство сервоприводов ног вполне это позволяло. Тут на связь снова вышел Ха-ха. «Ну как ощущения? Разобрался?» Дикарь, задыхаясь от восторга новых ощущений, ответил ему. «Блин, тут пахнет, как в новой тачке. Нравится? Ну еще бы. И да, в управление вроде бы более или менее вник. Пока, конечно, так себе, но постепенно будет лучше, освоим на ходу, так сказать». «Отлично. Тогда я хочу, чтобы ты проверил пару мест на следующем уровне. Где-то там должен прятаться комендант бункера. У меня есть к нему несколько важных вопросов». «Принял». «И да, дикарь, не забудь вооружиться. Похоже, что вон тот здоровенный миниган на стрелковом стенде спроектирован как раз под АИДа. Проверь». «Лады. Слушай, а моя консерва вообще пройдет по коридорам бункера? В нем как-никак около 3 метров роста». «Да тут практически везде высота сервисных тоннелей и помещений выше. Разве что в лифте и между переборками придется наклоняться, там чуть меньше нужного».
Хорошо, тогда вопросов больше нет. Штурмовик, следуя указаниям оператора, снес еще пару перегородок и приблизился к стрелковому станку. Стальной манипулятор ухватил монструозное оружие, специальный зажим щелкнул, зафиксировав гатлинг на конечности Аида. Тут же на мониторе перед глазами дикаря появилась планка прицела системы наведения. Рейдер прислушался к своим внутренним ощущениям. Стая уже прикончила весь персонал на уровне и теперь жадно наполняла желудки. Дикарь все это время отсекал от себя чувства и ощущения, идущие к нему от мутантов. И сейчас, вновь в них окунувшись, он испытал годливость. Взяв эмоции под контроль, он скомандовал им завязывать с кровавой трапезой и направил зараженных к лифтовой площадке, заодно запретив им нападать на скаутов. Хеви мутантов закономерно не заинтересовали, потому что от лотерейщиков, превращенных в киборгов, пахло так же, как и от них самих. А вот внутри экзоскелета разведчиков находилось человеческое тело, и вполне логично, что этот запах возбуждал у бегунов и лотерейщиков здоровый аппетит. Поэтому рейдеру приходилось их одергивать, чтобы те не позволяли себе лишнего. Управлять такой большой стаей ему удавалось с большим трудом. Те постоянно норовили выйти из-под контроля и начать своевольничать. Похоже, мозги зараженных плохо усвоили урок, что он преподал Горбуну. Правда, самого Горбуна это не касалось. После взбучки, устроенной ему дикарем, тот стал паинькой. Видно, учить уродов нужно именно на собственной шкуре, иначе до них просто-напросто не доходит. Поскольку теперь он был упакован в громоздкого Аида, о том, чтобы провернуть второй раз номер с лифтом, не могло быть и речи. Поэтому первым рейсом на последний уровень бункера отправились как раз мутанты. Они были просто пушечным мясом. Даже если их там встретит залп охраны, который убьет какое-то количество зараженных, дикарю на это наплевать. Более того, это сыграет ему на руку, так он сможет лучше сконцентрироваться на оставшихся в живых, что пойдет на пользу координации стаи. Кроме того, внешники, похоже, сделали для себя выводы. На этот раз перед площадкой лифта никого не было. Это дало возможность без проблем десантировать на следующий уровень мутантов и киборгов, а после спуститься и самому. Но, несмотря на отсутствие сопротивления, интуиция шептала дикарю, что успокаиваться пока рано, и главные проблемы еще впереди. А своей чуйке он уже давным-давно привык доверять. Она крайне редко его подводила. И как в воду глядел. Спустя 10 минут после входа на этот уровень, когда мутанты уже рассосались по коридорам в поисках уцелевшего персонала, Нолт вышел на связь. И на этот раз от его традиционного спокойствия не осталось и следа. «Дикарь, у нас, похоже, некоторые осложнения. К тебе движутся серьезные силы противника. И если честно, я удивлен, откуда здесь столько врагов». Перед взором рейдера возникла картинка системы видеонаблюдения, на которой отряд, примерно из 30 упакованных и хорошо вооруженных штурмовиков полосатых, движется по коридорам в его сторону. По моим прикидкам, мы уже должны были уничтожить большую часть персонала и сил службы безопасности бункера. Но выходит, что я ошибался. Я пока пытаюсь понять, в чем причина и что именно я упустил из виду, а ты готовься отражать атаку. Будет жарко. Тот лишь чертыхнулся в ответ, параллельно отдавая мысленную команду мутантам на возврат к нему. Хеви и скауты, благодаря действиям Нолда, тоже сгрудились неподалеку, заняв позиции для ведения огня. Чтобы хоть немного сбросить растущее нервное напряжение, дикарь заговорил с ИИ Аида. «Настя, а скажи-ка мне, есть тут в этой железке музыка?» «Прошу прощения, хозяин, в данной модели управляемого штурмовика не предусмотрена такая опция». «Ну, хоть колонки-то тут есть?» «Разумеется, динамики внутренней связи, внешние динамики. Если желаете, я могу подключиться к информационным носителям лаборатории». «Будь любезна».
На контрольном мониторе возникла строка с мигающим курсором. «Заполните поисковую форму». Дикарь задумался на несколько секунд, после чего выдал. «Ищи композицию Beastie Boys «Саботаж». Спустя десяток секунд виртуальный помощник с явно читаемым сожалением в голосе выдала отрицательный ответ на запрос. Тут голос снова подал Нолт. «Не там ищешь, дикарь. Посмотри у себя в интерфейсе раздел «Анализ биологического информационного носителя». «Это типа у меня в голове, что ли, или как?» «Само собой, в твоей голове. Не в моей же. И поторопись, веганы будут у тебя через пару минут». После непродолжительного шаманства штуковина, установленная Нолдом ему в тело, выдала через монитор следующее сообщение. Обнаружено 68 917 музыкальных дорожек. Уточните ваш запрос. Чем заставило дикаря всерьез удивиться. Он, конечно, был меломаном со стажем, но такое количество реально шокировало. Спустя еще 30 секунд рейдер нашел, что искал. «Ха-ха, слушай, в этом бункере ведь наверняка есть система оповещения или типа того». «Уверен, что есть. К чему вопрос?» «Подключи меня к ней. Устроим нашим друзьям небольшую психологическую атаку». Когда тяжелая герметичная переборка поехала в сторону, пропуская в помещение фигуры в полосатом камуфляже, через динамики системы оповещения загремели суровые басы проигрыша трека, немало шокировав этим наступающего противника. Дикарь злорадно ухмыльнулся и нажал на электроспуск, раскручивая стволы орудийной установки в руках штурмовика. Стальная нога Аида с противным хрустом наступила на изрешеченное крупнокалиберными пулями тело внешника. Немалый вес штурмовика превратил теплый труп в мясную отбивную. Дикарь поморщился, но деваться было некуда. Куда ни плюнь, коридор был сплошь завален покойниками в полосатой форме. Все произошло молниеносно. Внешники явно не ожидали такого сопротивления, плюс грохот музыки из динамиков системы оповещения шокировал их на несколько самых важных мгновений, позволив киборгам и Аиду сосредоточенным огнем размолотить их ряды в труху. Несколько нуров и кинжальный пулеметный огонь внесли свою лепту, причем от 20-миллиметровых снарядов минигана штурмовика не спасали никакие укрытия. Они даже бетонные углы пробивали насквозь. Сломив первое сопротивление, дикарь бросил в атаку стаю, и она прикончила тех, кому повезло выжить. К такому повороту событий веганы тоже оказались абсолютно не готовы. Как результат, 3 десятка подготовленных боевиков в мгновение ока превратились в растерзанные пулями и клыками зараженных трупы, что лежат на полу в лужах крови и медленно остывают до комнатной температуры. Но радоваться успеху еще рано. Дикарь чувствовал, что это только начало. Тут на связь вновь вышел Нолт, тон его голоса заботливо подтвердил самые худшие догадки рейдера. «Дикарь, мы крепко встряли, вот полюбуйся». В зрительный нерв его левого глаза пришел сигнал, демонстрирующий картинку с камеры наблюдения. И в этот раз это не был привычный вид с камеры системы видеонаблюдения. Сейчас картинка транслировалась с чего-то висящего в воздухе и медленно смещающегося в пространстве. Похоже, этим чем-то был микроскопический дрон Нолда, которых дикарю довелось увидеть в самом начале их знакомства. В следующую секунду рейдеру стало наплевать, с чего именно транслировалась картинка. «Это то, что я думаю?» Через железобетонно спокойный тон наемника отчетливо проскользнуло раздражение. К тому же он впервые позволил себе выругаться. Прежде Нолт высказывался исключительно цензурной лексикой и высокопарным слогом. «Я без понятия, что ты там себе думаешь, но это хренов межпространственный пробой. И моя цель только что в него нырнула, а это значит, что я не смогу выполнить свой заказ». «Да черт с ним, с твоим заказом. Нас тут сейчас с землей сравняют.
Ты только полюбуйся на это дерьмо. Из разрыва в ткани пространства, демонстрирующего сияющую сиренево-голубым светом изнанку, начала парами вываливаться новая партия тяжело вооруженных бойцов, несущих на руках средства усиления. И часть их коллег тут же начала осваивать под оборону зал с портальной установкой. Теперь понятно, откуда в бункер поступают подкрепления. Паршивый расклад. Черт, ха-ха, ты каким местом умудрился проморгать этот портал? Это же не спичка и не иголка. Это огроменная площадь с громоздким оборудованием. Портальный зал полностью изолирован от сети общей системы безопасности и управлялся, похоже, напрямую из командного центра. Поэтому-то я его и не обнаружил. К тому же, если помнишь, я в самом начале нашего общения сообщил, что не смог попасть в некоторые помещения бункера. Портальная была в их числе. Дикарю нечего было возразить на это. Наемник и впрямь такое говорил. Да и не так уж важно, на самом деле, как и почему Нолт проворонил наличие межпространственного пробоя в бункере. Гораздо важнее, что им теперь с этим делать. Похоже, на той стороне у полосатых хватает ресурсов, чтобы тупо закидать их шапками. Рано или поздно враги возьмут их количеством и растопчут, лишь вопрос времени, когда это произойдет. Черт, ладно, есть идеи. На той стороне что-то загремело металлом. Похоже, Нолт покинул пост СБ и куда-то двигался. Тебе придется держать оборону, пока я пытаюсь с этим разобраться. Для начала мне нужно проникнуть в командный центр. Все дальнейшие планы только после этого. Продержишься минут 10. Рейдер медленно выдохнул, выпустив воздух сквозь сжатые зубы. Поднимавшаяся внутри паника медленно пошла на спад. Через пару секунд он вновь стал способен рационально мыслить и действовать. «Положись на меня, сделаю, что смогу. Постарайся не затягивать. Уже несусь на всех парах». Пока у него было немного времени, дикарь покинул нутро штурмовика и заминировал подходы и укрытия на подступах. Пришлось подозвать своего носильщика, одного из рядовых бегунов, освобожденных им из клеток. Рейдер эксплуатировал его не по прямому назначению, а повесил на него свой рюкзак и оружие. Место внутри Аида было ограничено, и дикарь вышел из затруднительной ситуации таким оригинальным способом. Он держал этого мутанта позади всей веселухи, чтобы носильщик случайно не подставился под пулю и не пролюбил все пожитки рейдера, нажитые непосильным трудом. В ход пошли все снятые им на входе в вентиляционную шахту мины и экспериментальные гранаты, которые превратились в разнообразные ловушки и растяжки. К примеру, одна из кислотных гранат отлично пристроилась в створе гермозатвора. Он втиснул гранату с выдернутой чекой в щель между изолирующим материалом дверного проема и самой створки. Как только герма отъедет в сторону, граната упадет на пол, спусковой рычаг освободится и произойдет подрыв. Мины пошли на растяжки, а оставшиеся гранаты он раздал бегунам. Мозгов у них немного, но дернуть за чеку и швырнуть под ноги врагам он вполне может их заставить. Дальше наступил форменный ад. Веганы пошли на приступ многократно превосходящими силами. В то же время у скаутов и хеви уровень боеприпасов и заряда аккумуляторов вышел на критические значения. Еще немного, и они превратятся в бесполезные куски плоти и металла. В перестрелке от стаи было мало толку, и дикарь приказал мутантам попрятаться по углам и выжидать удобного момента для контратаки или броска гранаты. В итоге основная нагрузка легла на его плечи, благо Аид на коротке во встречном бою раскрывал весь свой разрушительный потенциал. Когда после взрыва кислотной гранаты у открывшейся переборки раздались дикие вопли плавящихся живьем людей, дикарь обработал силуэты врагов, едва видимые сквозь облако кислотной взвеси, очередью из минигана. Крупнокалиберные снаряды разрывали врагов на ошметки.
Передние ряды отряда полегли, словно трава во время бури. Но против него работали настоящие профи. Они мгновенно сориентировались в ситуации. Тут же в ответ из-за угла в его сторону полетели гранатометные выстрелы, а по толстой броне Аида градом застучали пули. Дикарь рывком ушел в укрытие, спрятавшись за поворотом тоннеля. Пули, выпущенные из отбойника, вполне могли найти слабину даже в защите штурмовика и повредить один из его узлов, а то и добраться до самого оператора. Следом противник подтянул на позицию самоходную турель. Дрон на гусеницах, которого венчала бронированная башенка с торчащим из ее недр стволом крупнокалиберного пулемета, превратил обороняемый дикарем и его воинством тоннель бункера в смертельно опасное пространство. Пули клевали бетон стен, с визгом разлетались рикошетами во все стороны. Попадание одной из них продырявило системы коммуникации, из пробитой трубы брызнула белесая струя пара или газа охладителя. Дикарь начал пятиться назад, имитируя отступление. Внешники, явно желая перехватить инициативу, наоборот, начали наступать вперед, прикрываясь стрелявшим на расплав ствола турельным дроном. А потом в коридоре рванула серия взрывов. Самоходка зацепила растяжку мины, приведя в действие всю цепь минирования. Коридор крепко тряхнуло, с потолка посыпалась штукатурка. Сквозь дым и сполохи огня до него доносились вопли раненых. Пользуясь резко ухудшившейся видимостью, дикарь дал команду нескольким бегунам броситься в смертоубийственную атаку. Большинство спидеров погибло, не добежав до цели, под шквальным ответным огнем, поломанными окровавленными куклами, завалившись на пол. Но парочка сумела достичь позиций, потрепанных взрывом веганов. Слабые зараженные подчинялись его дару контроля безоговорочно. Он полностью выключал им инстинкт самосохранения. В следующую секунду новая череда взрывов накрыла тоннель цепочкой. Даже сидя под броней, дикарь почувствовал, как в коридоре бункера словно вздохнул неведомый гигант. Термобарическая смесь накрыла огромное пространство. После вспышки она молниеносно выжгла большую часть воздуха в нем. Резко упавшее давление в точке взрыва спровоцировало не менее резкий приток воздуха из других помещений. По тоннелю словно прошелся порыв штормового ветра. Из-за немилосердного перепада давления заломило в висках, уши заложило ватой. Если уж ему тут, в десятках метров от взрыва, так нехорошо. Сложно представить всю гамму негативных впечатлений, что ощутили на своей шкуре наступающие. Всякая стрельба утихла, за исключением разве что дрона. Тому взрывы не нанесли большого урона, он продолжал вести огонь. Наведя перекрестие прицела на изрыгающую пламя и пули неуклюжую железяку, дикарь нажал на спуск. Его миниган издал неописуемый звук, словно синхронно заработали множество отбойных молотков. Очередь прошлась по дрону, выбивая из него искры, куски пластика и металла, моментально превратив в кучу железного хлама. Увидев, что пули достигли цели, дикарь направил штурмовика прямо в ряды деморализованных, раненых и обожженных врагов. Подхватил разбитого дрона за ствол пулемета левым манипулятором и принялся размахивать им, как стальной дубиной, размазывая внешников в мясной фарш. Кое-кто пытался отстреливаться, но когда по команде рейдера за ним рванули укрывавшиеся до поры до времени лотерейщики, исход этой схватки был предрешен. Всякое сопротивление было тут же подавлено. Наблюдая за тем, как горбун оторвал ногу дико орущему вражескому солдату, дикарь прекратил это избиение младенцев и вызвал по внутренней связи Нолда. «Ха-ха, скажи, что у тебя есть хорошие новости. Я пока вытягиваю, но тут становится довольно грустно». Судя по запаленному дыханию Нолда, тот устроил себе экстремально быструю пробежку. «Я почти на месте, держись». Ответить не успел. Новая партия врагов, подоспевшая со стороны портального зала, открыла огонь по нему и его мутантам,
выведя из строя сразу 3 лотерейщиков. Прикрываясь от попаданий бронебойных пуль левым манипулятором, который по-прежнему сжимал ствол покореженного дрона, дикарь сделал залп из ракетной турели, накрыв позиции врага цепочкой взрывов. Тут же услужливо подала голос Настя. «Перезарядка ракетной турели. 10 секунд». Зашелестел на спине механизм, подающий ракеты из короба на пилон. Он сделал про себя пометку на будущее о длительности перезарядки. Сам же дал команду ФАС уцелевшим зараженным, отправив их добивать новую партию раненых. Дикарь направил Аида вперед, оставив уцелевших членов стаи заниматься своей грязной работой. Ему нельзя терять импульс. Нужно давить врагов, не давая им расслабиться ни на секунду. Стоит дать им передышку, и он пропал. «Дикарь, я на месте. Мне нужно еще немного времени. И еще, у них тоже есть штурмовик. Так, поправка. 3 штурмовика. Модель попроще, правда, чем твоя. У тебя 2-3 минуты». «Да твою мать! Сколько можно?» Мысли в голове заметались лихорадочно, как потревоженные осы. Но рейдер усилием воли подавил в себе растущую волну паники и глубоко вдохнул. «Так, Настя, новый трек. Джонни Кэш, Расти Кейдж. Ха-ха, тащи сюда всех оставшихся в строю киборгов. Шутки кончились. Сейчас либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Из динамиков полился сочный баритон короля американского кантри, грозящего разломать свою ржавую клетку. Дикарь под эти обещания приготовился принять последний и решительный. Хэви по правую и левую руку от Аида приняли осадное положение, изготовившись к стрельбе. За железными черепахами присели скауты. Судя по данным нолдовского коммуникатора, их батареи добивали последние проценты заряда. Еще 5-10 минут, и он останется 1 на 1 с противником. Время экономии осталось позади. Дикарь подошел к переборке, ведущей в одно из подсобных помещений, и с визгом и скрипом вырвал металлическую створку дверей. Аид взял ее на изготовку, словно рыцарь-щит, и замер, а его оператор про себя отсчитывал глухие удары собственного сердца и до боли в глазах всматривался в темный, обугленный от взрывов ракет проем тоннеля, откуда вот-вот должны были появиться враги. Первыми, как ни странно, противника засекли Хэви. Правый закованный в броню и экзоскелет лотерейщик глухо заурчал, припав рылом к земле и зарокотал пулеметной турелью. Но длилось это недолго, всего несколько секунд, потому что по его броне со звоном металла и шлепками по плоти пробарабанила ответная очередь. По импровизированному щиту дикаря хлестнули осколки и кровь киборга, моментально превращенного в мешанину из железа и плоти. Все это он успел отметить про себя лишь краем сознания, разом отстреливая все имевшиеся у него на пилоне нуры, отправляя их один за другим в темный зев тоннеля. Вспышки взрывов разметали фигурки солдат, непредусмотрительно сгрудившихся вокруг тройки штурмовиков. Зафиксировав перекрестие прицела на том месте, где он успел заметить массивные стальные фигуры, дикарь утопил гашетку. Пламя от взрыва уже опало, поэтому он прекрасно видел, как снаряды, выпущенные его трехствольным монстром на сверхзвуковых скоростях, в темноте, царившей в глубине технического коридора, выбивают красочные снопы искр и раскаленных осколков из брони его железных врагов. А значит, он попал как минимум в одного штурмовика. Додумать мысль ему не дал стремительный росчерк ракеты, вылетевшей из глубины подземной галереи. Все, что успел сделать дикарь перед взрывом, сгруппироваться за створкой, прикрывшись ею от взрыва. В следующий момент мир раскололся на части. Корпус штурмовика заскрипел под действием взрывной волны, стремящейся разорвать боевую машину на мелкие кусочки. Дикарь сквозь контузию почувствовал секундный полет, прежде чем Аид с лязгом обрушился на бетонный пол. Критические повреждения конструкции, отказ левого манипулятора,
Сбой оптической системы. Отказ системы наведения. Серьезные нарушения целостности брони. Перебарывая гул в голове, рейдер сплюнул кровь, набравшуюся в рот из прокушенного языка, и перевел взгляд на треснувший монитор АИДа. Большая часть камер визора вышла из строя. Дикарь наполовину ослеп. Кумулятивная струя от взрыва ракеты расколола плиту переборки надвое, оторвала стальной манипулятор, ее державший, и швырнула стального гиганта на пол. Перебарывая слабость, он попытался встать, видя, как сквозь клубы густого дыма, витавшего в подземной зале после взрыва мощного противотанкового боеприпаса, проступил силуэт штурмовика противника. На пилоне его ракетной турели он отчетливо разглядел еще один тупоносый птур, который через секунду должен был прикончить сбитого с ног Аида. Дикарь нажал на гашетку Гатлинга, но тот, похоже, тоже вышел из строя после близкого взрыва. От собственного бессилия он сжал челюсти с такой силой, что начала крошиться эмаль и захрустели связки. Рейдер выдохнул в ожидании пуска вражеской ракеты, что поставит точку в этом нескончаемом дне. Но, как видно, у судьбы на него были несколько иные планы. Довести свое грязное дело до конца вражескому штурмовику она не дала. В сумраке подземелья, освещаемого лишь вспышками коротящей проводки, всполохами языков пламени, оставшихся на полу пятнами после взрыва, да редкими уцелевшими лампами, мелькнул корявый урчащий силуэт. Распластавшись в нереально длинном прыжке, темная тень, словно сгусток самой темноты, приземлилась на загривок вражеского управляемого робота. Гипертрофированные конечности вцепились в турель и оптический модуль мертвой хваткой и со скрипом и хрустом принялись вырывать их из мест креплений. Вражеский штурмовик позабыл о своей цели, крутясь волчком и всеми силами стараясь ухватить вредителя, учинившего беспредел. «Горбун, чтоб тебя!» Обезумевший мутант, злобно урча, с грохотом колотил кулачищами по стальной махине, сминая и плюща еще важные и нужные узлы в неопрятную мешанину из пластика, композитной брони и проводки. Вот только долго буйствовать ему не позволили. В дальнем коридоре вспух огненный цветок дульного выхлопа пулемета, очередь прошила настырного зараженного на вылет, швырнув его, измененное мутациями, и враз ослабевшее тело на пол. Но подаренных его жертвой мгновений хватило дикарю, чтобы, яростно ругаясь, поднять на ноги махину Аида и сократить дистанцию с покореженным вражеским штурмовиком. Разогнавшись, матово-черная стальная туша с грохотом врезалась в управляемую боевую машину внешников и, обняв ее, словно самую дорогую и ценную вещь на свете, принялась толкать противника к последнему уцелевшему вражескому штурмовику, используя его словно щит. Сервоприводы ног Аида истерично визжали и скрипели, работая за пределом своих возможностей. По корпусу вражеской машины забарабанили пули, оборвав вопли и ругань ослепшего и потерявшего управление вражеского пилота. «Давай, малыш, давай, еще чуть-чуть, давай!» Одна из пуль изуродовала визор Аида, окончательно погасив операторские мониторы и лишив дикаря возможности хоть как-то ориентироваться в происходящем. Следом вторая пуля прошила грудную пластину его штурмовика, прошла в притирку с боком рейдера, опалив его словно огнем, и застряла в механизмах спины штурмовика, явно что-то там сломав. Из-за этого его привод завизжал так, что заныли зубы. Внутри машины что-то нехорошо заскрежетало и захрипело. Но все это уже не имело значения. Аид и удерживаемая им обмякшая стальная туша с грохотом и лязгом врезались в последний уцелевший штурмовик внешников. Больше интуитивно, чем от здравого осмысления, дикарь разжал объятия, задрал ногу и с силой опустил ее вниз, впечатывая в лежащую прямо перед ним кучу малу. Стальная конечность с гулом сминаемого металла вонзилась в спину одной из вражеских боевых машин, калеча и плюща его конструкцию, словно гидравлический пресс.
Нижняя конечность Аида от запредельной нагрузки и полученных повреждений страдальчески хрустнула и подломилась. Он завалился на бок поверх своих противников. Выход оператора, виртуальному помощнику, перенос собственного кода на информационные носители базы. Выполняю. Гребенка грудной пластины с хрипом и скрежетом разошлась в стороны. Поврежденные и изувеченные механизмы на силу справились со своей задачей. Дикарь выкатился из внутренности павшего Аида наружу. Последний штурмовик еще подавал признаки активности. Оператор внутри него пытался поднять машину на ноги, но вес двух тяжеловесных махин, навалившихся сверху, и повреждения, полученные от столкновения, не давали ему этого сделать. «Да сдохни ты уже, мразь!» Дикарь превратил правую руку в клинок, покрыв ее кинетическим полем своего дара, и, безошибочно угадав место стыка в грудной пластине, вбил туда руку, под визг и хрип железа, погрузив ее внутрь по локоть. Атака достигла своей цели. Рука-меч пронзила грудь оператора, осмысленные действия штурмовика превратились в хаотические подергивания. Дождавшись сигнала системы об успешном переносе файлов, рейдер вынул из-под сумка одну из последних Эми-гранат, рывком сорвал с нее чеку и сунул круглый ребристый корпус внутрь проделанной его рукой рваной дыры, после чего направился назад. За его спиной громыхнуло, полыхнула голубоватая вспышка, окончательно превращая передовые боевые машины в кучу бесполезного хлама. Рана в боку горела огнем, но прихрамывающий дикарь старался не обращать на стреляющую боль внимания. Его форсированная регенерация справится с этим самостоятельно. У него сейчас есть дело поважнее. Горбун, мелко подрагивая всем телом, слабо шевелился лежа на полу. Из рваных дыр на его некогда сильном и выносливом теле, оставленных попаданиями крупнокалиберных пуль, толчками выливалась темная кровь. В слабом освещении подземелья она казалась почти черной. Почуяв приближение дикаря, горбун слабенько заурчал и потянулся к нему всем своим израненным телом. Тот тяжело вздохнул и опустился рядом с ним на колени, положив ладонь на уродливую голову мутанта. «Ну все, все. Ты хорошо поработал, братец. Ты молодец. Можешь отдохнуть теперь немного. But I'm gonna break. I'm gonna break my. Gonna break my rusty cage. And run». Из уцелевших динамиков старина Джонни допел финальный куплет. Дикарь, грустно улыбнувшись, отметил про себя, что припев пришелся как нельзя кстати к ситуации. Наверняка исполнитель и в страшном сне не мог себе представить, что его песня станет эпитафией смерти людоеда. Лотерейщик, которому уже не суждено было стать топтуном, вновь слабо заурчал, подставляя широкий шершавый лоб под ладонь рейдера. Но окончательно теряя силы, он уронил голову на пол, с содроганием вытянулся всем телом и заскреб когтями по бетону. Спустя минуту агония прекратилась, жизнь окончательно покинула мутанта. Дикарь еще некоторое время молча сидел рядом с ним, до рези и цветных кругов в глазах, сжимая веки. На поверку уродливый каннибал оказался честнее и преданнее большинства людей. Приняв главенство дикаря над собой, он оставался верен ему до самого конца, без колебаний пожертвовав своей жизнью ради старшего, попавшего в беду. Он бросился на вражеского штурмовика по собственному решению, следуя своему таинственному кодексу чести, отбросив страх и сомнения, словно верный пес. Рейдер еще некоторое время стоял на коленях рядом с мертвым мутантом, отдавая дань его самоотверженности, после чего поднялся на ноги и призвал к себе носильщика. Тот, похоже, остался одним из последних выживших зараженных. Дождавшись, когда слегка посеченный осколками и контуженный спидер доковыляет до него, дикарь забрал у него рюкзак и свое оружие. «2Х, ты тут? Добрался уже или как?» «Да, я как раз на месте. Ты в порядке?»
Как видишь, иду в портальную залу. Давай уже закончим это дело к чертям собачьим. Я смертельно устал и хочу есть. Техник Внешников умирал. Неудивительно, бегун распорол ему живот, из страшной раны, привалившегося к стене в полулежащем положении снеговика, прямо на пол вывалился целый ворох сизых кишок. Раненый, явно находившийся в глубоком шоке, вялыми движениями пытался запихнуть внутренности обратно, мелко трясясь от страшной боли. По его заострившемуся лицу под пластиковым обзорным стеклом капюшона защитного комбеза градом лились крупные капли пота. «Что вы за люди такие? Монстры!» И снова дикарь уловил в речах внешника прибалтийский акцент. Странно. «Не гунди, святоша. Выкладывай лучше, куда все ваши подевались, иначе так и умрешь в мучениях, как пес шелудивый». По искаженному лицу раненого было предельно ясно, насколько сильна его боль. Рейдер за сегодняшний день уже пресытился смертью и страданиями. Его психика, чтобы защититься в этой мясорубке, замкнулась, почти не реагируя на смерти и мучения врагов. Но даже так, лишний раз терзать техника ему абсолютно не хотелось. Но внешник решил по-своему. «Мы все здесь умрем. Вы чуть позже, но ненадолго». Бледные обескровленные губы исказила кривая полубезумная улыбка. Потом снеговик закашлялся, залив кровью обзорное стекло комбинезона и уронил голову на грудь. «2Х, слышишь меня? О чем этот покойник толковал? И где вообще солдаты? Они передумали нас убивать?» Нолт вышел на связь мгновенно, словно только и ждал вызова. «Все плохо, дикарь. По-настоящему дерьмово. Мы серьезно вляпались. Эти ублюдки, перед тем, как свалить, запустили цикл срыва фокусирующей линзы межпространственного пробоя. Сам посмотри, ты же там неподалеку стоишь». Дикарь перевел взгляд с покойника на сиренево-голубоватую воронку портала. Она и вправду начала время от времени мерцать, испуская звуковые и световые импульсы через непродолжительные промежутки времени. «Я небольшой специалист по порталам между мирами. Откуда мне знать, что так быть не должно?» «Нет, они нарушили стабильность его работы, если кратко. И дестабилизация нарастает, поэтому подкреплений с той стороны больше не будет». Дикарь почесал лоб, сдвинул шлем на затылок. «Ну, это же хорошо, да?» «Что в этом хорошего?» «Для начала меня больше никто не пытается пристрелить. Уже неплохо, как по мне». Нолт раздраженно вздохнул. Он явно параллельно делал что-то еще, поэтому ответы звучали отстраненно, словно он наблюдал за беседой со стороны, а не являлся ее прямым участником. «Прости, забыл, что взял к себе в напарники пятикантропа». «Эй, это вообще-то довольно грубо». «Зато правда. Им больше не нужно отбивать обратно этот бункер. Да они и не планировали это делать с самого начала. Эта операция была обычным отвлечением нашего внимания и затягиванием времени». Дикарь нахмурился, предчувствуя приближение плохих новостей. «И чем это нам грозит?» «Наконец-то ты включил голову. Межпространственный пробой – это тебе не сказочная дверь в Нарнию. Представь себе натянутую струну. Что будет, если за нее слишком сильно дернуть?» «Лопнет, само собой». «Вот именно. И заодно, как следует, хлестнет по рукам дурака, который дергал. Для прокола пространства-времени требуется колоссальное количество энергии, и еще больше на то, чтобы удерживать ее в стабильном состоянии. Стоило догадаться о наличии тут портала, как только я увидел мощность местного реактора. Не нужен для обычного бункера реактор на 500 с лишним мегаватт. Одним словом, там, в изнанке пространства, накоплено невообразимое количество энергии. И когда произойдет срыв фокуса, вся эта энергия, как воздух из лопнувшего шарика, хлынет сюда. Рванет? Рванет, и еще как. Килотонн на 30-40, если в вашей системе исчисления измерять.
На месте этого бункера скоро будет воронка километрового диаметра. Дикарь похолодел, ощутив, как покрылась липким потом спина. Как скоро? По моим расчетам, окончательная деструктуризация портала наступит ориентировочно через 9 минут. Рейдер даже подпрыгнул на месте от таких новостей. «Так и какого хрена мы тут с тобой стоим и время впустую тратим?» «Это ты стоишь, а я делом занят. Но твою же мать, это ведь совершенно не мой профиль. Говорили мне старшие, иди на линейно-волновое направление. Так ведь нет, мне приспичило выбрать кафедру физики частиц. Кусок придурка». «Так ты справишься или нет?» «Не мешай мне, лучше зайди в пультовую. Мне сейчас будут нужны твои руки». Дикарь хотел спросить, что конкретно он имел в виду, но вовремя прикусил язык. Предельно злой и раздраженный Нолт явно не обрадуется новым вопросам. Между тем пульсация портала заметно нарастила обороты. Амплитуда всплесков уменьшилась, в портальной запахло озоном, как во время летней грозы. Волны энергии, спускаемые пробоем, покалывали кожу. Дикарь ощутил, как статическое электричество трещит в волосах. Сомнения в словах Нолда отпали сами собой. Он быстрым шагом, стараясь держаться подальше от портала, направился в пультовую комнату. Небольшое изолированное пространство, забитое разнообразной аппаратурой, датчиками, осциллографами, мониторами с непонятными графиками и столбцами данных, прилепилось к стене подземной залы. Приборы как с ума посходили, графики на мониторах скакали, как кардиограмма у человека с серьезной аритмией. «Так, положи руки на клавиатуру, расслабься и не шевели пальцами. Я сейчас дам запрос на удаленный доступ миостимуляции конечностей, подтверди его». В левом глазу появилось окно угрожающего оранжевого цвета с крупной надписью «Разрешить удаленный доступ к нейронной системе рук». Дикарь подтвердил его и в следующую же секунду почувствовал, как мышцы кистей и пальцев покалывает тысячи микроскопических иголочек, как бывает, если отсидеть ногу. Потом мышцы, отвечающие за сокращение пальцев, начали самопроизвольно дергаться и сокращаться, словно у него начались судороги. Перебарывая неприятные ощущения, рейдер старался не шевелиться. В следующую секунду он почувствовал, как над его руками взяли управление. Кисти сами по себе сложили пальцы в замок и звонко хрустнули суставами, после чего сделали несколько волнообразных разминочных движений. Миг, и руки стремительно запорхали над клавиатурой основного управляющего компьютера пультовой. На мониторе перед его глазами открывались десятки системных окон, индикаторов загрузки и разархивации файлов, консоли с бегущей строкой программного кода мелькали перед его взором с такой бешеной скоростью, что он даже не успевал прочесть содержимое. Дикарь завороженно наблюдал за этим действом, словно загипнотизированный, позабыв о том, что им угрожает смертельная опасность. Он смог оторваться лишь когда на мониторе появилась строка аутентификации с вводом 12-значного пароля. Ниже таймер, отсчитывающий 8,5 минут, и надпись «Время до десинхронизации». А рядом второй таймер поменьше, и на нем счетчик на 15 минут. И поясняющая надпись под ним «Криптологический взлом». В себя его привел раздраженный голос наемника Нолдов, который, казалось, заледенел до температуры абсолютного нуля. «Зараза! Все, финиш, приплыли!» До дикаря заторможенно, как во сне, дошли слова ха-ха. «В каком смысле финиш?» «Сам не видишь, что ли? Доступ к управлению протоколом зашифрован 12-значным паролем». «И? Ты же, мать его, грёбаный Нолд, взломай его!» «Я и взламываю, но у него высокий уровень криптоустойчивости, требуется время. И это время больше, чем то, что осталось до полной дестабилизации пробоя». «И что теперь?» Дикарь, как болванчик, задавал бессмысленные вопросы, его мозг отказывался принимать реальность. «А все, сидим и любуемся фейерверком из первых рядов».
Так чего мы на месте топчемся тогда? Валить отсюда надо и как можно скорее. Нолт тяжело вздохнул в ответ. Дружище, ты чем меня слушал? Задницей? Я же сказал, взрыв будет покруче, чем в этой вашей Хиросиме. Как думаешь, далеко ты успеешь убежать за 8 минут? Да ты даже до входного шлюза не успеешь подняться. А если в портал махнуть, вариант очутиться в родном мире веганов сильно так себе, но это лучше, чем тупо сдохнуть. Нас расщепит на атомы при переносе. Забудь. К тому же, даже будь такая возможность, наше с тобой там появление обречет тот мир на очень быстрое вымирание. Ты готов на это пойти? Из-за паразита Стикса? Черт, и вправду не подумал об этом. Типа, все, конец, мы оба умрем? Похоже на то. Вот дерьмо, не думал, что произойдет так. Хотя с моей профессией глупо надеяться на пенсию и спокойную старость рядом с горящим камином. Наемник ядовито хмыкнул и замолк. Говорить вдруг стало не о чем. Дикарь продолжал тупо пялиться в монитор консоли оператора, на котором бесстрастный хронометр вел отсчет до момента его смерти. Все его естество бунтовало против мысли о собственной гибели, но направить бурлящую энергию было не на кого. Он умрет не от пули Мура или Внешника, и не от клыков зараженных. Его убьет энергия, безжалостная, как сама смерть. «У тебя дети есть?» Нолт удивился, это стало понятно даже через рацию, но все же он ответил. «Нет, на клонов наложен мораторий по размножению. Как только корпорация получит сигналы о гибели этого тела, меня снова клонируют». Он горько усмехнулся. «В каком-то смысле я даже не вполне умру, просто это буду уже не совсем я». «Чувак, это звучит максимально печально». «Согласен. А почему вас клонируют?» «Из-за иммунитета. Мой генетический отец им обладал при жизни. Вот эту его особенность наши умники используют, создавая таких, как я. Даже несмотря на все научно-технические достижения нашей цивилизации, секрет идеального симбиоза с эмиттером остается для нас загадкой». «Выходит, ты не так уж сильно отличаешься от остальных жителей Улья?» Ну, если опустить способ появления на свет и мой искусственно скорректированный геном, то да. Вот это чума. Кто бы услышал, не поверил бы ни в жизнь. И все же, неужто тебе никогда не хотелось, чтобы у тебя были дети? Нормальные, биологические, а не какие-то там клоны. Хаха на некоторое время задумался и лишь потом дал ответ. У меня есть обрывочные воспоминания изначального носителя моего генетического кода. У него был собственный ребенок, рожденный естественным способом. Девочка. И... да, наверное, хотел бы. Загадочный Нолт, весь штурм бункера, оказавшийся дикарю больше похожим на робота, чем на живого человека, неожиданно приоткрыл завесу тайны, окутывающую его со всех сторон, словно толстое ватное одеяло, явив свое настоящее человеческое лицо. И несмотря на явно неподходящее время, рейдер не мог этому не улыбнуться. «У меня тоже детей никогда не было». «Почему?» Дикарь автоматически пожал плечами в ответ, словно собеседник мог его видеть. «Не знаю, как-то не срослось. Вроде женщин было много, среди них даже несколько таких, с которыми стоило попытаться. Но я, дурак, не стал. Хотя мне всегда хотелось, чтобы у меня сын был. Знаешь, на рыбалку его возить, учить всяким мужским штукам. Черт, да у меня, в отличие от тебя, даже клона не будет». «Ну, матрица тебя регулярно копирует в миры Стикса. Хотя ты прав, это же просто копии. Геном у них свой собственный, к тебе никакого отношения они не имеют». «Вот и я о том же». Дикарь до хруста стиснул кулаки, впившись крепкими ногтями в кожу. «Вот ведь черт, как подыхать-то неохота.
Это инстинктивная реакция организма. Страх смерти естественен для любого живого существа. Мне тоже страшно, Но тут рейдер его грубо перебил. В его мозг закралась мысль, которую он еще не осознал полностью, лишь ухватив ее за самый краешек. «Слушай, погоди. А пароль этот? Сколько ты сказал там символов?» 20. А раскладка? Раскладка на каком языке? На общем наречии, в смысле, на английском, если по-вашему. Верни мне контроль над руками. Зачем? Ты от меня тупостью, что ли, заразился? Просто сделай. Амплитуда колебаний портала все сокращалась. Сейчас волны, испускаемые светящейся воронкой, уже делали больно на физическом уровне, отзываясь в костях и мышцах неприятными болезненными спазмами. Дикарь нерешительно пошевелил пальцами над клавиатурой, ощутив, что снова может двигать ими по собственному желанию, после чего начал вводить в окно для ввода пароля цифры и буквы. Его пальцы печатали далеко не так быстро и стремительно, как это удавалось Нолду, к тому же он страшно боялся допустить опечатку. А еще ему на мозги давил беспристрастный таймер, который отсчитывал последние 5 минут до взрыва. 91, 87, 103, 98, Red, 93, Yellow. Код намертво отпечатался в его мозгу, ошибиться было сложно. Когда набор был закончен, указательный палец нерешительно завис над клавишей Enter. «Слушай, я без понятия, тот это код или нет. В любом случае попытка не пытка, верно? Но если это оно, давай ты у меня не будешь спрашивать, откуда я его знаю, ок? У меня нет вразумительного ответа на этот вопрос». «Да жми ты уже!» Голос Нолда, еще секунду назад абсолютно спокойный, сейчас срывался от волнения. Дикарь нажал на кнопку ввода. За секунду, пока система обрабатывала данные, в его голове пролетело 1000 мыслей. Когда компьютер выдал положительный ответ и дал сигнал, что блокировка снята, у него просто не нашлось слов, чтобы этот факт как-то прокомментировать. Он просто выдал непередаваемый горловой звук. «Что? Как? Так, стоп, плевать, на это нет времени. Верни мне свои руки». Дикарь снова потерял управление над верхними конечностями и полубезумным взглядом просто наблюдал за действиями клонированного наемника. В голове мельтешил целый хоровод невменяемых мыслей. Вот ведь грёбаный холод, мудрила недоделанный. Не мог прямым текстом сказать, что это код для отключения долбанного портала внешников. К чему было городить весь этот лес с доставкой сообщения в Озерск? Нолд, между тем, отменил взлом уже ненужного им пароля и вывел на монитор окно утилиты, отвечавшее за взаимодействие с ядерным реактором. Так, нам потребуется максимум, на который способна эта малышка. Держись, по дороге будет трясти. Значение текущего потребления энергии было выставлено на 30%. Нолд выкрутил его на 95%. Шкала, словно зеленая гусеница, медленно поползла вверх. Спустя 10 секунд дикарь уловил, как от раскрутившейся турбины парогенератора реактора, находившегося на уровень выше, начали едва уловимо вибрировать бетонный потолок и стены. Интенсивнее заработали агрегаты портальной установки. Резко подскочившее напряжение заставляло их неистово гудеть и потрескивать. Мерцание портальной воронки тоже значительно ускорилось. Рейдер чувствовал, как статика кусает его кожу, как болезненно сжимаются внутренности при каждом всплеске. Его руки, управляемые Нолдом, продолжали порхать над клавиатурой. Тот постоянно корректировал поток данных, считываемых оборудованием с портальной установки. Текущая нагрузка на ядерный реактор подросла до 65%. Черт, времени осталось мало. Надеюсь, я успею раскрутить реактор до нужного значения.
«Давай, рухлядь, покажи мне, на что ты способна!» Словно услышав его мольбы, отозвалась система оповещения бункера. Неживой механический голос начал вещать из динамиков, вмонтированных в бетонные стены. «Внимание! Критическая нагрузка на реактор. Всему персоналу соблюдать осторожность. Внимание!» «Заткнись!» Наемник одним движением отключил текущее оповещение и вернулся к мониторингу потока данных, идущих от межпространственного пробоя. Дикарь, перекрикивая нарастающий гул, задал вопрос. «Что ты вообще пытаешься сделать?» «Помнишь, я тебе говорил, что пробой похож на натянутую струну. Если эту струну слишком сильно перетянуть, она просто лопнет, и вся отдача уйдет на другой конец пробоя. Хочешь сказать, что взрыв произойдет у внешников, а не у нас? Либо у них, либо у нас. Выбора больше нет. У меня нет исходных данных по стабилизированному потоку. Тот, кто активировал протокол срыва линзы, удалил всю информацию, а восстанавливать ее уже некогда. Проблема только в том, что на той стороне наверняка стоит гораздо более мощный реактор по сравнению с нашим. И они вряд ли пропустят аномальный всплеск энергии на канале пробоя. Вопрос лишь в том, успеют ли они на это среагировать. Если да, нам однозначно каюк. Так что скрести пальцы и молись, если во что-нибудь веришь. Портал к тому моменту начал неистово мерцать и пульсировать, словно бьющееся гигантское сердце. Импульсы, испускаемые им, корежили дикаря круче всякого рейва и ЛСДшных грибов. Нагрузка на реактор достигла 90% показателя и продолжала медленно расти. Вновь ожила система оповещения бункера. Внимание! Перегрев активной зоны реактора. Угроза теплового взрыва. Всему персоналу немедленно покинуть объект. Внимание! Перегрев активной зоны реактора. Угроза теплового взрыва. Всему персоналу немедленно покинуть объект. Внимание! Я же велел тебе заткнуться, проклятая железяка. Дикарь, оно вот-вот рванет. Пробой держится, на честном слове. Я не знаю, куда уйдет отдача, но даже если не к нам, на этой стороне тоже порядком тряхнет. Как дам команду, активируй свою защиту. Я знаю, у тебя она есть. Гул, стоявший в портальной зале, создавал ощущение, словно рейдер угодил в самое сердце гигантского трансформатора, работавшего на пределе своих возможностей. Портальная воронка билась и пульсировала, словно безумная, уже без какой-либо амплитуды и логики, выбрасывая из себя потоки энергии, которые нагревали до бела и плавили стальные узлы портальной арки. Они даже с расстояния в 30 метров заставляли трещать кости и связки его тела, давили на глаза и мозг, не давали ему дышать полной грудью. «Сейчас!» Больше инстинктивно, нежели осознанно, дикарь активировал защиту, влив в нее все силы, которые у него были. Но защищающее его тело кинетическое поле дара Улья не мешало лучам света проходить сквозь себя. Ярчайшая вспышка, полыхнувшая на месте воронки в следующий миг, полностью выжгла ему сетчатку глаз, словно циклопическая вспышка на солнце. Мир сжался до размеров крохотной точки, а потом он потерял сознание. Земля вздрогнула и крепко ударила по ногам. Не успев даже испугаться, Аврора осознала, что лежит, уткнувшись носом в пыль. Какого хрена? Землетрясение? Кавказ, чудом сумевший сохранить вертикальное положение тела, помог ей подняться на ноги. Не похоже, больше толчков нет. Это где-то под нами, в бункере. Какого дьявола там вообще происходит? Нам нужно туда попасть. Немедленно, слышишь меня, Кавказ? Стронг лишь поморщился от неудовольствия. Он стремился в бункер не меньше нимфы. Затянувшееся ожидание и неизвестность раздражали его не меньше, чем девушку. «Ты сама знаешь, что мы не можем.
Полосатые заблокировали шлюзовую камеру у лифта после своего выхода. Проклятие. Аврора буквально рычала, исходя нетерпением. «Давай связь с группой, которая зашла тем же путем, что и дикарь. Где их самки-собаки носят?» «Да не кипятись ты. Нету связи, они же под землей. Тем более тут чернота под самым носом. Успокойся уже». Нимфа сердито зыркнула на него, но замолчала, раздражительно притопывая по земле носком левой ноги по утрамбованной до каменного состояния почве. «Уймись, дочка. Это же дикарь в конце-то концов. Раз уж он взялся за гуш, то всяко сдюжит». Аврора раздраженно вздохнула, явно готовясь выдать еще одну гневную тираду, но потом все же смогла взять себя в руки и ответила более спокойным тоном. «И ты туда же, дедуля. Ладно, будем надеяться, что ты прав, и этот недоумок действительно разгребет устроенную им кучу отборнейшего дерьма. Пошли к лифту. Если шлюз откроется, я хочу быть в числе первых, кто туда войдет». Разведчик иронично хмыкнул себе в усы. «Когда он откроется, рыба моя? Когда?» «Идем». Глава 14. Сознание вернулось рывком, словно он вынырнул из глубины. Поначалу, открыв глаза, он даже не понял, что сделал это. Вокруг царила кромешная тьма. А еще жутко болел правый глаз. На сетчатке мельтешили пятна и мушки, мешая нормально им смотреть. Благо левый функционировал более или менее приемлемо и позволил худо-бедно видеть в царившем вокруг сумраке. Проклятие. Стоило пошевелиться, о себе напомнила болью в висках голова. Дикарь, сбрасывая с себя целую кучу разнообразного мусора, принялся вяло шевелиться в темноте, изредка освещаемой вспышками коротких замыканий искрящейся проводки. Последнее, что он запомнил, как межпространственный пробой схлопнулся, нарушив этим самым метрику окружающего пространства. Из него в помещение портального зала хлынул мощный энергетический выброс, который рейдера и вырубил. Он же, судя по царившему вокруг беспорядку, ураганом прошелся по залу и сломал все, до чего смог дотянуться. Кабинка пультовой, словно карточный домик, разлетелась на куски каркаса, обломки панелей и мятые элементы аппаратуры и мониторов. Их словно пропустили через шреддер. Все кругом было перемешано в конфетти из обрывков металла, керамики и пластика. Похоже, он совсем не зря последовал совету Нолда и в последний момент выкрутил свою защиту на полную катушку. Но исходя из того, что дикарь жив и относительно здоров, основной удар пришелся на другую сторону портала. И если Ха-Ха сказал правду, вряд ли внешникам там это пришлось по вкусу. Скорее всего, их база была уничтожена просто под корень. Эта мысль вызвала непроизвольную улыбку на изможденном лице дикаря. Она с лихвой компенсировала все тяготы и невзгоды этого бесконечного дня, выпавшие на его долю. «Эй, 2Х, ты тут?» Ноги запутались в какой-то неудачно подвернувшейся проволоке. Яростно чертыхающийся дикарь едва не растянулся во весь рост на заваленном шлаком и обломками бетонном полу. «Ау, есть кто дома?» Ответом ему стал хрип динамика, ожившей и каким-то чудом уцелевшей во вспышке уничтожения портальной воронки системы оповещения. «Добрый вечер, хозяин. Как вы себя чувствуете?» «Настя, а ты тут каким боком?» «Хреново я себя чувствую». Электронный помощник Аида изобразил искреннее недоумение. Слишком уж правдоподобно для программного кода. «Вы же сами приказали мне перенести собственные файлы на стационарные базы данных бункера. Ваш напарник удалил управляющий системный код головного процессора, немного подправил мою структуру и назначил на его место». Теперь настало время изумляться уже ему. «Хочешь сказать, что теперь ты тут всем заправляешь?» «По большому счету, да. Есть еще дыры и системные ошибки в основном реестре, но я работаю над их устранением». «Ну, работай дальше тогда, не вопрос. А почему тут так темно?»
В портальном зале уничтожены все осветительные приборы. Кроме того, господин Хедхантер произвел экстренный сброс стержней ингибиторов в ядро реактора, дабы избежать его расплава и теплового взрыва. Хедхантер. Так вот откуда растут ноги у позывного Нолда. Вот только откуда виртуальный помощник знает его имя, интересно. И каково сейчас состояние реактора? Цепная реакция остановлена, КПД ядерного распада 0%. Реактор в целом не пострадал, но имела место критическая перегрузка системы охлаждения. Я бы настоятельно рекомендовала провести полную диагностику и внеплановую профилактику всех систем перед повторным запуском. Буду иметь в виду. Дикарь с кряхтением дошел до переборки, ведущей из сумрачного зала, где раньше находился портал в мир внешников. Вернее, до места, где эта переборка раньше находилась. Сейчас она валялась в нескольких метрах от дверного проема. Ударная волна вырвала ее из креплений и зашвырнула в коридор. Подслеповато жмурясь в багровом свете уцелевших аварийных ламп, рейдер двинулся к выходу с уровня. «А где шарится сам Нолд?» «Господин Хедхантер покинул убежище 20 минут назад». «Вот ведь гад, ушел, даже не попрощавшись». «Для вас от его лица оставлено сообщение. Я могу загрузить его в ваш коммуникатор, если желаете». «Будь так любезна, ага». На сетчатку левого глаза вылезло оповещение о загрузке видеофайла, но дикарь отложил его просмотр на потом. «Настя, скажи мне вот что. Если реактор вырублен, откуда электричество?» Работает альтернативный источник энергии. В текущем режиме энергопотребления запасов топлива для генератора хватит ориентировочно на 2 недели непрерывной работы. Так, стоп. Как только я выйду, глуши освещение во всех помещениях и все системы, которые не связаны с жизнеобеспечением бункера и работой реакторного зала. А да, как там наши пленники, что остались на 2-м уровне? Пострадавших нет, погибших нет. Разблокировать электронные замки камер? Погоди, еще успеем это сделать. Посидят там еще часик, не умрут. И не выключай электричество в помещениях с клетками. Еще выжившие в бункере есть? Из местного персонала или зараженных мутантов? Отрицательно. Ну и хорошо. Дикарь добрел до распростершегося на полу тела носильщика. Бегун, разлегшийся ничком вниз, не подавал признаков жизни, хотя внешне он и не получил никаких повреждений. Похоже, его прикончил выброс аномальной энергии, что хлынул из дестабилизированного портала. Рейдер сдернул с него свой рюкзак и оружие, после чего вынул из клапана фляжку с живчиком и жадно присосался к горлышку. После такой нервной встряски это точно будет не лишним. Утолив споровый голод, он накинул рюкзак на плечи и проверил оружие. Отбойник был в порядке, за исключением разве что навороченного голографического прицела. У того ожидаемо сгорела вся тонкая электроника и треснула оптическая линза. Сокрушенно покачав головой, дикарь содрал ставшую бесполезной приблуду с крепежной планки и отшвырнул ее в сторону. Напоследок вскрыл ножом споровый мешок бегуна, выудив оттуда зеленую виноградину. Нечего разбрасываться полезным добром. Хоть у него и лежал некоторый запас в заначке у вентиляционного грибка на поверхности, а жизнь – штука непредсказуемая. Кто знает, когда и где ему может понадобиться самый важный ресурс в улье. После приема универсального лекарства Стикса значительно полегчало. Он бодро двинулся к межуровневому лифту, попутно обирая затылки своей уничтоженной стаи и мародеря разгрузки с трупов внешников. А то, пока сломя голову прорывался вперед, нехило поиздержался. В клапанах его бронезагрузки осталось буквально пара магазинов и гранат. На пополнение запасов тогда времени особо не было. Зато оно было сейчас, чем рейдер с удовольствием и воспользовался.
Пока шел вперед, мимо растерзанных трупов веганов, лежавших в загустевших лужах крови там и тут, мимо тел зараженных, мимо раскуроченных стальных глыб вражеских штурмовиков и его Аида, мимо вытянувшегося в струнку трупа горбуна. Рейдер словно вновь пережил все напряжение сегодняшнего дня повторно. Сердце опять безумно заколотилось в груди. А еще дикарь обратил внимание на то, что там, где раньше лежали останки киборгов, теперь находились дымящиеся лужицы какой-то черной, ужасно едкой жижи, которая полностью уничтожила их тела, элементы брони и экзоскелета, и теперь медленно разъедала бетонный пол. Похоже, это Нолд позаботился. Ха-ха предельно педантичен и продолжает работать над своим заказом. Что тут сказать? Наемник остается собой до самого мозга костей. Когда стоял на площадке перед лифтом, дожидаясь, пока тот спустится вниз, дикарь запустил просмотр видеосообщения от своего бывшего напарника. Тот, похоже, тоже решил с пользой использовать паузу в кабине лифта и сделал запись именно там. Перед взором рейдера предстал Хедхантер в своем боевом костюме. «Привет, напарник. Как видишь, мы справились, и это было довольно увлекательно. Извини, что ухожу, не попрощавшись лично, но у меня на повестке дня еще куча дел, так что я не могу себе позволить тратить время. В качестве извинений и моей благодарности за твою помощь я оставлю небольшой презент в твоем тайнике у входа в вентиляционную шахту, а также выданный мной ранее коммуникатор. Надеюсь, ты сможешь разобраться с тем и с другим. Первое поможет тебе в твоих дальнейших планах, а у второго есть масса разнообразных, мелких, но довольно приятных опций. Нанитам не страшно влияние мертвых кластеров, так что можешь не опасаться черноты. Однако она нарушает их нормальную работу, имей это в виду. Угловатый шлем Нолда, смотревший с экрана на дикаря тремя светящимися аквамарином окулярами, вдруг разошелся по граням и стек волной микроскопических кубиков на грудь и спину Ха-Ха, открыв взору рейдера лицо клонированного наемника. Взъерошенные волосы цвета зрелой пшеницы, ярко-синие улыбающиеся глаза и неожиданно открытая и широкая белозубая улыбка на красиво очерченном скуластом и довольно молодом лице. Представляя себе своего временного союзника, за то время, пока они вместе зачищали бункер, дикарь видел его в своем воображении совершенно не таким. Слишком уж контрастировало улыбчивое и добродушное лицо Нолда с его родом деятельности, охотой за головами и защитой интересов неизвестной корпорации, не гнушающейся любых средств на пути к цели. Единственное, что как-то вписывалось в образ наемника, это татуировка на его левой щеке. HH-12. Похоже, тот не шутил насчет своего позывного. Тот явно не был простым прозвищем, а значил нечто большее для самого дикаря, так и оставшимся неизвестным. Наемник Нолдов на записи между тем продолжил говорить. «Да, у меня будет еще одна небольшая просьба на прощание. Прошу тебя не распространяться о моем участии в этом предприятии. Да и вообще, все, что ты узнал от меня, пожалуйста, держи при себе. Для твоего же блага. На этом все. Удачи тебе и береги себя. Быть может, однажды мы встретимся вновь». Запись оборвалась, оставив его в раздумьях. То, что клон решился показать ему свое настоящее лицо, стало для дикаря полной неожиданностью. Увидев перед собой молодого и открытого парня вместо прожженного циничного наемника и убийцы, которому прихлопнуть кого что плюнуть, рейдер поймал, что называется, разрыв шаблона. Впрочем, учитывая, что не Хедхантер, скорее всего, выбирал свою профессию, а его клонировали специально под нее, удивляться тут особо нечему. Но можно считать это очередным проявлением его удачи, что ему подвернулся такой добродушный Нолд. Будь на его месте такой человек, каким он себе представлял своего напарника, его, глядишь, и вправду бы зачистили после операции, как ненужного свидетеля.
Ведь пока он валялся в отключке, был совершенно беззащитен, пришить его можно было с легкостью. Но охотник за головами оказался на удивление порядочным и благородным человеком. Даже подарок ему сделал, с которым, кстати, ему еще предстояло разобраться. Между тем кабинка лифта довезла его до первого уровня. «Хозяин, неподалеку от вас, за заблокированной переборкой, есть люди». «Там есть камеры видеонаблюдения? Покажи мне». Перед ним возникла картинка заброшенного коридора, заставленного разнообразной рухлядью. Похоже, того самого, через который он сам проник в лабу. Кто-то додумался последовать по его стопам. Троица людей в камуфляже и с оружием сгрудилась перед переборкой и, судя по всему, пыталась ее вскрыть. На внешников группа явно не тянула, скорее уж стронги, что решили пойти протаренным путем. Он встал перед стальной плитой, прислушиваясь к звукам, поступавшим в помещение извне. «Настя, открой эту дверь. И да, с этого момента обращайся ко мне исключительно через приватный радиоканал и не используй систему оповещения. Разве что в крайних случаях. Не хочу, чтобы кто-то узнал о тебе раньше времени». «Принято. Открываю». Герметичная дверь с шипением поднялась вверх. Перед дикарем предстали удивленные физиономии стронгов. Но на место растерянности молниеносно пришла активность, и вот ему в лицо светят 3 подствольных фонаря. «Воу-воу, парни, полегче, давайте обойдемся без стрельбы». Рейдер миролюбиво выставил ладони перед собой, демонстрируя отсутствие желания сражаться. Сам, однако, приготовился активировать защиту, если что-то пойдет не так, на всякий случай. «А ну заткнись, руки в гору, оружие на пол, быстро!» Неожиданно агрессивный голос одного из них хлестнул дикаря словно электрическим разрядом. Не понимая причин для такого поведения, он тоже начал заводиться. «Ага, может тебя еще в задницу заодно поцеловать? Убери пушку от моего лица!» Тут голос подал другой боец, и тон его кардинально отличался. «Отбой, хлопцы, все свои. Дикарь, ты что, бессмертный, что ли? Догадался же перед стронгами внезапно в прикиде внешника нарисоваться». «Так это маскировка же?» Он и впрямь не подумал о том, что появляться в таком виде перед стронгами не самая лучшая идея. «Извиняйте, мужики, это все от переутомления. День у меня выдался тяжелый». Бойцы опустили автоматы. Дикарь взмахом руки пригласил их следовать за ним, а сам направился к подъемнику, ведущему на поверхность. Эта лифтовая площадка, в отличие от центральной, сообщавшей между собой 3 нижних уровня, поднималась вверх не вертикально, а под углом в 45 градусов. Дождавшись, когда стронги нагонят его и взойдут на металлический профиль подъемной площадки, рейдер дернул за рычаг, приводя в действие механизм лифта. Тут голос подал Стронг, что узнал его перед дверью. Приглядевшись к его лицу, дикарь его вспомнил. Это был араб, сапер из отряда Кавказа. Похоже, эти парни уже закончили разбираться с карательным отрядом внешников и примчались к нему на помощь. «Дикарь, а это, что там насчет внешников и всей этой лабуды с подземной лаборатории?» Тот лишь отмахнулся рукой. «Да кончились уже все внешники, не парься. Сейчас наверх поднимемся, и я все по порядку расскажу. Неохота 10 раз на одну и ту же тему языком трепать». «Погоди, ты что, один их всех вынес?» Изумленный до нельзя тон араба вызвал самодовольную ухмылку на лице дикаря. Что же, почему бы не поработать немного на свой авторитет? Тем более Ха-Ха сам просил не распространяться на его счет перед посторонними. «Ну, типа того». Ошарашенное выражение лиц стронгов стоило всех нервов, сожженных им в этот день. А потом лифт достиг верхней точки, и перед четверкой, поднявшейся из глубин бункера, начал приоткрываться тяжелый створ гермоворот, за которыми сгрудилась настоящая толпа людей. На их лицах смешалось недоумение, нетерпение, решимость и еще целый спектр разнообразных и очень ярких эмоций.
«Ну что застыли, граждане? Война на сегодня отменяется». Дикарь прервал ошеломленную паузу, почти осязаемым облаком, повисшую над входом в бункер после их появления. А в следующую секунду на него налетел буран, так крепко сжавший его в своих объятиях, что у того хрустнули ребра, и он от этого охнул. «Живой, чертяка, живой!» Мика и его плотным кольцом окружили радостно гомонящие и улыбающиеся люди. Вот улюлюкающий там-там хлопает его по плечу, вот хитро улыбающийся в свои усы и неожиданно помолодевший на десяток лет лунь, шевелюра которого уже не была настолько седой и белоснежной. Вот широко улыбающийся во все 32 зуба и позабывший свое обычное бесстрастное выражение лица Кавказ и еще 2 десятка малознакомых, а то и вовсе незнакомых ему людей. И каждый из них что-то одобрительно говорил, улыбался или просто пытался хлопнуть ладонью по плечу. Не успевая отвечать на вопросы и рукопожатия, рейдер растерялся и лишь мог тупо ухмыляться обрушившемуся на него водопаду эмоций. Вдруг кто-то крикнул «Качать его! Качать!». Не успел дикарь опомниться, как десяток сильных мужских рук подхватили его со всех сторон и под дружное «Эх!» он взлетел к небесам. И пока его под гомон и вопли толпы подбрасывали вверх, совершенно не обращая внимания на протестующие возгласы, пребывавшему в эйфории дикарю, в голову пришла мысль о том, что даже жизнь в улье временами может быть не такой уж и плохой. Единственное, чего не заметил ни он, ни кто-либо другой, так это то, как расширились зрачки стоявшей поодаль нимфы, черты красивого лица которой при появлении дикаря перекосила гримаса злобы. На лбу девушки вздулись вены, она судорожно до хруста сжала пластиковую рукоять своего пистолета-пулемета. Но спустя секунду Аврора взяла себя в руки, вернула себе расслабленное выражение и продолжила уже с невозмутимым видом наблюдать, как десяток радостно и бесшабашно орущих мужиков весело и задорно, раз за разом, подбрасывают вяло протестующего против такого обращения Верзилу вверх. Когда страсти немного поутихли, дикарь, игнорируя сыпавшиеся на него водопадом вопросы, ускользнул, наведавшись к своему тайнику. Подарок, оставленный ему Нолдом, не давал ему покоя. Ознакомившись с содержимым своего временного тайника, он на некоторое время впал в глубокое раздумье. Когда хаос и сумбур в его голове немного улеглись, рейдер вернулся к пребывавшим в нетерпении стронгам. Предстояло провести с ними очень непростой разговор. Он залез на броню БМПшки, той самой, на которой они с Тамтамом воевали сегодня с танком внешников. На ее носу, покачивая ножкой, обутой в крепкий берец с толстой рифленой подошвой, сидела нимфа и вяло ковырялась вилкой в открытой банке с консервированными ананасами. Она время от времени кидала на него весьма странные взгляды, суть которых оставалась для дикаря загадкой. Но осознавая, что сейчас есть гораздо более насущные проблемы, он отложил этот вопрос на потом. Встав на боевую башенку, словно Ленин, рейдер приготовился вещать. Около 4 десятков мужиков разной степени суровости и даже несколько девушек весьма воинственного вида повернули к нему свои головы. Итак, народ, настало время обсудить некоторые вещи. Очень важные для всех нас вещи. Я знаю, что у вас ко мне есть масса вопросов, и я, по возможности, отвечу на них. Но давайте отложим их на потом. Тут голос подал араб. Минер-подрывник все еще пребывал под впечатлением после короткой экскурсии на первый уровень бункера, и теперь его распирало от любопытства. «Как ты, черт тебя дери, захватил лабораторию в одиночку?» Дикарь ухмыльнулся. «Это отличный вопрос, друзья, и я с удовольствием на него отвечу любому желающему. Но с одним условием – в обмен на белую жемчужину».
На секунду над толпой повисло изумленное молчание, которое прервал возглас араба. «Да ты охренел?» Конец его фразы потонул в дружном гоготе множества луженых глоток стронгов. Дождавшись, когда гомерический хохот пойдет на убыль, дикарь поднял руку в знак того, что сейчас продолжит говорить. «Ладно, посмеялись и хватит. Как я уже говорил, есть действительно важные вопросы, которые нам с вами жизненно необходимо решить. И самый первый из них – что нам делать с порталом в мир полосатых, который находится на нижнем уровне прямо под нами?» Дикарь многозначительно кивнул головой себе под ноги. «Я надеюсь, вам не нужно объяснять, какую угрозу несет его присутствие здесь для всего региона». Над утрамбованной площадкой перед гермозатвором подземной лаборатории вновь повисла тишина. И в этот раз она была густой и угрожающей, словно грозовая туча, возникшая на горизонте и сверкающая оттуда вспышками зорниц. «Я дам вам ровно минуту, чтобы обсудить этот вопрос между собой. Потом хочу услышать, что вы думаете от лидеров ваших отрядов». Люди разбились на группы и взволнованно загомонили, переваривая свежие новости. Дикарь, манипулируя настроением толпы, преследовал несколько целей. Для начала он хотел понаблюдать за реакцией стронгов и взаимоотношениями между отрядами. Столпившиеся вокруг него люди не были монолитной группой. Это было несколько самостоятельных отрядов, оказавшихся здесь по счастливому стечению обстоятельств, со своими устоявшимися лидерами и системой взаимодействий и взаимоотношений между ними. А учитывая, какую именно роль они играли в его планах, дикарю сейчас крайне важно было понять, что из себя представляют все эти люди и их лидеры. Ему жизненно необходима была информация, и ее сбором он сейчас и занимался. Любопытным фактом стало то, что его истинные мотивы, похоже, были довольно легко просчитаны нимфой, несмотря на то, что она с абсолютно незаинтересованным видом продолжала ковыряться вилкой в своих ананасах. Чуткий слух дикаря уловил, как девушка пробубнила себе под нос. Вот ведь жук. Он сделал вид, что ничего не услышал, но пометку в памяти на этот счет себе сделал. Время для разговора с этой дамочкой еще не пришло. Первым подал голос Кавказ. Он поднял руку в знак того, что готов говорить. Дикарь сделал приглашающий жест, и лидер отряда, со встречи с которым и началась вся сегодняшняя заваруха, поправил ремень автомата, висевшего через плечо, и откашлялся, прочищая горло. «Если это возможно, нам нужно его уничтожить и как можно быстрее. Пока тут есть этот портал, нам не стоит и мечтать о каком-то покое или стабильности вокруг. Наши полосатые друзья этого не позволят». Окружающие его 2 десятка серьезно выглядевших бойцов одобрительно загудели в поддержку своего лидера. Дикарь кивнул в знак того, что он услышал их позицию. Следующим заговорил невысокий, но крепко сбитый якут с широким простодушным лицом, свесивший руки через винторез на своей груди. Лидер второго отряда по прозвищу Башмак уже продолжительное время испытующе смотрел на дикаря, практически не отводя от него взгляд своих миндалевидных глаз. Несмотря на невпечатляющие габариты и довольно заурядный рост, он, похоже, пользовался очень высоким авторитетом у стронгов вообще и особенно у бойцов его отряда. Это было заметно по невербальным сигналам и общему поведению людей. Как они реагировали на его присутствие и как себя вели рядом с ним. «Я и мои люди согласны с Кавказом. Мы должны с этим разобраться. И чем скорее, тем лучше». Последним слово взял крайне мрачного вида чернявый стронг, лицо которого заросло недельной щетиной. Если дикарь правильно услышал, этот лидер отряда отзывался на имя Хвост. «Народ, не тупите. К нам в кои-то веки в руки попало что-то настолько важное,
А вы хотите это просто просрать? Вы, мать вашу, серьезно?» Дикарь, слушая Хвоста, про себя отметил одну интересную особенность. Его люди старались держаться плотно и несколько отстраненно от всех остальных. И то же самое было заметно по отношению к людям Башмака и Кавказа. Они подсознательно держались поближе друг к другу и при этом сохраняли дистанцию с группой Хвоста. Несмотря на показательно нейтральную атмосферу, царившую между отрядами, такие сигналы давали определенную пищу для размышлений. «И что ты предлагаешь?» «Как что? Отправить туда отряд из самых четких стронгов, покрошить охрану их гребаной базы, взять ее под контроль и разнести там все к чертовой матери, чтобы больше ни один урод оттуда к нам никогда не сунулся». Дикарь, стараясь сохранять спокойное, беспристрастное выражение на лице, задал ему встречный вопрос. «Ты же понимаешь, что наше появление там принесет туда заразу Улья, которая уничтожит их мир под ноль без каких-либо шансов. Их планета превратится в один огромный стабильный кластер». Лицо Стронга стало жестким и хищным, как у окрысившегося бешеного пса. «Это война на выживание, пацан. Либо они, либо мы». Дикарь тяжело вздохнул и устало потер двумя пальцами переносицу. Картина вырисовывалась неприятная. Он слегка повысил голос, чтобы все присутствующие его услышали. «Я надеюсь, все присутствующие знают, кто такой Гитлер. Так вот, лидер и идеолог фашизма, развязавший самую кровопролитную войну современности, и в подметке не годится тому, что предлагает сделать Хвост. Не знаю, как насчет остальных присутствующих, а я не подписывался на геноцид нескольких миллиардов человек. Я не воюю с детьми, женщинами и стариками». Взгляд Хвоста стал острым, словно лезвие бритвы, а сам он весь подобрался, как хищник перед прыжком. Даже тональность его голоса заметно изменилась, стала ниже, грубее, и звучал он теперь угрожающе. «А не до хрена ли на себя берет этот желторотый? Явился хер с бугра и думает, что может нам указывать, что делать? Елду тебе на воротник, понял, школьник?» Над толпой повисла могильная тишина. И в этой тишине отчетливо хрустнули позвонки на шее дикаря. Тот показательно спокойно сделал несколько разминочных движений, после чего уставился в упор на своего оппонента. Хвост его провоцировал, это было ясно, как божий день. Но, к несчастью, для самого Хвоста дикарь его совершенно не боялся. «Да, возможно, я слишком много на себя беру. И я не против, если ты хочешь этот факт оспорить. У меня как раз был сложный день, я с удовольствием спущу пар». Стронг скрипнул зубами и набычился, явно приготовившись броситься в бой. Но тут раздался голос нимфы, которая окончательно сбросила с себя безучастный вид и поднялась на ноги. «Хвост, пока ты не наделал глупостей, я тебе напомню, что ты наехал на человека, который лично заломал Тритона, а сегодня вообще в одиночку разгромил целую базу внешников. Уверен, что лезешь в свою весовую категорию». Отмороженный Стронг, мозг которого, судя по всему, уже включил боевой режим, переключился на новую цель. «Ты бы, шаболда, вообще молчала в тряпочку. Целый год стелилась под своего Тритона, а теперь лезешь к нам со своими указами? Отсоси, мразота!» Над поляной нависло практически осязаемое напряжение, грозившее вот-вот перерасти в настоящую бурю. Дикарь увидел, как на переносице девушки сошлись стрелки бровей, делая ее лицо жестким и неприятным на вид. Но предпринять она ничего не успела. Ее опередил Кавказ. Тот тоже набычился и уже с нескрываемой неприязнью смотрел на Хвоста. «Ты, отморозок, язык бы прикусила, а? Аврора делала наше общее дело еще задолго до тебя или меня.
К тому же Тритон держал на крючке множество других стронгов, большинство из которых могло с легкостью дать фору любому из нас. И они почти все полегли на складах в день его смерти. Не уважаешь ее, не уважаешь каждого из них. А значит, и всех нас вообще. Дикарь прав. Я воюю против солдат, а не против гражданских. Фразы, сказанные Кавказом, падали на землю словно булыжники. Вокруг него одобрительно загудели другие стронги, выражая свою поддержку. А вот на Хвоста эти слова произвели обратный эффект. Он окончательно утратил самообладание и схватился за оружие. Над толпой пронеслась череда щелчков предохранителей. Но начаться стрельбе не позволили. Весь мир на долю секунды превратился в негатив, на плечи каждого из присутствующих легла неподъемная тяжесть. Пока секунду назад готовые открыть перекрестную стрельбу стронги приходили в себя, голос снова подала нимфа. И в этот раз он звучал так, словно кто-то настойчиво тер кусок пенопласта о стекло. Хотелось зажать себе уши и бежать без оглядки. «Слушай сюда, сраный мудозвон, еще одно неосторожное слово или движение, и ты перейдешь в разряд моих личных врагов, понял? Я надеюсь, никому из присутствующих не надо напоминать, что случается с теми, кого считает своим врагом стерва с Востока. Если нет, медленно и осторожно убрали свои пуколки за спину, иначе я буду сердиться и делать больно». На Хвоста было жалко смотреть. Он напрягся так, словно пытался пересилить недельный запор. Глаза вылезли из орбит, на лбу вспухли жилы, по лицу градом катился пот. Непонятно, что именно с ним сделала нимфа, но дикарь точно не хотел бы испытать этого на себе. Когда Стронга немного попустила, он с видом мрачнее тучи уставился на нимфу. Потом тяжелым взглядом обвел всех присутствующих и сплюнул на землю. «Сыкливые чистоплюи! Посмотрим, как вы запоете, когда вас внешники за яйца возьмут!» Он повернулся на каблуках ботинок и, грубо расталкивая плечами своих подчиненных, направился к грузовику. Его бойцы, нервно оглядываясь назад, последовали за ним. Спустя пару минут проблемный отряд покинул стоянку и укатил на юго-восток. «Никогда мне этот урод не нравился. Килдинг в шкуре Стронга». Черты лица нимфы разгладились, она с интересом посмотрела на дикаря. «А ты не такой придурок, каким выглядишь на первый взгляд. Грамотный ход, красиво обыграно». Дикарь лишь усмехнулся в ответ. «Интересно, почему твои комплименты звучат как оскорбления? А насчет Хвоста? Я просто всеми фибрами души ненавижу фанатиков. Лучше было вскрыть эту гнойную опухоль сразу, чем ждать осложнений потом». Он снова повысил голос, привлекая внимание окружающих. «Теперь, когда мы избавились от лишнего балласта, давай перейдем к обсуждению действительно важных вещей. И да, никакого портала в бункере больше нет, я его уничтожил сегодня днем. А вместе с ним и базу внешников на той стороне». Перекрикивая гомон толпы, высказался Башмак. «И на кой черт ты вообще этот цирк устроил?» Дикарь пожал плечами в ответ. «Я не желаю иметь дело с неадекватными отморозками. Как я уже сказал, база внешников в их мире уничтожена вместе со всем персоналом. А это значит, в нашем с вами регионе в самое ближайшее время наступят очень серьезные, я бы даже сказал, кардинальные перемены. Полосатые, оставшиеся в Улье, теперь не смогут вернуться к себе домой. Они и те группировки муров, что они поддерживали, не будут больше получать поддержку в виде свежих сил и ресурсов с той стороны. А значит, их время теперь подходит к концу. И нам всем очень важно сейчас объединиться, чтобы окончательно дожать и раздавить всех этих ублюдков раз и навсегда. Время, когда вы партизанили мелкими отрядами, стараясь откусить у противника небольшой кусочек и быстренько сбежать, осталось позади.
Пора Стронгам объединиться и стать решающей силой в этой части Улья. Говоришь складно, но под чьим же, позволь спросить, руководством? Уж не под твоим ли? Вопрос задал один из приближенных башмака, но дикарь к нему был готов. Он всю эту бучу затеял вовсе не для того, чтобы урвать кусок власти побольше. Его такие вещи просто-напросто не интересовали. Нет, конечно. Разумеется, нет. Я понимаю, что большинство из вас видит меня впервые. Мало кто из присутствующих вообще меня хоть маломальски знает. Но зато тут есть человек, который идеально подходит на роль нашего верховного главнокомандующего. Он спрыгнул с БМП на землю и пошел не спеша через расступающуюся толпу, продолжая говорить. Внезапно пробудившаяся в нем тяга к ораторскому искусству нашла для себя отличный выход и внимательную аудиторию. Трудно найти более достойную кандидатуру. Каждый из вас его знает как человека, не раз доказавшего, что он предпочитает делать, а не болтать. И если я кому и могу доверить мой новенький бункер, то только ему. Верно, Буран? Нужно было видеть ошарашенное лицо прожженного ветерана Улья, когда рука дикаря легла ему на плечо. Он пытался что-то возразить. «Так, тормози, народ, все знают, что я уже отошел от дел». Но тут в дело вступил Кавказ. Он, похоже, четко просчитал замысел дикаря, этот расклад его полностью устроил. «Буран, а не ты ли меня учил, что стронги бывшими не бывают?» Тот, осознав, что ему только что сделали серьезную подножку, отбрехаться от двоих оппонентов сразу у него уже не выйдет, упавшим голосом ответил. «Я...» «Вот именно, а значит...» Кавказ обвел веселым взглядом окружающих его стронгов. «Кто за то, чтобы провозгласить Бурана нашим новым лидером?» Ответом ему был лес поднявшихся в едином порыве рук. Спустя несколько секунд под громкие крики «Ура!», громкий гогот и немелодичные протестующие вопли Бурана его начали подкидывать вверх так же, как совсем недавно кидали дикаря. Сам же дикарь обернулся и в упор посмотрел на нимфу. Хитрое и до нельзя довольное выражение на лице девушки говорило лучше всяких слов. Ему оставалось лишь улыбнуться в ответ. Глава 15. Стихийное собрание командиров отрядов в лице Кавказа, Башмака и их ближайших подручных, а также нимфы, Бурана и, собственно, самого дикаря, протекало совсем не так, как он того ожидал. Откровенно говоря, он совсем не такого подхода ждал от серьезных бойцов, что стояли поперек горла у чертей. Дикарь очень скоро понял, что обсуждение превратилось в толчение воды в ступе, и устранился от дебатов, занявшись сортировкой трофеев и просто дожидаясь того момента, когда он сможет пообщаться с новоиспеченным батькой Стронгов с глазу на глаз. Вот ему у него было что сказать. Бурану, который, судя по страдальческому выражению лица, от всех этих бесконечных пересудов и обсуждений, довольно быстро заработал себе мигрень, некоторое время пытался придать этому стихийному бедствию какое-то осмысленное направление, но потом сдался и распустил своих подчиненных. Когда продолжавшие что-то бурно между собой обсуждать стронги покинули конференц-зал на первом уровне бункера, где и проходило это спонтанное собрание, он тяжело вздохнул и принялся со стервенением тереть себе переносицу двумя пальцами. Распирающее его раздражение не заметил бы только слепой. «Да уж, дикарь, подкинул же ты мне свинью. И как теперь прикажешь разбираться со всем этим балаганом?» Дикарь, к тому моменту уже закончивший перебирать и сортировать свое барахло, откинулся на спинку кожаного кресла и закинул ногу на ногу. «Ты можешь бурчать, сколько влезет, но дело уже сделано. И только круглый дурак будет спорить, что твоя кандидатура была самой подходящей из всех, кто здесь присутствовал. Меня бы они ни за что не приняли, я для них просто малознакомый мутный чувак со стороны.
Насчет кандидатуры Авроры я не был уверен, как они могли бы отреагировать. Да и не было у меня времени на размышления. Нужно было брать быка за рога прямо там. А тебя они знают и уважают. Или ты говоришь, что мне нужно было просто махнуть на все рукой и сделать вид, что я просто так жопу рвал, выбивая отсюда полосатых уродов? Типа у меня больше занятий нет, кроме как задницы своей всякие дыры затыкать. Новоиспеченный лидер группировки стронгов тяжко вздохнул, но, признавая аргументы дикаря, спорить не стал. «Да нет, конечно, я понимаю. Просто, ты знаешь, не был я к такому готов». «А к такому никто и никогда не бывает готов». Буран повторно вздохнул, морщась от головной боли. Аврора внезапно покинула свое кресло, зашла к нему со спины и запустила пальцы в смолисто-черную шевелюру рейдера, принявшись массировать ему голову. Причем сделала это так легко и естественно, словно это было чем-то само собой разумеющимся. Для дикаря стало очевидно, что между этой парочкой очень тесные взаимоотношения. Какие именно, он пока не понял, но пища для размышлений имелась. Но было ясно одно – они чрезвычайно близки и много друг для друга значат. Да, это в принципе было и так понятно, ведь недаром рейдер бросился на помощь дикарю, едва узнал, что нимфа жива и находится рядом с ним. И то, что ему пришлось атаковать укрепленную базу муров, его совершенно не остановило. Буран, между тем, блаженно застонал, на лице его появилось расслабленное выражение, вызвав этим у нимфы довольную улыбку. Дикарь впервые стал свидетелем того, как девушка улыбается настолько открыто и искренне. Все остальное время она производила впечатление настоящей железной леди, с которой шутки плохи. А еще дикаря напрягали странные взгляды нимфы, направленные в его сторону, суть которых для него по-прежнему оставалась загадкой. «Легче?» «Да, спасибо. Ты даже себе не представляешь, как я по этому скучал». Нимфа с намеком усмехнулась, но тут же согнала с лица озорное выражение. «Раз ты пришел в себя, давай обсудим все как положено. А то устроили тут утренник в детском саду». Дикарь отметил про себя, что, похоже, Аврора разделяет его опасения. А это значит, предстоящий разговор будет не таким трудным, как ему виделось прежде. «Ладно, выкладывайте, что думаете. Дикарь, давай ты, а то я вижу, что у тебя уж больно морда лица напряженная. Делись, что покою не дает». «Да все тоже. Сам-то как думаешь, что будет с этим местом и со всеми теми стронгами, что за тебя проголосовали?» «Можешь не отвечать, не трать силы, вопрос сугубо риторический. Очень скоро всему этому, он обвел стены помещения рукой, придет конец. И можешь даже не начинать спорить, послушав своих полевых командиров. Это становится ясно как божий день. Да они все, что Кавказ, что Башмак, да и их окружение тоже. Тактики, а не стратеги». Ветеран Улья иронично хмыкнул в ответ. «А ты, значит, лучше всех остальных знаешь, как и что следует делать». Дикарь расслабленно потянулся в кресле, не поведясь на провокацию. «Я в своей прошлой жизни работал кризисным менеджером, так что подобная мутная водичка – это моя стихия. Я, как никто, знаю, как именно следует действовать, чтобы проигрышную ситуацию обратить в свою пользу. А мы сейчас как раз-таки проигрываем». «В каком это смысле?» «В самом прямом. Да, тактически мы одержали победу, но глобально мы пока проигрываем по всем фронтам. И никто из твоих полевых командиров, да и ты сам, судя по всему, пока что этого не понял. А когда поймешь, время уже будет упущено. Вы слишком долго вели партизанскую войну по принципу «наскочил, оторвал, что плохо лежит, отступил». А нам всем сейчас очень важна именно правильно выстроенная, долгосрочная стратегия, а не тактика. Слышал поговорку «свято место пусто не бывает». Наш случай.
Да, мы крепко потрепали чертей, перекрыли кислород полосатым. Но отбить территорию недостаточно, нужно еще быть в силах ее удержать. А мы сейчас этого сделать не в состоянии. Поэтому очень скоро на место полосатых и их друзей придет другая сила. И даже не важно, кто именно это будет. Расплодившиеся без контроля со стороны дронов зараженные, другая группировка внешников, атомиты или представители серьезных окрестных стабов. Важно то, что нам здесь больше не будет места. Нас выживут отсюда, тогда Стронгам придется двигаться дальше на восток, поближе к Мурам и внешникам. Как ни странно звучит, без своего главного врага у Стронгов нет шансов на выживание. Потому что только из этой войны на уничтожение они и умеют добывать ресурсы. Протестующее и несогласное выражение на лице Бурана медленно сменилось выражением задумчивым. Кажется, он еще не задумывался всерьез над глобальными вопросами выживания новообразованной группировки. А вот дикарь размышлял об этом в течение всего своего рейда на кластер с подземной лабораторией. И сейчас пришло время поделиться своими мыслями. Я понял суть изложенного, и хоть и не во всем, но согласен. Аврора? Нимфа пожала плечами. Поддерживаю, пусть продолжает. Дикарь отвинтил пробку со своей фляги и смочил горло живцом. Ему за сегодня не единожды довелось пользоваться своими способностями, особенно ему досталось от контроля над стаей. Поэтому он решил не усугублять и постепенно накачивал себя чудодейственным напитком. Силы сегодня ему еще могут понадобиться. Итак, чтобы закрепиться и удержать это место и окружающие его территории в своих руках, нам нужны 3 вещи. Это люди, ресурсы и налаженные связи и торговля с другими цивилизованными стабами. С первым пунктом, я думаю, и так все понятно. Тех сил, которыми мы сейчас располагаем, явно недостаточно. Для точечных ударов и провокаций – да. Для тотального контроля территории определенно нет. И тут дело даже не только в бойцах, способных держать оружие в руках. Нам нужны хозяйственники, техники, водители, простые рейдеры, как трейсеры, так и сталкеры. Без них мы просто обречены. Да что там говорить, тут внизу, прямо под нами, дикарь кивнул себе под ноги, находится ядерный реактор серьезной мощности, способный обеспечивать энергией не только сам бункер, но и приличное поселение по соседству. Но он не будет по одной простой причине. Он был экстренно заглушен и теперь находится в стадии покоя. И без нормальной профилактики его не запустить. Это ведь не холодильник и не микроволновка какая-нибудь. Я вообще опасаюсь его оставлять без присмотра хоть на какое-то время. У него сегодня из-за взрыва портала была серьезная перегрузка, и черт его знает, каким боком это может нам выйти со временем. Я более чем уверен, что ни ты, ни кто-либо еще из твоего окружения и понятия не имеют, как обслуживать ядерные реакторы. А это означает, что нам нужна команда рейдеров, которые будут мониторить перезагрузки зоны в попытках найти на тамошней АЭС инженеров-ядерщиков и обслуживающий персонал. Причем не абы каких, а с иммунитетом. Я даже ума не приложу, сколько сил и времени потребуется на реализацию этой идеи. Он достал полторашку с простой водой и смочил горло, прежде чем продолжил свою речь. И так совсем, куда ни плюнь, а ведь нам еще нужно воевать. Черти хоть и разобщены и остались без командования, но их все еще как блох на бродячей собаке. Нам их еще вылавливать и вылавливать. Буран вклинился в монолог дикаря, вставив собственные 5 копеек. Тут согласен и поддерживаю. Не только с Мурами, и с экспедиционным корпусом еще далеко не покончено. У них есть еще несколько хорошо укрепленных опорных пунктов в окрестностях. Одна только баржа чего стоит. Полосатые с нее всю округу под контролем держат за счет дронов. И просто так, с наскока, этот плавучий укрепрайон нам не взять. А значит, кровушки они нам еще попортят, ого-го.
Насчет этой занозы в заднице у меня есть пара идей. Нужно обдумать как следует, но в остальном ты прав. Нам еще предстоит повоевать и с мурами, и с внешниками, а потом и с атомитами. Как только они поймут, что черти прекратили свое существование, они тут же примутся за нас и другие стабы. И ты сам прекрасно знаешь, сил для этого у них хватает. И тут у меня есть следующая идея. Нам нужно отправить переговорщиков во флюгер, Трехстенок и к сестрам, и даже в Озерск. Никто из этих игроков не заинтересован в том, чтобы здесь процветали ренегаты или атомиты. Поэтому мы вполне можем выбить из них как материальную, так и военную поддержку под соусом общности интересов. Но нужно учитывать, что там сидят тоже не пальцем деланные ребятки. Они явно не откажутся урвать сладкий кусок пирога. Ничейные территории – это мощный привлекающий фактор. И если потребуется, они с легкостью отодвинут нас в сторону в угоду собственным интересам. Поэтому нам не следует заявлять громко о себе до того момента, пока не будем готовы взять тут все под свой контроль. Жестко и бескомпромиссно. Иначе те, кто сейчас способны и готовы нам помочь, начнут играть против нас. Улавливаешь мысль? Тут в разговор вклинилась молчавшая прежде Аврора. Дикарь прав. Если мы хотим закрепиться здесь и получить официальный статус цивилизованного стаба, необходимо действовать в нескольких направлениях. Давить наших нынешних врагов, присматриваться и изучать диспозицию врагов будущих, налаживать контакты с потенциальными союзниками. Я кинула клич пару дней назад через караван с торговцами. Скоро сюда должны начать подтягиваться команды вольных стронгов. Возможно, некоторые из них, когда войдут в курс дела, захотят примкнуть к нам. Здесь весь второй уровень забит пленниками. Их бы отфильтровать через ментата. Уверен, многие захотят к нам присоединиться. Да и пока что отсюда не сказать, что есть много безопасных путей. Идти особо некуда, не дойдешь, скорее всего. Главное, крыс и тараканов отсеять, и можно брать в обработку. Буран согласно кивнул. У башмака в отряде есть ментат. Я дам команду, чтобы он прошерстил, кто там и за что сидит. Теперь, возвращаясь к вопросу ресурсов. Как я уже сказал, после того, как мы выживем отсюда внешников и муров, снабжение у нас пойдет к чертям. А значит, нам волей-неволей придется налаживать торговлю. Но штука в том, что торговать-то нам пока особо нечем, верно? Чтобы что-то купить, надо сперва что-то продать. Стронги же, как те татаро-монголы, как только прекратят грабить и воевать, тут же останутся с пустыми карманами. И что, есть идеи? Парочка имеется. Настя, слышишь меня? Виртуальная программа отозвалась своим сексуально-бархатистым грудным голосом. «Чем я могу помочь, хозяин?» Надо было видеть лица нимфы и рейдера после этого. Сказать, что они испытали шок, значит не сказать ничего. «Кто это такая?» «Это Настя, виртуальный хранитель этого убежища. Она будет твоей правой рукой, Буран, так что знакомьтесь». Глаза сторожила Улья, на своем веку наверняка повидавшего всякое, едва не вылезли из орбит от удивления, чем вызвали широкую улыбку на лице дикаря. «Она не настоящая? В смысле, не живая?» «Ну что ты, вполне себе настоящая, просто виртуальная. Программный код ИИ, если угодно. И вообще, не груби, Настя у нас личность впечатлительная. Она всем тут управляет, так что лучше тебе с ней подружиться. Очень скоро ты поймешь, что она по-настоящему незаменима». «А почему она тебя называет хозяином? И почему именно Настя?» Любопытство Авроры не было разве что осязаемым. Дикарь хитро усмехнулся в ответ. «Ну, это долгая история. Может, как-нибудь и расскажу под настроение. Настя, запечатай реакторную оружейную лабораторию и портальный зал. Доступ туда, а также к системам безопасности с этого момента есть только у тех, кто присутствует в этой комнате.
либо по личному разрешению Бурана или моему. Выдай ему полный доступ ко всем системам бункера, за исключением доступа к главному реестру и твоему программному коду. Выполнено. А теперь будь любезна, продемонстрируй последние 5 минут записи системы видеонаблюдения, на которые попал бой Аида с внешниками. Запись боя после просмотра заархивируй и пометь как секретный материал. На стене конференц-зала вспыхнула плазменная панель, а спустя мгновение она начала демонстрировать записи с камер. Дикарь, пожалуй, с не меньшим интересом начал пересматривать записи его боя с силами веганов, которых их начальство бросило на штурм. Он провел всю схватку внутри штурмовика, оттуда все виделось совершенно иначе. Сейчас же ракурсы менялись, следуя за хищным вороненым корпусом Аида, нахрапом, с кровью и тотальными разрушениями, выбивавшим обороняющиеся отряды полосатых из одного зала за другим, вплоть до самой финальной схватки, где он играл против 3 вражеских штурмовиков в одиночку. И увиденное им зрелище впечатляло. Нет, он и без того осознавал, сколь велика боевая мощь экспериментального штурмовика Веги, но сейчас смог посмотреть на это под другим углом. Буран, пока шла 5-минутная запись, задумчиво барабанил крепкими пальцами по столешнице из мореного дуба. «Теперь мне стало понятно, как ты в одиночку захватил этот бункер. Это снимает некоторые вопросы, но порождает массу других. Вопросы, дружище, будут всегда, и не все из них есть смысл задавать, особенно сейчас. Ладно, замнем для ясности. Итак, что я только что увидел? Это экспериментальная разработка внешников, управляемый штурмовик АИД. Как ты уже догадался, внутри него сидел я. И могу сказать, что эта штуковина обладает чертовски разрушительным потенциалом. Чем нам это поможет? Здесь, в бункере, есть сборочная линия аидов. Видя готовый сорваться с губ пораженного до глубины души Бурана, дикарь его перебил. Только ты не обольщайся. Без инженеров, механиков, техников сейчас это просто куча бесполезного хлама. Но если мы сможем для начала наладить хотя бы штучный, повторюсь, штучный, а не массовый выпуск таких игрушек, у нас их будут отрывать с руками за любую цену. Стоит лишь руководителям заинтересованных стабов увидеть эту видеозапись. Пара толковых бойцов на Аидах может серьезно поднять шансы на выживание стаба, например, при нападении Орды или атаке врагов, муров, внешников, сектантов. Нужно подчеркнуть. И это то, за счет чего, по твоему мнению, мы сможем выжить и закрепиться на рынке? Именно. У нас есть то, чего нет и никогда не будет больше ни у кого. И очень многие захотят получить такое оружие в свои руки. Нам лишь нужно будет выбрать, с кем именно мы хотим вести подобную торговлю. Но и это еще не все. Дикарь вынул из кармана схему кластеров, начерченную от руки. Ту самую, что он снял с тела мертвого рейдера из ментовского козла. С помощью инструментария нолдовского комма он сделал снимок схемы и загрузил фото на серверное хранилище лаборатории. «Настя, этот файл тоже пометь как секретный. Выведи его на экран». Буран некоторое время изучал рукописную схему, после чего перевел взгляд на дикаря. И во взгляде этом в равных пропорциях смешалось изумление и уважение. «Умеешь же ты удивлять, дикарь! Ты хоть представляешь, что ты только что дал мне в руки?» Тот лишь пожал плечами в ответ. «Более чем. Одному мне это все равно не потянуть, а тут послужит на пользу нужному делу. Мы еще не скоро сможем с тобой рассчитаться за это». Он кивнул взлохмаченной головой в сторону плазменной панели. «И даже не проси, я не буду принимать это задарма, словно подарок. Мы все у тебя в долгу. Считай это моей инвестицией в будущее стаба. Договорились».
На лице нимфы появилась загадочная улыбка, суть которой для дикаря, как и прежде, оставалась загадкой. «Ты и впрямь вовсе не такой придурок, каким я тебя посчитала при нашей первой встрече». «Все еще обижаешься за тот удар прикладом по голове?» Нимфа лишь беззлобно огрызнулась на его подколку. «Да ну тебя!» Буран встал с места и подошел к нему, протянув твердую, как старое дерево, ладонь, скрепив договор крепким мужским рукопожатием. «К слову, у меня для тебя тоже есть небольшой презент». Рейдер вытащил из угла свой необъятный рюкзак и развязал горловину. «Тебе кабан со своими приятелями привет передавал и просил вернуть с извинениями. Дескать, попутали, ошибочка вышла». Буран выгрузил на столешницу арсенал дикаря. Его вихрь, модернизированный надфилем в пистолет-пулемет Маузер и подаренный Бисмарком Люгер. Тот со смешанными чувствами взял в руки свое прежнее оружие, примерившись к бесшумному автомату. «Извинения, я так понимаю, с того света передали?» Буран лишь хохотнул в ответ. «Ага, дико извинялись за то, что не смогли лично преподнести». «Ну, туда им и дорога. А то ж». Дикарь положил автомат, взял в руки маузер, покрутил его немного в руках, после чего вернул на место. «Оставь это добро себе, Буран. Я, как видишь, новыми игрушками обзавелся, так что не буду менять шило на мыло. А тебе предстоят горячие времена. Хорошее оружие будет в тему. Считай это моей благодарностью за то, что тогда ко мне на выручку примчался. Без тебя я бы со складов живым точно не ушел. Да и не солидно как-то руководителю стаба с голыми руками оставаться». Он положил компактное оружие рядом с вихрем, после чего взял в руки люгер. «Разве что вот это заберу. Подарок негоже передаривать. А тебе босяцкий подгон на подмену». Он отстегнул с разгрузки своего Стечкина и тоже положил его на стол. «Помнится, в прошлую нашу встречу ты с таким же гонзал. Не смотри, что он такой потертый, работает не хуже нового». «О, а я как раз свой старый АПС на днях посеял. Ты как в воду глядел. Спасибо. Да и за остальные стволы тоже. Я с ними побегал, годные железки». Сидевшая неподалеку нимфа громко фыркнула. «Мальчишки, ни о чем, кроме своих игрушек, не думают. Лучше бы нашему новому стабу название придумали». «А ведь и вправду, надо же его как-то назвать. Не зря ведь говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет». Буран в ответ на это лишь загадочно усмехнулся. «Есть у меня подходящее название. Как насчет дикого стаба? Звучит?» После этих слов нимфа не сдержала звонкого одобрительного смеха, а дикарь смущенно улыбнулся. Но название и впрямь звучало. «Не знаю, слышал ты от Авроры или нет, мы на рывке через зону с атомитами конкретно схлестнулись. Топор и вандал там полегли». Буран, как, впрочем, и сам дикарь, резко посмурнел лицом. Улыбку, блуждавшую по его губам, словно одним махом стерли тряпкой. «Да, я слышал. Земля пухом парням. Как и тем, кто на складах в тот поганый день полег. Много хороших парней там головы сложили». Дикарь тряхнул своими слегка отросшими волосами. «Вот поэтому я и хочу лично отправиться во флюгер. Я ребят Фантомаса в это втянул, мне и расхлебывать». «Ну, тем, кто принял финальное решение и подбил народ на атаку складов, был я, если разобраться. Палаш мужик хоть и суровый, но справедливый. Он не хуже тебя и меня понимает, что все мы тогда отделались малой кровью. Ты оказал всем окрестным стабам большую услугу, когда спровадил Тритона на тот свет. Нормально все будет, я думаю. К тому же тебе с ним уже не впервые общаться. Оружием с мерцающего кластера помог опять же. Договоритесь, я думаю». «Надеюсь, нам помощь флюгера нужна как воздух. Без нее реализовать наши планы будет значительно сложнее. Но перед этим есть еще пара незаконченных дел». «Как и у меня».
Нимфа беззвучно подкралась к стоявшим на укреплениях перед бункером мужчинам со спины. «Поэтому я пойду с ним». «Тогда я с тобой». Буран посмотрел на нее больше просительно, чем с упрямством. «Ты нужнее здесь. Не волнуйся, все будет хорошо». «Может, обойдемся без этого? Мы же только-только встретились». Он положил руки на плечи девушки и посмотрел ей в глаза. «Черт, сдаюсь. Мне ли не знать этот взгляд? Ты уже все сама решила». «Рада слышать, что кое-что остается неизменным». Блондинка обвела шею лидера Стронгов руками, прильнула к нему, положив голову ему на плечо. «К тому же за тобой есть кому приглядеть, верно?» Она едва заметным стороннему наблюдателю усилием оторвалась от Бурана, приобняла стоявшего неподалеку и, как всегда, хранившего молчание шута, потрепала его по вихрам. «Я быстро. Одна нога здесь, другая там. Обернусь, вы и не заметите». Она подхватила с земли рюкзак и свое оружие, вопросительно глянула в сторону дикаря. «Готов?» Тот лишь кивнул в ответ, и в сопровождении нимфы и луня, наотрез отказавшегося оставаться в диком без него, залез в десантный отсек трофейной БМП, после чего дал команду томившемуся от безделья тамтаму на выезд. Боевая машина, грохоча траками, покинула кластер-тянучку. Нимфа так и не удосужилась поставить его в известность относительно своих планов. Более того, тот факт, как рьяно она набилась в спутнике к дикарю, того основательно напряг. И это не упоминая об ее регулярных непонятных взглядах, бросаемых в сторону рейдера. Бурану он доверял, но вот в отношении его подружки вопросов оставалось предостаточно. Скорее всего, если бы не вмешался Лунь, дикарь в резкой форме послал бы нимфу в пешее эротическое путешествие. Но помолодевший разведчик, у которого девушка, похоже, обзавелась недюжинным авторитетом, успокоил его, неожиданно чутко прочувствовав напряженную атмосферу и разрядил ее парой невзначай брошенных фраз. Своему крестнику дикарь верил практически как себе, так что решил пока засунуть свои подозрения поглубже. Уже хотя бы за то, что она смогла уберечь Луня от всех опасностей территории ренегатов, стоило это сделать. После часа пути, когда разгромленная колонна внешников, продолжавшая догорать и чадить черным дымом, рядом с рухнувшей на землю стрелой сотовой вышки, давно осталась позади, а бронемашина пересекла следующий лесной кластер, Аврора вышла с кем-то на связь. После непродолжительного разговора с неизвестным абонентом приказала Сенсу сворачивать с шоссе на ничем не примечательную грунтовку. Еще через 10 минут не особо приятной поездки по ухабистой и разбитой дороге БМПшка встала перед автомобилем, переделанным по моде улья в пулеметный пикап со сварными защитными решетками, шипами и всем прочим тюнингом. Аврора покинула десантный отсек, ей навстречу вышла другая девушка с огненной рыжей копной волос на голове. Несмотря на довольно миловидную внешность и неплохую фигуру, она явно проигрывала по внешним параметрам нимфе. Немного портили впечатление заостренные хищные черты лица, и она, похоже, была об этом в курсе. Уж больно картинно сморщила свой покрытый крупными веснушками носик при виде блондинки. Та же, наоборот, буквально лучилась показным дружелюбием. «Харза, солнышко, сколько лет, сколько зим!» «Фанат, привет!» Она помахала мужчине, сидевшему за рулем пикапа. Тот ответил тем же. Рыжая же скривилась так, словно отведала молодого лимона вместе с кожурой. А дикарь подумал о том, что имя этой девицы ее крестный дал очень даже подходящее. Стоило ей окрыситься, она и впрямь становилась очень похожей на куницу. «И я бы не отказалась еще столько же не видеть твоей наглой рожи». Нимфа полностью проигнорировала крайне враждебное поведение собеседницы и лишь с легкой улыбкой повела свободно плечами. «Все еще обижаешься из-за того случая?» «Да брось, было бы из-за чего. Мужик тот оказался так себе, прямо скажем. Мужичонка, а не мужик.
Ты абсолютно ничего не потеряла». Девица сузила зеленые глаза и презрительно скривила губы. «Ненавижу, сука, нимф. Ненавижу. Все вам, курвам, на блюдечке с голубой каемочкой. Давай уже ближе к делу, у меня время не резиновое. Тот, кого ты ищешь, находится на кластере С4. В дурке отсиживается, если знаешь, где это». Аврора резко посерьезнела. «Знаю. Ты уверена?» «Если бы я не была уверена, то тут бы сейчас не стояла. Мы в расчете?» «Будем в расчете, как только я доеду туда и удостоверюсь, что ты все еще не потеряла хватку. Если прошляпишь его по своей вине, это будет твой собственный косяк. Я свою часть сделки выполнила. Ты вообще радоваться должна, что у меня такая хорошая память. А то времени прошло уже прорва. Я уже начала думать, что ты вообще сдохла». «Как видишь, еще нет. Спасибо за помощь». Рыжая уже хотела развернуться и уйти, как нимфа поймала ее за руку и вложила в ладонь клочок бумажки. Тонкие ноздри Харзы гневно раздулись и затрепетали, но блондинка не дала ей разразиться бранью. «Поболтай на этой чистоте с Кавказом, а лучше с Бураном. Я гарантирую, ты не пожалеешь о потраченном времени». «Если ты забыла, я могу напомнить, что меня ваши дела не касаются. Гребитесь сами». «Это тот случай, когда новости касаются всех и каждого. Лучше тебе прислушаться ко мне, как ты делала раньше, рыжая. Впрочем, решать тебе, я не буду тебя уговаривать. Еще раз спасибо за помощь». Нимфа развернулась и помахала ей рукой из-за спины. Ее собеседница задумчиво посмотрела себе в ладонь, но бумажку все же не выкинула. Спустя минуту пикап и БМП разъехались в разные стороны. Дикарь сверлил сидевшую напротив него Аврору тяжелым взглядом. «Ну что, может, объяснишь, куда и зачем мы едем? Меня напрягает, что ты не посвятила меня в свои планы. Не люблю, когда меня держат в неведении». Девушка лишь махнула небрежно рукой. «Нужно разобраться с кое-какими старыми счетами. А тебе-то что покоя не дает?» «Гидрокостюм нужен и акваланг». Аврора метнула на него удивленный взгляд из-под длинной челки. «Искупаться надумал». «Вроде того. Так как, поможешь?» Блондинка задумалась ненадолго. «Помогу. Отчего же не помочь? Есть тут неподалеку турбаза, туда рыбаки на подводную рыбалку до улья должно быть ездили. По крайней мере, акваланги и костюмы там точно есть. Раньше были во всяком случае. Стоит заехать и проверить». Глава 16. Листва на этом кластере успела основательно подернуться желтизной, явно намекая на то, что кластер уже давно не перезагружался. И вполне возможно, что это произойдет в самом ближайшем будущем. Быть может, даже в несколько последующих часов. От этой мысли дикарю было не по себе, но он старался не думать о возможной внезапной перезагрузке. К тому же во враге неподалеку затаился на трофейной БМП «Там-Там». Так что если произойдет что-то непредвиденное, они всегда смогут выскочить из кисляка на боевой машине. Сенса, нахрапистая нимфа, не без подсказки дикаря, без лишней волокиты и на неопределенный срок реквизировала у Кавказа. Тот, само собой, не особо рвался расстаться со штатными глазами отряда, но спорить с Авророй все равно, что биться лбом о бетонную стенку. В итоге бывший командир отряда Стронгов, скрипя сердце, согласился. Хотя, если разобраться, он оставался командиром и сейчас. Просто теперь он и его отряд перестали считаться вольными птицами и переподчинились новообразованному стабу. Рейдер, дорезив в глазах, всматривался в отстоящий на расстоянии корпус здания. В своем прошлом то ли какого-то интерната, то ли лечебницы для душевнобольных, в сторону которого ушла Аврора. Казенные серые стены едва проглядывали сквозь заросли. Вскоре ему это бесполезное занятие надоело, он его бросил. Рядом на опавшей листве завозился лунь, устраиваясь поудобнее.
Нимфа оставила их тут, не объяснив толком, сколько именно придется ее ждать. Пожилой разведчик, к слову говоря, за те несколько дней, что они были оторваны друг от друга, прилично скинул годков, помолодев на 1,5, а то и на 2 десятка лет. За те же несколько дней, что они с девушкой путешествовали вместе, он, как видно, привык к подобным выкрутасам, поэтому никак не прокомментировал странное поведение нимфы и просто завалился на лесную подстилку с явными намерениями покемарить. У этой парочки, как и у него самого, день явно выдался не из легких, так что желание вполне здравое. Хотя дикарю и было интересно послушать про их совместные приключения, донимать разведчика он не стал. У них еще будет шанс пообщаться на эту тему. И по уму ему бы тоже стоило последовать примеру охотника. Рейдер тоже основательно выдохся после всех невзгод этого бесконечного дня. И который, судя по поведению Авроры, еще очень далек от своего завершения, несмотря на то, что диск местного светила уже склонился над линией горизонта. И какого ее туда в одиночку понесло? Лунь завозился на земле, прошуршав лесной подстилкой. Сказал отморозок, который полез в одиночку брать нахрапом подземный бункер. Дикарь лишь хмыкнул в ответ. «Уел, ничего не скажешь. 1-0 в твою пользу». Рейдер от нечего делать вытащил магазин из парабеллума, проверил патрон в стволе, попробовал прочность посадки глушителя, привинченного надфилем. После громоздкого и довольно увесистого АПСа люгер казался игрушечным. «Слушай, Лунь, а я ведь совсем тебе забыл сказать. Я по дороге встретил твоего крестника, так что тебе привет от круга и благодарность за спасение». Разведчик сдернул с головы свою полинявшую пилотку с облупившейся жестяной звездочкой и как только сохранить ее умудрился. И привычным жестом вытер пот со лба. «Выжили, значит. Добре. Выходит, не зря я старался. Ох, не зря». 5 человек их было, когда они меня встретили. Вроде круг упоминал, что нескольких человек зараженные накануне задрали. 8 было их поначалу. 3, значит, не дошли. А оставшиеся выжили, как полагаешь? Я их нашел на самой границе территории Муров. Можно сказать, самый тяжелый участок они уже миновали. Но ты ведь сам знаешь, в Улье всякое бывает. Это да. Вспомнить хоть как наше путешествие началось и чем закончилось. Не закончилось оно еще, Лунь. Даже близко нет. Мое, во всяком случае, точно. Дикарь завозился на опавшей листве, захрустев веточками, лежавшими на земле. И чего она так долго возится? Да не менжуйся ты. Раз возится, значит, надо так. Похоже, он был прав насчет того, что нимфа и впрямь обрела невиданный авторитет в глазах Луня. Он вообще не ставил правильность ее действий под сомнение. Надо будет расспросить его подробнее об их с Авророй приключениях. Тут его ухо уловило какой-то отдаленный звук. Он поднял руку в предостерегающем жесте. А потом вслушиваться уже не было надобности. Со стороны корпусов лечебницы донеслись звуки стрельбы. Глухо где-то в помещениях рванула граната. Кто-то заорал нечеловеческим голосом. «Рванули!» Разведчик без лишних слов подхватил с земли свое оружие и припустил за резко стартанувшим с места дикарем. К тому моменту, когда они добежали до места и залегли в кустарнике на краю пустыря, за которым начиналась огороженная территория перед зданиями и корпусами, внутри творилась настоящая вакханалия. Рвались гранаты, грохотали приглушенно автоматные и пулеметные очереди, на разные лады кричали люди. Одни, яростно сражаясь за свою жизнь, другие, раненые, испуганно, истошно вопили. С грохотом битого стекла, выбив раму в окне 2-го этажа, спиной наружу вылетел человек, яростно извиваясь в воздухе, с размаху приземлился спиной на чугунные пики декоративного заборчика и обвис на них безвольной тряпкой. На 1-м этаже неизвестный молодчик
орудовал прикладом автомата, кроша стекла и рамы, расчищая себе путь к отступлению. Разглядев форму муров, дикарь не стал церемониться и поймал его грудь в прорезь прицела. Хлыстом щелкнул выстрел из отбойника, и ренегат завалился на подоконник. Из глубины помещения в их сторону зачастил автомат. Лунь припал к прицелу своего А-545 и принялся одиночными выстрелами размеренно вколачивать пули в темный оконный проем, кого-то там увидев. Спустя несколько минут вся стрельба и взрывы затихли. Наступила неожиданно оглушительная тишина. А потом наружу гурьбой повалили мужские фигуры. Вновь увидев форму чертей, дикарь едва не открыл стрельбу, но потом, разглядев среди муров субтильный силуэт нимфы, сдержался. Что бы ни случилось внутри, девушка вышла оттуда победительницей. Похоже, вера советского разведчика в ее способности имела под собой вполне реальные основания. «Пошли, глянем, что там случилось». В ответ Лунь молча закинул автомат на плечо и двинулся следом за ним. Когда их пара приблизилась к странной компании, дикарь даже немного растерялся. Большинство муров вокруг него были абсолютно поглощены созерцанием фигуры девушки. Некоторые из них были ранены, у одного кровища фонтаном хлестало из раны на бедре, что срезанного барана. Но того, судя по блаженной физиономии, это совершенно не волновало. Он смотрел на Аврору так, что вот-вот потечет слюна из приоткрытого рта. И большинство его собратьев по оружию недалеко ушли от него. Пялились на девушку, как любители азиатского антиквариата, на фаянсовую вазу времен династии Мин. «Ну вот и чего вы приперлись? Сказала же, дождитесь сигнала». На этот выпад дикарь лишь флегматично пожал плечами и меланхолично ответил. «Стреляли». Блондинка покачала белокурой головой и нажала вызов на рации. «Там-там, дуй сюда на своей железке». Рация прохрипела что-то в ответ, но девушка уже не слушала. «Так, ты и вы трое быстренько собрали все боеприпасы и оружие в здание и принесли его сюда. Остальные разоблачаемся, все добро складываем на асфальт». Пока марионетки снимали с себя разгрузки, оружие и прочие припасы, дикарь обратил внимание на двух крепких муров, державших под руки обмякшее тело. И лицо этого тела было рейдеру прекрасно знакомо. Барсука немного потрепало и, похоже, контузило близким взрывом гранаты. Он пока еще окончательно не пришел в себя. Один из ренегатов-марионеток по сигналу нимфы вытащил флягу с водой и принялся поливать голову дезориентированного бугра чертей. Спустя несколько секунд взгляд того прояснился и сфокусировался на фигуре девушки. «Нашла-таки меня, мразь!» «Ну, привет, сучонок. Да-да, я тоже рада тебя видеть. И пока наше общение не перешло в активную фазу, у тебя есть шанс слегка смягчить его последствия для себя. Где сейчас прячется фашист со своими людьми?» «Да шла бы ты лесом, шалава. Я рот твой имел, да и прочие дырки заодно». Несмотря на всю бесперспективность этой совершенно бесполезной бравады, барсук таким образом, очевидно, пытался себя распалить, чтобы окончательно не расклеиться. А повод для этого у него, откровенно говоря, был. Дикарь даже отчасти его понимал. Глядя на абсолютно невозмутимое и жесткое лицо нимфы, он не согласился бы поменяться с бывшим бугром чертей местами даже за весь белый жемчуг Стикса. «Ну, не хочешь, как хочешь. Я больше для проформы спросила. Такой расклад меня устраивает даже больше». Аврора кивнула одному из муров, он положил свою ладонь поверх рта барсука. Тот выпучил глаза, задергался и мучительно замычал. Спустя десяток секунд, когда ладонь была убрана, на месте губ ренегата остался лишь свежий рубец без какого-либо намека на ротовое отверстие. Словно тот родился с таким пороком изначально
и сейчас силился открыть уже несуществующий рот. От этой картины дикарю стало сильно не по себе. Он словно попал в низкопробный фильм ужасов. «Видишь, как удобно. Теперь ты не будешь издавать никаких мерзких звуков своей вонючей дыркой. Хотя поводов для этого у тебя будет просто дофига. Можешь мне поверить на слово. Да не напрягайся ты так. Я уже осушила весь твой баланс, так что дары Стикса тебе не помогут. Воспользоваться ими в этой жизни у тебя уже не получится. Не волнуйся». От убийственно спокойного тона девушки по спине рейдера побежали мурашки. И он впервые поймал себя на малодушной мысли, что присутствовать при том, что задумала нимфа, ему не особенно хочется. Аврора дала еще одну команду. Быки, державшие барсука, подтащили его к одинокой березе, торчавшей посреди пустыря. Раньше тут, наверное, располагалось что-то вроде места прогулок для пациентов психбольницы. Вокруг дерева стояло несколько деревянных лавочек, к одной из которых бывшего бугра ренегатов и подтащили. Мур, что зарастил ему рот, снова положил ладонь поверх его кистей. Спустя минуту яростно мычавший лидер ренегатов, выпучив глаза, с ужасом смотрел на то, что его руки стали одним целым со стволом дерева. После этого быки, державшие его прежде, сорвали с бедолаги одежду и примотали ноги за колени репшнуром к скамейке, стоявшей под деревом. Мур-паяльник еще раз применил свою способность на привязанные ноги, окончательно зафиксировав барсука в коленно-локтевой позе. «А это страховка, чтобы ты точно никуда не сбежал. Отличная способность, к слову говоря, пришлась очень кстати». Из ворот с лязгом выехала БМП. Там-там припарковался напротив дверей психлечебницы. Муры, следуя приказу нимфы, принялись грузить оружие, боеприпасы и снаряжение в десантный отсек. «Пока идет погрузка, мы можем с тобой немного мило пообщаться. Ты же не возражаешь?» Нимфа присела на лавочку с другой стороны от привязанного и обездвиженного барсука, который продолжал извиваться и панически мычать, и закинула ногу на ногу. Девушка погрузилась в свои мысли, на ее лицо набежала тень. «Ржавый и фараон были мне ближе любых родственников, они стали моей семьей здесь, в Стиксе. Я любила их больше, чем своих кровных братьев там, на земле. И мы доверились тебе, сраный ты кусок протухшего собачьего дерьма. Приняли тебя в свои ряды, а ты нас предал. Ты убил их. По сравнению с этим даже тот факт, что я из-за тебя провела целый год в лапах больного на всю голову маньяка и психа, выглядит просто незначительной мелочью». Голос девушки был наполнен искренним негодованием и холодной яростью. Спустя секунду она уняла клокотавший внутри нее гнев, сняла с волос резинку и принялась неторопливо переплетать свой конский хвост в красиво уложенную косу. «Не буду спорить, тебе удалось ловко нас провести. Но не было и дня на протяжении всего этого года, чтобы я не задавалась вопросом, о чем ты только думал, дебил? Где, мать твою, был твой мозг, когда ты решился нас предать? А, барсук? Неужели ты и вправду верил в то, что Тритон сможет вечно удерживать меня на коротком поводке? Неужто в твои одноклеточные мозги даже не закралась мысль о том, что с тобой случится, стоит мне лишь обрести свободу воли? Уж тебе-то получше многих известно, как именно я расправляюсь со своими врагами. Хоть и неприятно это признавать, но мое прозвище мною вполне заслуженно. Впрочем, это уже не важно. Мой крестный и побратим уже год как мертвы, а ты вскоре отправишься следом за ними. Но не обольщайся, это случится не так легко и быстро, как тебе бы того хотелось. Тем более ты сам только что отказался со мной сотрудничать
чем еще больше усугубил свое положение. Сейчас я тебе наглядно продемонстрирую, что если вести себя так, словно ты гнойный пидор, то рискуешь стать им на самом деле». Девушка закончила возню с косой и встала на ноги. «Так, шавки, все ко мне». Дождавшись, когда 1,5 десятка выживших в стычке муров, как раз закончивших с погрузкой, обступили место действия тесным кольцом, она скомандовала: «Ну что, веселье начинается. Одежду долой!» Глядя на то, как ренегаты поспешно раздеваются, дикарь не мог отделаться от мысли о нереальности происходящего. Однако все говорило за то, что глаза его не подводят. «Итак, куски мяса, слушайте внимательно. Я знаю, все вы хотите как следует оторваться после тяжелого дня. И я вам сейчас предоставлю эту прекрасную возможность. Готовимся, мальчики, вас ждут великие дела». Она звонко щелкнула пальцами, и тут, словно приняв убойную дозу афродизиака, абсолютно все оголившиеся муры испытали приступ неконтролируемой эрекции. Пройдясь взглядом по их причиндалам, девушка выбрала одного – щуплого и сутулого, но зато с хозяйством весьма выдающегося размера. Подопытная собачка нимфы выглядела так, словно вся жизненная энергия этого мура ушла в его член, почти ничего не оставив для остального тела. Девушка подманила его поближе и приблизилась к смотревшему на нее с непередаваемым первобытным ужасом барсуку. До него, похоже, лишь сейчас дошла вся глубина той задницы, в которой он очутился по своей вине. «Нет, ты только полюбуйся на него, даром, что сам с виду заморыш заморышем, а елдак, как у коня, честное слово. Далеко мог бы пойти при других обстоятельствах. Жаль, не судьба. О, не дергайся, тебе так или иначе вскоре предстоит близкое знакомство с каждым из этих замечательных парней. Просто я хочу, чтобы самый первый раз, если он у тебя первый, разумеется, был для тебя особенным в каком-то смысле, даже незабываемым, понимаешь? Чтобы ты прочувствовал каждый, сука, сантиметр этого волшебного члена внутри себя. И каждый раз, когда к твоей заднице будет пристраиваться очередной, желающий тебя как следует отодрать, я хочу, чтобы ты вспоминал, чем ты это заслужил. Понял?» На барсука было жалко смотреть. Глаза его практически вылезли из орбит, по лицу градом катился пот. Он кривил свежий шрам на месте отсутствующего рта в попытках что-то сказать. Но говорить он больше не мог. «Впрочем, не все так уж для тебя печально. Чтобы ты знал, моя способность действует около 2 суток. Если твоя задница протянет столько времени и не сотрется до той поры под ноль, у тебя будет шанс выжить. Я бы даже предпочла, чтобы ты выжил и пришел ко мне со своей никчемной местью снова, и не отказалась бы учудить подобную развлекуху с тобой еще разок. Знаешь, это будет словно повтор нашего прощального танго. Только ты, я и 1,5 десятка вон тех, горячих, любвеобильных парней, что терпеливо ждут своей очереди. Ладно, буду закругляться, ведь у тебя впереди чертовски насыщенная ночь. Не стоит оттягивать ее начало. Отрывайся на всю катушку, увидимся в аду, кусок дерьма». Девушка с оттяжкой шлепнула ладонью по бледной ягодице, поросшей редким волосом, кривляющегося словно червяк на крючке барсука, и вновь щелкнула пальцами. Тощий мур с огромным членом пристроился сзади к своему бывшему начальнику и принялся совершать характерные возвратно-поступательные движения, заставляя того мучительно мычать и судорожно дергаться всем своим телом. Нимфа повернулась к ним спиной и обратилась к дикарю. Тот на пару с лунем не проронил за время этой леденящей кровь сцены ни слова. У разведчика, похоже, тоже не нашлось вразумительного комментария увиденному, и он ошеломленно молчал, как воды в рот набрал.
«Ну что, я со своими делами закончила, можем двигать теперь по твоим. Поехали?» Дикарь тряхнул головой, отводя взгляд от сцены садистской экзекуции и не своим голосом обратился к нимфе. «Прихвати с собой одного ублюдка, какой покрепче, может пригодиться». Девушка без разговоров поманила пальцем одного из быков, дав команду ему одеться обратно, после чего, не оглядываясь, направилась к БМП. Дикарь постарался последовать ее примеру и не смотреть назад. «Осуждаешь?» Нимфа спросила едва слышно, почти одними губами, ведь ситуация не то чтобы располагала к громкой беседе. Дикарь с трудом подавил в себе желание изменить положение тела. Укрывающая их теплоизолирующая пленка, похожая на фольгу, что служила единственной защитой от тепловизоров, периодически снующих над рекой дронов, при любом движении шуршала, как пересохшее сено. «Скажем так, не одобряю твои методы. А почему, спрашиваешь? Не думаю, что тебе так уж важно мое мнение». Девушка потерла пальцем бровь и сделала небольшую паузу, прежде чем ответить. «В обычной ситуации так бы оно и было. Но ты забыл, что я не только нимфа, но и знахарка. И после того, как я немного пощупала твое нутро, в день, когда ты попал на склады, мне открылось много интересного. Хочу я того или нет, твоя судьба тесно переплелась с судьбой Бурана и моей собственной. Было бы крайне глупо и недальновидно игнорировать этот факт. А по поводу твоего неодобрения... Знаешь, Аврора скосила глаза и задумчиво посмотрела на его лицо, белевшее в темноте под их импровизированным защитным пологом. Чем дольше ты живешь в Улье, тем более далеким становишься от понятия нормальности, по тем еще земным меркам. В какой-то момент тебе становится просто наплевать, хорошо или плохо ты поступаешь с точки зрения морали. Ты делаешь то, что считаешь правильным. Это не очень хорошо, потому что многим, особенно таким, как я, овладевшим даром нимф женщинам, конкретно срывает кукушку от вседозволенности. Потому-то, собственно, нимф так и не любят. И я попалась в эту ловушку, благо мозги быстро на место встали. Но, с другой стороны, тебя покидает все притворное лицемерие, которым была переполнена наша прошлая жизнь. Тебе так не кажется? Ты становишься по-настоящему искренним в своих решениях и поступках. Хорошо это или плохо? Сложно с тобой спорить. Нимфа глубоко и прерывисто вздохнула. Ее глаза сверкали в темноте нездоровым блеском. Дикарь вообще не был уверен, что она слышала, что он сказал. «Я уже очень давно не смотрюсь в зеркала, потому что каждый раз после этого на меня накатывает ощущение того, что от той девчонки, что 4 года назад на свою беду угодила в кисляк, уже не осталось ровным счетом ничего. У меня даже черты лица поменялись. Я другой человек». И снова рейдер был вынужден с ней согласиться. С каждым днем от Егора Журавлева внутри него оставалось все меньше и меньше. Аврора, между тем, продолжила свой монолог. Да и что вообще есть норма? Для хвоста нормой стало уничтожение нескольких миллиардов людей во имя своего крестового похода против внешников. Для внешников и муров резать ни в чем не повинных людей на запчасти ради долголетия и здоровья своих толстосумов на той стороне. Для барсука скормить пустышам живьем самых близких мне людей. А для тритона возбуждаться от вида крови беззащитной жертвы. У больного ублюдка вставал только тогда, когда он резал меня ножом и бритвой, словно он грёбаный резчик по дереву, а я безмолвная заготовка. На 3-й месяц плена я сбилась со счета, сколько раз он отрезал от меня части. Мочки ушей, ногти, ноздри, соски, просто приглянувшиеся ему кусочки моего тела. Я перестала считать шрамы на своем теле. Старые исчезали, вместо них появлялись новые. Улей милосерден, в отличие от этого ублюдка. И самое ужасное, что ты даже закричать не можешь,
несмотря на то, что внутри разрываешься от боли. Потому что этот урод заставляет тебя улыбаться и просить еще. И отказать ты просто-напросто не можешь. У дикаря от ее рассказа в жилах заледенела кровь. В воспоминаниях Тритона были рваные эпизоды о его забавах, а теперь он познакомился с одной из его жертв лично. И он понял, что больше не может судить эту девушку за ее поступки. Каждый человек ведет свою собственную войну, и он только что увидел кусочек войны Авроры. Да и кто он такой, чтобы судить ее? Ведь он сам буквально сегодня отправил на тот свет не один десяток людей и совершенно не испытывает по этому поводу даже маломальских сожалений. Накатило волной годливости и сострадания к тому, через что пришлось пройти этой девушке. И только усилием воли он подавил в себе желание заговорить, потому что понял, ей не нужно его сочувствие. Она просто хочет выговориться. Если бы это случилось со мной на моем первом году в Улье, я бы наверняка не выдержала и сошла с ума. Ты даже покончить с собой не можешь. У тебя нет такого права, ведь ты больше не управляешь собой. Иступленная ненависть, слепая ярость, всепоглощающий гнев где-то глубоко внутри меня достигли такой температуры, что начинают выжигать саму твою суть. Но даже их ты ощущаешь так, словно они не твои, а чужие. Словно это не тебя разрывает на части, а кого-то другого. И в тот момент, когда я увидела его окровавленный труп с обгрызенным лицом, когда я почувствовала, что мое рабство закончилось, ты даже представить себе не можешь, что я испытала. Наверное, и вправду не смогу. Но зачем ты мне все это говоришь? Нимфа едва уловимо вздохнула. «Не знаю. Наверное, всем нам иногда просто необходимо выговориться. У меня был крайне паршивый год, стресса накопилось по самые уши». Дикарь хотел ей ответить, но тут в интерфейсе нолдовского девайса всплыло сообщение о том, что устройство установлено и готово к использованию. Похоже, наш водолаз таки доплыл куда нужно. Первоначально он планировал записаться в ныряльщики лично, но увидев в действии главную способность нимфы, решил, что и без того слишком уж активно рисковал своей шкурой в последнее время. И на спецзадание назначил марионетку Мура. Правда, у него были сомнения в его компетентности, а ведь подарок Нолда был в единственном числе. Но нимфа оказалась права. Те, кто попали под действие ее дара, скорее умрут, чем не выполнят ее приказ. «Ну так жми на кнопку, чего тянешь? У меня уже все тело затекло тут лежать, да и холодает». Дикарь скользнул курсором по контекстному меню стартовых настроек устройства, выбрал нужную форму, выкрутил мощность на максимум и нажал «Активировать». У него были сильные сомнения по поводу финального результата от презентованного Нолдом девайса. Обычная серая коробка размером с кирпич. Даже его название «портативный деструктуризатор» не выглядело чем-то устрашающим. Это тебе не какая-нибудь аннигиляторная пушка, что уничтожит всех твоих врагов. Судя по куцей справке, эту приблуду Нолда использовали в своем родном мире в строительстве горнопроходческой и горнодобывающей промышленности. С его помощью они создавали котлованы, подземные тоннели, шахты и штреки. В конечном счете, решив, что Хаха не стал бы оставлять ему бесполезный хлам, дикарь решился на его использование. Кто знает, чем руководствовался Нолд, когда решил ему оставить этот подарок, но выяснить это сейчас уже не представлялось возможным. На темной реке в ночи, которую не освещала даже луна, скрывшаяся за тучами, вспыхнула мягким сиреневым светом огромная сфера метров 20 в диаметре, сотканная из сотен сияющих шестиугольников. Вернее, больше половины этой сферы находилась под водой, поскольку ее центр, где находилось сгенерировавшее ее устройство, располагался сильно ниже уровня поверхности. Поэтому для стороннего наблюдателя оно выглядело куполом,
накрывшим собой большую часть плавучей базы экспедиционного корпуса «Веги», по совместительству являвшегося аэродромом, обслуживающим большую часть всех дронов, сновавших над окрестностями. Несколько секунд ничего не происходило. На барже заработала сирена, надсадным звуком разрывая ночную тишь. А потом, в центре сферы, нестерпимым светом вспыхнуло микроскопическое солнце, моментально превратив ночь в день. Миг, и внутреннее пространство сиреневого шара заполнила раскаленная плазма, уничтожая все на своем пути. Дикарь, едва успевший прикрыть глаза на несколько секунд, почти ослеп, а когда он открыл веки, сфера уже исчезла вместе со всем, что находилось внутри нее. Огромный кусок корабля в мгновение ока просто перестал существовать. Обрезанные словно лазером раскаленные кромки бортов и переборок сияли в ночи малиновым цветом, видимым даже из их укрытия с расстояния в километр. Вверх взмыли клубы пара, вода хлынула в трюм и внутреннее помещение баржи. Всего полминуты, и от главной угрозы этой части улья не осталось ничего, кроме воспоминаний. Неизвестно, какие тут были глубины, но они поглотили плавучий опорный пункт полностью. Лишь серьезный водоворот на том месте, где только что находилась стальная махина, да куча разнообразного мусора пополам с тонущими людьми, кому удалось покинуть стремительно идущее ко дну судно, служили напоминанием о нем. «Отличное зрелище. Ты, как всегда, в своем репертуаре, да?» Нимфа с выражением нескрываемого удовлетворения любовалась катастрофой. «Максимум через 3 часа все дроны, что еще летают тут, рухнут на землю». «Это их максимальный запас хода?» «Угу». Девушка сорвала теплоизолирующий материал, встала и со стоном разогнулась. «Все тело затекло, черт. Ладно, валим отсюда, дело сделано». Дикарь тоже со скрипом в онемевших конечностях встал и с удовольствием потянулся всем своим телом. Он кинул последний взгляд на поверхность темной воды, закинул отбойник на плечо и двинулся к ожидавшим их в паре километров отсюда в БМП Луню и Тамтаму. Нимфа наотрез отказалась брать кого-либо из них с собой в эту вылазку, тем не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Рейдер направился через заросли, справедливо решив, что ему с его обостренным зрением будет проще ориентироваться в кромешной мгле после вспышки деструктуризации, вновь поглотившей все вокруг. Он шел назад, стараясь выбирать свободные и не слишком заросшие кустарником и густой подсадой участки леса. Нимфа после своей отповеди и грандиозного уничтожения баржи словно язык проглотила и молчаливой тенью следовала за ним по пятам. Все изменилось примерно на полпути. Дикарь понял, что девушка внезапно остановилась. Виски едва уловимо кольнуло, а через секунду его уши уловили четкий металлический щелчок предохранителя ее ПП-2000. Рейдер медленно обернулся и с досадой удостоверился в том, что уши его не подвели и на этот раз. Ствол пистолета-пулемета с навинченным на него глушителем смотрел прямо ему в лицо. Похоже, он ошибся, и она не так уж и плохо видела в темноте. «Не нужно этого делать, я не хочу с тобой драться». Прищуренные глаза Авроры холодным взглядом буравили его. Дыхание было ровным, руки не дрожали, девушка была совершенно спокойна. А значит, это ее решение абсолютно взвешенное. «Твой новый дар, его не было, когда мы виделись в прошлый раз». «О чем ты говоришь?» «Я его называю «черная дыра», одна из самых мощных защитных способностей. Если ты этого не захочешь сам, тебя не ощущают сенсы, не могут прощупать ни ментаты, ни знахари. Даже мои способности на тебе не работают. Я не могу взять тебя под контроль». «Значит, ты пыталась. Я не понимаю, о чем ты говоришь». «В тот день, когда умер Тритон, этой способности у тебя не было. Зато она есть сейчас. И я знаю всего одного человека, у которого был точно такой же дар». «Послушай, давай все спокойно обсудим. Я не враг тебе. Я же в тот день принял белку.
Может быть, в этом все дело? Но нимфа его не слушала. Похоже, разговор она вела лишь сама с собой. «Если есть хоть малейший шанс, я сделаю все, чтобы это остановить». Тонкий указательный палец со слегка отросшим ногтем потянул за спусковой крючок. Дикарь чертыхнулся и сформировал линзу кинетического поля, защищая себя от веера 9-миллиметровых пуль. ПП закашлялся очередью в темноте, слабо сверкая едва видимой дульной вспышкой, приглушенной глушителем. Кусочки металла плющились о невидимый барьер, рикошетили в стороны, кроша стволы деревьев. Дикарь бросился вперед, в секунду сократив дистанцию между собой и блондинкой. Взмах распрямленной ладонью, укрытой щитом, рассек ее оружие на две половинки, словно раскаленный нож кусок замерзшего сливочного масла. Очередь захлебнулась. Но Аврора даже не обратила внимания на то, что лишилась оружия. Рейдер попытался схватить ее за одежду, но она ловким кошачьим движением выскользнула из его объятий и обошла слева. Скорость нимфы была такова, что он даже с учетом своих разогнанных рефлексов едва улавливал ее движения, уже абсолютно не успевая на них отреагировать. Она размазывалась в воздухе, словно призрак. Даже не заметив того, как это произошло, он лишился отбойника с лязгом улетевшего в кусты, а на его затылок обрушился град ударов, практически слившихся в один. Дикаря словно ударили кувалдой по голове. Нет, дело было вовсе не в силе ударов девушки. Отнюдь, с физической точки зрения, они были слишком слабыми, чтобы причинить боль. Но их разрушительная мощь крылась в другом. Каждый удар приходился прямо по вестибулярному аппарату рейдера, и после каждой ее атаки он чувствовал, словно на него обрушивалось само небо, поменявшись местами с землей. Серия таких мощнейших затрещин дезориентировала его настолько, что щит отвалился сам собой помимо его воли. В голове словно ударили в монструозный гонг. Мир пошел кругом, он едва устоял на ногах. А еще Дигарь понял, что нимфа сражается на полную катушку, совершенно не сдерживаясь. Это заставило его встряхнуться. Если до этого он просто пытался обездвижить девушку, чтобы достучаться до ее здравого смысла, то теперь понял, что это бесполезно. И если не будет сражаться так, словно на кону его жизнь, то наверняка проиграет. Она продолжала осыпать его градом ударов, наскакивая с разных сторон, словно моська на слона. Но Аврору, похоже, их разница в росте совершенно не смущала. Дикарь взревел, словно медведь, превратил ладони в мечи и крутанулся пропеллером, стараясь, если не зацепить, то хоть заставить противника отшатнуться. И ему это удалось. Нимфа вышла из зоны клинча. Левая ладонь наискосок перерубила дерево средней толщины, сосна со скрипом рухнула вниз, с треском ломая заросли. Получив небольшую передышку, он немного пришел в себя. Но ненадолго. Девушка в мгновение ока сократила дистанцию вновь и отвесила ему оплеуху, от которой мир перевернулся вверх дном. Дикарь уткнулся носом в мокрую лесную подстилку. Кинетическое поле повторно отключилось, снова включить его он уже не смог. Похоже, каждый из ударов девушки не только дезориентировал его, но понемногу опустошал запас его внутренних сил. Недоумок, он ведь видел, как она проделала то же самое с барсуком, отключив ему все его дары. И сейчас она повторила этот же трюк и с ним самим. Дикарь чуть не взвыл от досады на собственное тугодумие. Но долго сокрушаться по поводу своей тупости девушка ему не дала. Воспользовавшись секундным замешательством, она закрыла ноги в замок на пояснице рейдера и взяла шею на удушающий прием. Причем сделала это с неожиданной для такого субтильного телосложения силой. Дикарь, чувствуя, как начинает першить в легких, а в висках все сильнее барабанит кровь, хрипло зарычал и начал кататься по земле, пытаясь сбросить с себя душительницу, вцепившуюся в него словно разъяренная кошка. Но нимфа и не думала его отпускать, лишь все сильнее сдавливая хватку. Дикарь понял, что еще немного и он свалится окончательно, поднялся на подгибающихся ногах и с диким ревом обрушился назад,
придавив девушку к земле всем своим весом. Та охнула, ее ребра отчетливо хрустнули, она на короткий миг ослабила захват. Дикарь крутанулся на месте, схватил ее за одежду и рывком оторвал ее от себя. Он подмял под себя тело нимфы и, наконец, смог с непередаваемым наслаждением вдохнуть влажный лесной воздух. Крепкие пальцы сомкнулись на девичьей шее, он с силой сдавил ее гортань. Нимфа извивалась под ним, словно змея, хрипела точно так же, как и он десяток секунд назад. Но теперь сила была на стороне дикаря. Он навалился на нее всем своим весом, зафиксировал ногами ее конечности и, что было силы, сдавил хрупкую шею, грозя сломать ей позвоночник. «Прекрати! Я не хочу тебя убивать!» Каждое слово давалось с огромным трудом, словно наждаком проходило по соднящему горлу. Девушка еще сопротивлялась. Ее лицо побагровело, она разевала рот, словно рыба, попавшая на берег. Взгляд ее помутился, капилляры белков глаз начали лопаться от резко скакнувшего давления. Она скребла ногтями по рукам дикаря, пытаясь отодрать его пальцы от собственного горла. Напрасно. А в следующую секунду в голове рейдера, разрывавшегося между желанием придушить неадекватную бабу и осознанием неправильности всего происходящего, но уже так или иначе предвкушавшего победу, взорвалась микроскопическая ядерная боеголовка. Мир на короткое мгновение превратился в негатив, на котором лишь силуэт нимфы сиял нестерпимым стерильно-белым светом, а потом и вовсе раскололся на куски. Дикарь почувствовал, что снова лежит, уткнувшись в землю носом. Но подняться он уже не успел. Тонкие, но сильные пальцы девушки легли ему на виски. Все вокруг моментально погрузилось во мглу. Последним, что он услышал перед тем, как отключиться, были слова девушки, которая хрипела, словно динамик старой радиолы. «Я закончу это здесь и сейчас». Перед его взором был темный коридор, лишь кое-где освещаемый тусклыми лампами, едва разгонявшими мрак. Во всем теле царила слабость, но дикарь сделал над собой усилие и пошел вперед, в конец коридора, где виднелось пятно яркого света. Он проходил мимо наглухо запечатанных стальных дверей. Никаких отверстий. Толстый, проклепанный лист металла. Нет ни намека на дверные ручки. Не похоже, что эти двери в принципе способны открываться. Коридор тянулся бесконечно, закрытым дверям слева и справа не было конца. Но все рано или поздно заканчивается. Вот и он доковылял до конца этой галереи. Дикарь очутился в квадратной, ярко освещенной, стерильно-белой комнате. Здесь, напротив коридора, тоже было две двери. Правда, у них имелись ручки и запоры. А значит, в теории их можно было открыть. Оставалось лишь понять, нужно ли ему это делать. Спустя пару секунд, стоило ему приблизиться к закрытым проемам, стало понятно, что открывать запоры определенно не стоит. Сквозь зарешеченное стальной арматурой небольшое окошко до него донесся низкий урчащий рык, издаваемый чьей-то мощной глоткой. А потом этот кто-то с грохотом обрушил удар на стальную плиту. Сила удара была такова, что металл чуточку прогнулся наружу. Дикарь приблизился к оконцу и заглянул внутрь. Прямо напротив его лица подрагивающая губа обнажила двойной ряд 10-сантиметровых кинжалов острейших зубов, с которых на пол медленно капала слюна. Запертое существо снова угрожающе зарычало, обдав его удушающей смрадной вонью из своей пасти. «Какой же ты все-таки уродливый сукин сын! Не рычи на меня, я уже однажды уделал тебя и сделаю это снова, если потребуется. Пшел с глаз моих долой, выродок!» Голод снова ударил огромной, закованной в хитиновую шипастую броню ручищей по переборке, оставив еще одну серьезную вмятину на ее поверхности. После этого он с низким, пробирающим до самых кишок урчанием, отступил в сумрак своего узилища, скрывшись из виду. «Сложно с тобой не согласиться.
Ума не приложу, как ты в одиночку умудрился справиться с этой абразиной? Между прутьями соседней камеры кто-то просунул наружу и расслабленно свесил вниз кисти рук. А дикарь при первых же звуках этого голоса замер, словно громом пораженный. Все части этой головоломки наконец-то с хрустом встали на положенные им места. Его внезапное хладнокровие и кровожадность, плохое самочувствие после приема белого жемчуга, неадекватное поведение нимфы. Он шагнул к дверям второй камеры и уперся мрачным взглядом в запертого в ней узника. «Ты мертв. Я тебя убил. Мы тебя убили». Тритон прищурился, сложил свои узкие бледные губы в издевательскую ухмылку и картинно пожал плечами. «Ну, как видишь, не до конца. Надеюсь, ты успел по мне соскучиться». Конец второй книги. Читал Фан 12.